Дорогие друзья, продолжаем нашу работу форума. Сегодня с утра у нас выступают якутяне. Это у нас по часовому поясу, мы вот так идем с востока на запад. И самое раннее у нас восточные наши коллеги. Слово будет предоставлено сейчас Сатанар, я ударение правильно делаю, Марианна Тимофеевна, кандидат филологических наук, научный сотрудник сектора аланховедения научно-исследовательского института Аланхо Северо-Восточного федерального университета имени Амосова. Надо сказать, Марианну Тимофеевну поздравляю с замечательной защитой и очень профессионально выполненными научными работами. Слово вам, пожалуйста, Марианна Тимофеевна. Спасибо. Добрый день, уважаемые участники второго Сибирского форума фольклористов. Разрешите представить доклад на тему об эпической модели мира Аланхо в якутской культуре. В современных условиях важным выдвигается системное исследование природы мифологического знания и вместе с тем усиливает потребность дефиниции традиционных представлений о мире и в структурном, и в семантическом аспектах, которые эксплицитно или имплицитно проявляются в различных видах якутской материальной и духовной культуры. В поле общего контекста мифа, полностью соглашаясь с замечанием Владимира Николаевича Топорова о том, что чем длиннее знаковая система, тем более она прагматична, в фокусе настоящего исследования оказывается эпическая модель мира в геометрическом представлении, выделяющаяся, на наш взгляд, большим потенциалом организующих начал становления других знаковых систем якутской культуры. Модель эта устойчиво наблюдается в семиосфере мифологической канвы якутского эпоса Аланхо. Дальнейшие ее исследования привлекают интерес с точки зрения ее семантической перспективы, то есть принятия ее как архетипа, способного порождать и другие тексты культуры. Исследование опирается на теоретические положения Топорова, давшего яркий пример применения точных описаний явлений духовной культуры, а именно применение геометрической схемы при раскрытии универсального символа, присутствующего и в поздних культурах осевого времени. Основой послужили также концепция стадиальной типологии Элизара Моисеевича Мелетинского, принципы структурно-семиотического исследования, наблюдения Сергея Юрьевича Неблюдова о механизмах жизнедеятельности традиций, в частности, текстообразований, в основе которых лежит логика развития образа, обусловленная ее семантикой. В предыдущих работах была выявлена эпическая модель мира якутского Аланхо в ракурсе геометрии форм, пирамидальная конструкция. Вкратце остановимся на основных моментах схематической реконструкции эпического пространства по вертикальной и горизонтальной оси координат. Как видно из текста Аланхо, древнее сознание признает акт творения, который отмечается в трудах Линденау, Пекарского, Кулаковского, Эргиса и других. Между тем, природа, имеющая свое разумное начало, отмечается Куртом Хюбнером следующим образом. Если природа имеет разумное устройство, то она определенно должна описываться языком математики. В математическом понимании она состоит из тела и пространства, которые непосредственно сливаются друг с другом в геометрии. Согласно концепции Пифагора, высшее божество Урюнаитвайон предстает божеством единицей, то есть тем первым существом, откуда берут свои начала многочисленные дети и потомки. При этом божественная структура идентифицируется согласно семейным и родовым традициям, то есть старшинство по возрасту, соответственно этому и функциональные обязанности, являются определяющими распределение статуса. В пространственном отношении важно, что космическое первоначало расселяет своих детей
по различным местам мифологического пространства. Речь идет о локализациях по вертикальной оси координат, актуализируемой именно нечетными числами 3 и 9, что в плоскостатической проекции в геометрии форм позволяет начертить форму эпического верхнего мира в виде треугольника. В трехмерной же проекции с вычерчиванием горизонтальной оси координат получаем четырехгранную пирамиду. Что касается формы эпического среднего мира, то вопрос достаточно проработан якутскими исследователями Луизой Львовной Габушевой и Леной Николаевной Семеновой. В горизонтальном развертывании пространства в текстах Аланхо устойчиво наблюдается отождествление этой формы с домом-балаганом, жилищем героя-богатыря, где 4 пространственных направления соответствуют 4 сторонам этого жилища. Так, в ракурсе трехмерной системы координат выстраивается форма эпического среднего мира. Усеченная четырехгранная пирамида неразрывно связана с эпическими числительными 4 и 8, где последние выступают главными репрезентантами горизонтального членения эпического мироздания. Насчет геометрической формы нижнего мира существенным является замечание Алексея Елисеевича Кулаковского, текст которого вы видите на слайде. Во многих текстах Аланхо фиксируется принцип его широты, кететутюген, широкая преисподняя, с точки отсчета с поверхности Средней Земли, и, как выразился сам Кулаковский, если направить взор вниз с уровня Земли, с позиции крыши нижнего мира. Следовательно, можно предположить, что подземный мир в мифологии предков обладает большим мира, а главное, их формы тождественны. Целостность мироздания нераздельна с понятием сакрального центра. Мир структурирует центр. В мифологических представлениях этим центром предстает образ мирового древа, проходящего сквозь 3 мира. И в этом отношении выделим важную деталь. В эпическом мироздании миры совершают круговые движения вокруг единой оси. Описываемая в фрагменте Аланхо опорная ось в геометрии форм означает перпендикуляр, линию, опущенную из верхней точки геометрического тела на плоскость основания, полученной выше конструкции. Полученная пирамидальная схема адекватна для статического положения модели. В динамическом же положении схема приобретает иной вид, собственно, конический. Рассмотрим выражение эпической модели мира в якутской культуре. Якутский традиционный костюм, состоящий из 3 частей – шапки, пальто, обуви, в комплексе сочетающий в себе различные цветовые, орнаментальные, декоративные композиции, по сути, воплощает собой конусообразную модель мира, имеющую богатое семиотическое содержание. Примечательно, что в самом начале Аланхо, мотиве первоначального времени, обнаруживается прямое указание на эту форму в шубах, словно у роса. Примечание к якутскому тексту «Урагасон» – пальто у роса комментируется самим сказителем Василием Осиповичем Каратаевым как шуба даха, имеющая широкие полы, что придает ей вид урасы. В формуле наличия геометрических, выражающий универсальный образ эпической модели мира в динамике. С учетом трехчастной вертикальной структуры мироздания в семиотическом анализе отдельных частей комплекса одежды — шапки джабака, шубы, обуви, в их цветовом, орнаментальном, конструктивном исполнении, каждая из которых последовательно воспроизводит география частных символик значительно шире, требующая отдельных исследований. Рассматриваемая геометрическая схема отражается и в национальной архитектуре. Так, если традиционное летнее жилище якутов свою коническую схему, тоже пирамидальную модель в динамике, то зимнее жилище якутов балаган в точности воспроизводит фрагмент пирамидальной модели, а именно усеченную пирамидальную схему мифопоэтического миросозерцания, предстающей средней частью пирамиды в качестве среднего мира метафорической копии мироздания.
Культурный артефакт чоран, главный ритуальный сосуд национального праздника СССР, изготовленный из дерева, предназначен для питья кумыса. Чоран является предметом дискуссий многих семиотических трактовок, вызванных эволюцией данного артефакта. Значимы данные, зафиксированные в наиболее ранних источниках. Чораны – конусообразные деревянные сосуды без ножек. Такая трактовка датируется 1741-45 годами в записях Якова Линденау. В текстах Аланхо уподобление плодов орехов священного древа чораном служат символом изобилия. Совершенно справедливо отмечает прямую связь семиотической интерпретации не только геометрической формы сосуда чоран, но и его орнаментальных исполнений с моделью мира исследователи Луиза Львовна Габышева, Римма Семеновна Гаврилиева, Анна Григорьевна Петрова. Гаврилиева пишет: соразмерностью конструктивного строя, выразительностью ритмики орнаментального декора, связанным с мифологическими представлениями о мироздании. К сказанному добавим, что устойчивое сочетание числовых констант модели мира чисел 3, 7, 9 находит содержательную параллель с ритмикой орнаментального декора, а именно с расположением троекратного, семикратного, девятикратного горизонтальных поясов чорана. Исследователи отмечают, что культовое сооружение Сергека-Навязь является прототипом мифологического образа мирового дерева. На языке Аланхо священное дерево Аллукмас в качестве основы Вселенной, опорной оси кружащихся трех миров, представляет собой фрагмент эпической модели мира в геометрическом представлении пирамидальной конструкции мироздания. В текстах Аланхо композиционная и содержательная параллель сооружения Сергия с мифологическим образом древа акцентируется в описаниях частей в виде почетных навязей владык верхнего и нижнего миров. Примечательно, что описываемые в Аланхо широкие листья мирового дерева, похожие на конские чепраки из шкур молодых кобылиц, в геометрии форм предстают усеченной пирамидой, олицетворяющей в культуре Саха благодатную жизнь среднего мира. По сегодняшний день в культуре народа сохраняется традиция к празднику Усех украшать чепрак. Принимая внимание внутреннее трехмерное симметрическое пространство эпической модели мира, нельзя не заметить знаки композиции, откуда, на наш взгляд, берет свое начало национальное орнаментальное искусство. Согласно тезису Топорова, именно семантические оппозиции, выступающие первоначальными кирпичиками символов классификации, эволюционируют далее в различных элементах. Ураса, те же зигзаги, предстающие символами свода, квадраты, символы Земли, ромбы, воплощающие символ плодородия, спирали, символы движения, ну и так далее. Принято считать, что геометрические элементы в орнаментике представляют собой наиболее древний пласт орнаментальной культуры. Символ креста, признанный исследователями Улла Йоханссон и Анатолием Игнатьевичем Гоголевым очень древним, по Топорову выводится из символически самых значимых частей относительно сакрального центра модели. При этом центр креста совпадает с центром священного. Отражение схемы архетипа эпической модели мира как центрального символа мифологической первой ситуации фиксируется и в якутской национальной хореографии. Так, структура и семантика традиционного кругового танца Асохай, являющегося главным ритуальным действием праздника Исех, также восстанавливает фрагменты генетической связи с моделью мира в вращательном движении. Лукиной было установлено, что композиционный рисунок танца «Круг» является символом непрекращающегося круговорота жизни, вечно продолжающегося возрождения. Элементы танца
такие как трехкратные и девятикратные исполнения поклонов в начале Асохая, направление движения с востока на запад, так и вся композиционная структура танца в целом — это поклоны, шаги, раскрывающие суть танца, поклонение божеству Рюнаи Тояну, олицетворяющему почитаемому светилу, логично вписывается в целостный пространство инструкции мироздания, динамики конусообразной, при котором верховное божество локализуется в высшей точке пирамиды, то есть в вершине мифической модели. Таким образом, можно резюмировать о фиксации универсального характера модели мира эпоса Олонхо, о его роли в организации различных знаковых систем, как генерирующей идеи в культуре Саха. В заключение отметим, что возможно и в других культурных памятниках, будь то материальный артефакт, словесный текст или обрядовое действо, можно верифицировать соотнесение с эпической моделью мира Олонхо и в структурном и семантическом аспектах, что экспликация архетипической схемы этим не исчерпывается. Важно осмыслить универсальный характер обозначенной модели, его роль в появлении новых, современных текстов национальной традиции, что означает перспективы дальнейших исследований. Большое, Марьяна Тимофеевна. Я хочу предупредить всех участников нашей секции. По окончании сначала мы исчерпаем все доклады по программе, и если останется время, то устроим обсуждение этих докладов. Потому что вот я просто чувствую и вижу, что будут очень интересные у нас доклады, и темы будут интересные. Хотелось бы, конечно, поговорить, обсудить это все. Следующий у нас докладчик по нашей программе Данилова Анна Николаевна, кандидат филологических наук, научный сотрудник сектора якутского фольклора Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера. Тема выступления — соотношение имени и образа эпического героя в якутском героическом эпосе Олонхо. Пожалуйста, Анна Даниловна. Слышно, да? Слышно. Давайте. Добрый день, уважаемые участники конференции. Позвольте вам представить свой доклад. Слайд видно, да? Видно. Ага. Соотношение имени и образа эпического героя в якутском героическом эпосе Олонхо. Якутский героический эпос Олонхо представляет собой сложное образование. Появляются разнообразные подходы к его изучению, которые позволяют выявить глубинные смысловые структуры. В Олонхо образ главного героя складывается из множества составляющих: внешний вид, черты характера, поступки и так далее. И все это объединяется эпическим именем. Вопрос о соотношении имени главного героя и его образа в якутском героическом эпосе Олонхо является весьма актуальным и интересным. В эпических текстах формирует образ героя и обеспечивает целостность восприятия героя. Имя воплощает в себе все важнейшие сущностные черты и является его главной, самой краткой и самой емкой характеристикой. Будучи элементом образа, имена во многом способствуют формированию и раскрытию эпического персонажа, при этом в именах героев находит свое отражение в противопоставлении добра и зла. Якутское Олонхо — это особый мир, который характеризуется совокупностью разносторонних образов эпических героев, которые являются предметом повествования. Система персонажей Олонхо устойчива и неизменна. И здесь главный герой, богатырь или богатырка Аи, выступает защитниками племени Аи-Аймага, а их основными противниками являются богатыри-абасы из Нижнего мира, носители зла. Эпический оним представляет собой поэтический сгусток, нагруженный информацией, которая ориентирует слушателя в таком сложном тексте, как эпос. Образ персонажа может быть оформлен при помощи многообразных художественных средств
Средства создания образов помогают сказителю раскрыть свой замысел, сделать эпических персонажей зримыми, донести центральную идею до слушателя, передать настроение, то есть создать целостный эпический образ произведения. Самым простейшим элементом характеристики является формула имени эпического героя. Материалом данного выступления послужили тексты Олонхо, записанные Савиным во время Вилюйской экспедиции в 1938 году от известных сказителей Вилюйского района Степана Ивановича Еремеева и Семена Николаевича Каратаева Дыгаяр. Текст Олонхо Тоңсар Бухатыр издан в 2003 году в серии Сахабатурдара, а Олонхо Тебет Меник Бухатыр было издан в 2017 году специально к республиканскому цеху Олонхо в Вилюйском Лусе. Основной темой Олонхо является защита племени Аи от нашествия Абасы. По классификации Николая Васильевича Емельянова тексты Олонхо Тебет Меник Бухатыр и Тоңсар Бухатыр входят в тип Олонхо о родоначальниках племени Уранкайсаха. Эпическое имя персонажа обычно заключает в себе значительную информацию о месте жительства, соотношении к определенной стихии, объекту, родственный, индивидуальный, сословный, возрастной, половой статус в строгой последовательности по отношению к имени собственному. Называя героя определенным именем, указывается нечто большее, чем данный герой. Полные имена персонажей Олонхо являются такой же особой готовой моделью, то есть эпической формулой, как и формулы эпического времени среднего мира. Формула имени эпического персонажа Олонхо характеризуется строгой упорядоченностью, позволяет говорить в целом о специфических чертах ономастического пространства якутского Олонхо. Формула имени является источником кодифицированной информации о каждом эпическом персонаже. Например, так представлено полное имя богатыря Кыс-Джурая. Известный, живущий в верхнем мире на белом молочном коне, восседающий, имеющий лошадей, Рюм Аютойон, владеющий находком Кыс-Джурая Богатырка. Перед именем собственным персонажа в формульном выражении располагается до 3 определителей рядов объема, где представлена локальная принадлежность, родословная линия, особые индивидуальные качества, а за ним показатели полов сословного. Олонхо Меник Бухатыр повествует о подвигах богатыря по имени Тебет Меник. Олонхо начинается с того, что раздельная семья, и они выпрашивают душу ребенка у верхов божеств. Текст место в сюжете и носит архаические черты, где определенную роль играют действия верховных божеств. Божественное происхождение героя и его племени связано с их отцовой ролью, считают начинателей племени Аи. Структура именной формулы главного героя Олонхо выглядит следующим образом. Нижних ветвей лиственницы на гнедом гоне, на макушке Тебет Меник Богатырь. В большинстве формулы имени определительный ряд, выражающий индивидуальные качества персонажей, выступает элементом личного эпического героя, наиболее отчетливо обнаруживаются его внутренние и внешние данные. В данной формуле именно в описании индивидуальных качеств богатыря проявилось наличие ездового коня. Этот признак относится в основном к именам богатырей. В раскрытии индивидуальных качеств персонажа средства передвижения занимают значительное место. В Олонхо эпические персонажи обладают разными средствами передвижения.
Тевет Меник владеет гнедым конем ростом достигает 2,5 метра. Между ездовым животным и его всадником существует неразрывная связка коня, и хозяин. Использование словосочетаний «Тевет» встречается только один раз, когда небесный богатырь называет божествами будущему герою имя. Значение данного словосочетания соответствует фразеологизму «Ороюна бурно, шумно, шалить, носиться, сломя голову». Собственное имя состоит из двух компонентов. Постоянный эпитет имени Тевет — это озорной, проказливый, в сочетании с собственным именем Меник, шаловливый, озорной, создает образ строптивого, несдержанного в своих действиях, несвойственными обычным людям повадками человека. Собственное имя полностью соответствует образу главного героя данного Олонхо. Главный герой существенно отличается от традиционных эпических богатырей Аи тем, что не имеет богатырских доспехов, снаряжений. Тевет Меник в первую очередь эпический воин, но в то же время Олонхо он изображен как искусный плотник, обладающий всеми качествами великого кузнеца. В тексте Олонхо полное имя героя встречается 10 раз. Это при именоречении, при обращении, при самопредставлении и в диалоге эпических персонажей. А полное имя героя повествования встречается только 16 раз. В большинстве случаев используется словосочетание «биги киги» — «наш человек», «аи бахатыра» — «богатырь аи», «бахатыр киги» — «богатырь человек». Олонхо Тонгсар Бахатыр Каратаева Дыгаяр — главный герой сразу после рождения до 30 лет рос, стоя головой вниз на вершине большой горы на южной стороне эпического пространства. В Олонхо не описывается, как он родился, только его сын при заговоре стрелы упоминает имя своего деда Урюн Аи Тойона, из чего можно предположить, что отцом героя является божество Урюн Аи Тойон. Мотив специфического воспитания входит в формульном именовании собственного имени и является характерным отличием данного персонажа. В южной стороне, на вершине большой горы, в течение 30 лет Тонгсар Богатырь рос, стоя головой вниз. В текстологическом определении непонятных слов фиксатор Олонхо Савин слово «дур» объяснил со слов Олонхосута как «улахан кеңник таян сытар». Это буквально большая гора, простиравшаяся на огромной территории. Собственное имя состоит из двух компонентов. Тонгсар, первое слово «тонг» переводится как «мерзлый», «крепкий», «твердый». Второй компонент имени слова «сар» сохранилось в поговорке «сахасара Уранхайбура». Гавриил Васильевич Киснопонтов раскрыл значение этой поговорки так. Смысл поговорки «отборный из людей». Эдуард Карлович Пекарский записал поговорку «Сахасардара Уранхайбурдара» и переводит как «царь якутов наибольший из уренхайцев». В сочетании эти два прилагательных в собственном имени героя создают образ солидного, важного родоначальника племени Аи. В имени данного героя отображен мотив чудесного воспитания. В Олонхо Тевет Меник Бахатыр у престарелых пар только после вмешательства верховных божеств рождается будущий богатырь. Поздно рожденный необычный ребенок сразу после рождения убегает от родителей, насквозь проткнув трехслойный пол, ускользнул в нижний мир. А родители пытаются достать ребенка, но безуспешно. В результате можно считать, что герой Тевет Меник Бахатыр был воспитан под землей, скрываясь в лоне земли. Ребенок возвращается уже взрослым и просит присвоить имя. Пророк полагает, что быстрый рост особенно обычный, потому
он взрослый, вернувшийся с того света. Так как женщина не может родить взрослого, появляется мотив превращения ребенка во взрослого, которое в сказке представляется как быстрый рост. Рождение героя тесно связано с мотивом переселения душ в различные предметы, явления. Как отмечает Захарова, данный сказочный мотив лежит в основе мифов о происхождении богатырей в некоторых архаических сюжетах Олонхо. Исследователь адыгского фольклора Хакуашева пишет, что с детства будущих героев полностью изолируют от окружающего мира и содержат чаще всего в подземелье, пещере и тому подобное. В жилище не проникает солнечный свет. И связывает такое обращение с героями, что пребывание под землей или в темноте, или в башне способствовали накоплению магических сил. В якутском Олонхо мотив чудесного рождения главного героя входит в структуру его формульного наименования. Герой, воспитанный под землей, тесно связан со стихией земли. Именно Мать-Земля его скармливала и дала магические силы герою. Аномастическое пространство якутского героического эпоса Олонхо, отбор и взаимодействие эпических имен с контекстом определяется законом жанра, художественным мастерством сказителя и структурой эпического сюжета, соответствием содержанию Олонхо, эстетической нагрузкой имени в ближайшем и широком контексте и многими индивидуальными неповторимыми творческими особенностями Олонхо-сута. Проведенное исследование свидетельствует о том, что Олонхо-суты являются блестящими мастерами поэтической антропонимии. Эпическое имя обеспечивает восприятие персонажа как единой личности, концентрирует в себе всю информацию, которая сообщается о персонаже и формирует его образ, занимает почетное место в словарном богатстве текста Олонхо и могут считаться одним из существенных элементов создания ярких, колоритных, эпических образов. Спасибо за внимание. Интересная информация. Обязательно будет разговор. У нас есть и вопросы, и вообще очень интересная и любопытная информация. Спасибо. У нас, по-моему, не осталось времени. Ну, давайте в конце все-таки, вот сейчас пока идем по программе, а в конце будем обсуждать. Не исчезайте. Прошу вас. Сейчас слово предоставляется Аросиной Надежде Анатольевне, кандидату филологических наук, научному сотруднику отдела фольклора и литературы Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера. Презентация. Так, у нас Надежда Анатольевна появилась в Зуме? Если нет, то... Да, я здесь. Есть, да? Хорошо, тогда включите презентацию нам, да? Давайте, включайте презентацию. И, пожалуйста, вам, Надежда Анатольевна, вам слово. Спасибо. Добрый день, уважаемые участники второго Сибирского форума. Всех рада вас видеть. И у меня вот небольшая поправка в названии доклада. И звучит оно к проблеме изучения сюжетно-композиционной структуры текстов якутского эпоса Олонхо. В настоящем докладе нами рассмотрены основные концепции, приемы и методы, применяемые при изучении сюжетно-композиционной структуры якутского эпоса Олонхо, и представлен результат начального этапа сравнительно-сопоставительного исследования текста Олонхо о богатырях-нюргунах. Следующий слайд, пожалуйста. Изучение сюжетно-композиционной структуры текста Олонхо берет свое начало с 40-х годов XX века и продолжается по настоящее время. Преимущественно в эти годы происходили значимые события, способствующие дальнейшему изучению Олонхо как фольклорного типа текста. 31 марта 1940 году была создана специальная комиссия, переименованная как правительственная бригада по составлению сводного текста Олонхо.
В рамках этого был объявлен конкурс на лучшую запись Олонхо, и проведенная работа в эти годы позадействовала выходу в свет в 1947 году первой научной публикации текста Олонхо Константина Росина «Нюргун-Батур стремительный» с научным аппаратом, подготовленным фольклористом Георгием Устиновичем Эргисом. Следующий слайд, пожалуйста. В вступительной статье издания под названием «Богатырский эпос якутов Олонхо» далее в работе «Очерки по якутскому фольклору» Георгием Устиновичем Эргисом отмечены наблюдения над сюжетной структурой текста Олонхо. Следующий слайд, пожалуйста. Им охарактеризованы особенности сюжетной структуры в целом, не останавливаясь на подробностях. Исследователям впервые составлены схемы вариантов сюжета Олонхо о богатырях-нюргунах, где сюжетные действия подразделены на главы и смысловые фрагменты абзаца. Отмечал, что повествование всюду следует за действием главного героя. Основная линия развития сюжета осложняется дальнейшими описаниями отдельных частностей и побочных эпизодов. Использовал термины пролог, эпилог, выяснил, что существуют различные более или менее устойчивые сюжеты и их варианты. Причем варианты одного Олонхо у разных олонхосутов отличаются по содержанию и по форме. То есть традиционную сюжетную схему каждый олонхосут носит что-то свое, что-то меняет, добавляет или сокращает. Следующий слайд. Другим фольклористом Иннокентием Васильевичем Пуховым в работе «Якутский героический эпос Олонхо. Основные образы» сюжетная структура проанализирована в рамках изучения образов Олонхо. Следующий слайд, пожалуйста. Он выдвинул концепцию о том, что для композиции Олонхо характерно развертывание истории в биографическом плане от рождения героя до возвращения его в родную страну. Им подчеркнуто, что отдельные произведения Олонхо не имеют постоянного сюжета. Сюжеты свободно переходят из одного произведения в другое и не являются достоянием лишь одного из них. То есть название, имя и эпическая биография героя вовсе не обеспечивают сюжетного разнообразия Олонхо. По его суждению, начало Олонхо разнообразно. Во-первых, действие начинается с нападения Абасы. Абасы — это злые существа на семью героя. Во-вторых, действие начинается с нападения Абасы на семью других людей. В-третьих, герой отправляется на поиски невесты. В-четвертых, герой отправляется на поиски приключений. Следующий слайд. Специально направленным изучением сюжета Олонхо, составившим впоследствии 4 монографии, является исследование ученика Георгия Устиновича Эргиса, эпосоведа Николая Васильевича Емельянова. Как раз в этом году, 2-3 декабря, в Якутске проводится Всероссийская научная конференция с международным участием, посвященная столетию со дня рождения исследователя. Им впервые были систематизированы сюжеты Олонхо, исследованы исторические закономерности эпического сюжетосложения. Следующий слайд, пожалуйста. Согласно его классификации, Олонхо делится на 3 основные тематические группы. Это Олонхо заселения среднего мира, Олонхо родоначальниках племени и Олонхо защитниках племени. Он отмечал, что композиционная структура сюжета Олонхо одинакова во всех сказаниях и состоит из экспозиции, завязки, развития действий, кульминации, дальнейшего развития действий и развязки. По мнению Лены Николаевны Семеновой, данная структура по существу является сюжетно-композиционным инвариантом. Следующий слайд. Исследований, посвященных подробному исследованию сюжетно-композиционной структуры эпоса Олонхо, является как раз работа Лены Николаевны Семеновой «Эпический мир Олонхо. Пространственная организация сюжетика». В результате проведенного семантического анализа установлен структурный инвариант эпического повествования на характеристика сюжетных трансформаций. В итоге сюжеты композиции предстают как своеобразное пространственное переживание, приводящее к отождествлению традиции пространства и текста. В работе уделяется внимание не только вычислению основных сюжетных мотивов, но и соотносимых с ними эпических логов. Следующий слайд. В целях сравнения сюжетно-композиционной структуры эпических текстов мы выбрали 3 текста Олонхо о богатырях-нюргунах. Это Нюргун-Батур стремительный Росина, Тойон Нюргун в дословном переводе «Господин Нюргун» Попова и Тойон Нюргун Давыдова.
По классификации Мильянова входит в группу Ланхо-богатырях, защитниках племени, где их объединяет общее тематическое содержание о защите племени Айи-Аймага и Уран-Хайсаха от агрессивных действий Абасы, злых существ Нижнего Верхнего миров. Средний мир уже заселен людьми Айи-Аймага, но подвергается враждебным набегам Абасы. Могучими защитниками племени Айи-Аймага выступают богатыри, предназначенные высшими божествами для этой высокой миссии. Следующий слайд. Далее нами составлена сюжетно-композиционная структура, которая представлена на слайде. Выявлены одинаковые сюжетные мотивы действия, обнаружены во всех трех текстах, но при этом имеются и различия. Например, во вступительной части двух Ланхо, Нюргун Батур стремительный и Тойон Нюргун номер 2 Давыдова, описание среднего мира, природы, дома, усадьбы, мирового древа Ал-Лукмас даются весьма подробно, а действие развернуто. А Ланхо Тойон Нюргун номер 1 Попова описания очень краткие, но зато действие развивается быстро и мгновенно. Это, по-видимому, объясняется тем, что одним из характерных черт аланхасутов татинской локальной традиции является подробное, богатое и красочное описание объектов. Или еще, если в обоих текстах Ланхо Тойон Нюргун средний мир изначально представляется как место жительства родоначальников племени богатырей, то в Ланхо Нюргун Батур стремительный он становится объектом раздора и распрей между людьми Айи, племенами Абасы. То есть здесь добавлена новая тема земельной территории, предназначенной Айи-Аймага, но подвергающейся угрозе захвата племенами Абасы. В этом же Ланхо присутствует мотив спуска богатыря и его сестры из верхнего мира в средний мир, когда как в двух других Ланхо действие сразу начинается с событий, происходящих на Земле, то есть в среднем мире. Следующий слайд, пожалуйста. В завязке развития действий трех Ланхо особых отличий нет. Кульминацию Ланхо Нюргун Батур стремительный Тойон Нюргун номер 1, номер 2 Давыдова. Помимо основной битвы богатырей Айи-Абасы обнаружен мотив состязания шаманок-удаганок, который делает момент битвы наиболее острой и напряженной. Помимо этого в Нюргун Батур стремительном имеется эпизод дарения сестры богатырю волшебной плети, который оказывает неоценимую помощь в последующих сражениях. Заключительная часть у всех Ланхо почти одинаковая, хотя в Ланхо Нюргун Батур стремительный существует мотив, где жена Нюргун Батура Кызгун для постройки дома вызывает из верхнего мира 9 великих кузнецов. А в Ланхо Тойон Нюргун номер 2 Давыдова проводится сых в честь брака, когда как в других Ланхо он не встречается. В текстах этих же Ланхо встречается благословение молодоженов сестер удаганок, а в Ланхо Тойон Нюргун номер 1 Попова новобрачных благословляет старик-табунщик, который впоследствии оказался ангелом-хранителем молодых людей. Также основным отличием считается, что в Ланхо Нюргун Батур стремительный и Тойон Нюргун номер 1 Попова главный герой сражается с 4 противниками, а в Ланхо Тойон Нюргун номер 2 Давыдова помимо битв с 4 богатырями Абасы обнаружен другой мотив — повторное единоборство Нюргуна с вновь ожившим богатырем Абасы, которого он преодолел в первом бою. Следующий слайд, пожалуйста. Таким образом, сюжетно-композиционная структура трех Ланхо практически одинаковая, развивается по традиционной последовательности действий эпоса Ланхо. Сходство элементов сюжетной композиционной структуре свидетельствует о том, что Ланхо Нюргунах широко бытовало в районах бывшего Батурского улуса, ныне Татинском и Чурапчинском районах, тем самым представляют одну локальную традицию. Следует отметить, что данное сравнение сюжетных мотивов является начальным этапом анализа сюжетно-композиционной структуры. В дальнейшем планируется наиболее подробный синтагматический анализ с учетом механизма функционирования текста и таким образом выйти на исследование поэтики. Спасибо за внимание. Спасибо, Надежда Анатольевна. У нас еще немножечко есть время. Вот вопрос хотелось мне задать. Скажите, пожалуйста, вот вы называете Ланхо о Нюргунах, и эта традиция присуща Батурскому, Чурапчинскому, да, улусам, вернее, татинской традиции и чурапчинской традиции. Да. А в других традициях есть эти нюргуны? Если вот так вы обобщаете, говорите нюргуны. Да. А в других традициях тоже есть, например,
В Мигино Кангаларском улусе есть, Олонхо Нюркуне Словачкова Григория Посуд, да? И в Усть-Алданском улусе тоже есть Олонхо Нюркунах. Но пока я их не сравнивала, и предстоит не сравнивать, потом сделать какие-либо выводы. Как я поняла, у вас вот вариант 1 и вариант 2 вы сравниваете с основным Нюргом Ботор стремительно, который в записи Аюнского. Аросина, да? Аросина. Аросина. Но Аросина это же потом издано же было. Да, в 1947 году. Вот. Да. И вот скажите, пожалуйста, у вас сюжеты, вот вы сказали, что сюжет совпадает этих сказаний Аланхо. А в чем отличие между ними? Вот какие явные отличия? И я там понимаю, язык, там формулы, ну как-то формулы, может быть, варьируются. А вообще, вот если сюжет совпадает, то вот скажите, пожалуйста, какие еще отличия вы выявили? Отличие именно в этих сюжетных мотивах, да? Некоторые мотивы вот именно элементов, например, завязки или кульминации отсутствуют в других текстах, например, ну, в других двух Аланхо. Это Тойо Нюркун. Понятно. Ну, отличие, то есть отличие именно заключается в сюжетных мотивах. Пока. А потом, если вот буду изучать, например, язык, там совсем другие отличия будут. То есть набор мотивов разный? Да, набор мотивов разный. Какой-то мотив есть, какой-то нет, но в основном вот основная канва она одинаковая. Понятно. Так, ну, до обсуждения тоже оставим дальнейший разговор. Слово предоставляется Кожевникову Николаю Николаевичу. Вот, нет, мне кто? Это Кожевников. Да, это я. Вы очно, да? Хорошо. Доктор философских наук, профессору кафедры философии Северо-Восточного федерального университета имени Амосова. Тема вашего выступления – структурные элементы поэтики, фольклора применительно к текстам Аланхо. Надеюсь, что тема не изменилась. Пожалуйста, вам слово. Да. Ага, вам слово. Я могу поставить не презентацию, а статью. Нет, подождите, экран ваш или мой? Ваш экран? Мой экран. Да. Ну ладно, что-то у меня тут я не совсем понял. Я пока так начну, потом, если будет нужно, я прокручу статью. Рассматриваются 4 подхода для выделения в поэтике фольклора и эпоса структурных элементов, а также возможности их синтеза на некой универсальной основе. Первый представляет развитие идей Леви-Стросса, основанного на представлениях о мифемах, эпического сказания и их взаимодействиях. Подход опирается на разработки Веселовского, Проб, ну и ряда других авторов. Второй является вариантом феноменологического подхода Ингартена. Третий связан с выявлением универсальных эпических формул. Четвертый ориентирован на рассмотрение основных представлений о асимметрии мира в Аланхо. Структурный анализ текстов Аланхо может совмещать в себе все эти подходы, позволяя выявлять обстоятельства происхождения основных структур и подсистем фольклора и эпоса, а также причин их формирования. Наши исследования устремлены к универсализму и ориентированы на предельное состояние понятий, определяющих основную структуру эпоса. Стержнем рассматриваемых ниже проблем является представление о 3 мирах – верхнем, среднем, нижнем, Вселенной и их заселении. Кратко устройство этих миров сводится к следующему. Верхний мир считается состоящим из 9 небесных стран, из них 3 нижние страны
залегающие от среднего мира на юго-восток, отличаются теплым климатом и никогда не заходящим солнцем, богатой вечно зеленой растительностью. 5 небесных стран, залегающих от среднего мира на юго-запад и северо-запад, отличаются холодным и сырым климатом, туманным небом, скудной растительностью. Верхняя 9-я небесная страна, как конец и полюс мира, отличается особенно суровым климатом, без всякой растительности, ледяным дыханием, туманным небом, солнце и луна светят тускло. Это страна мрака и тени. Далее идут характеристики нижнего и среднего миров. В организации этих миров имеются уникальные особенности, которые отличаются от аналогичных концепций в других религиях, культурах, эпосах. Почему не весь верхний мир является благорасположенным к человеку, а только его нижняя восточная часть? Почему так эскизно и неопределенно описан нижний мир, а средний мир представлен отдельными регионами, слабо связанными друг с другом? Чтобы получить ответы на эти вопросы, следует выделить 3 ключевые обстоятельства, определивших жизнь древних якутов в эпоху формирования фольклора и предпосылок героического эпоса. Первое. Многочисленные взаимосвязи человека с суровой природой. Второе. Взаимодействие с соседними враждебными племенами. И третье. Трудности, связанные с осознаванием внутреннего мира индивида. Эти 3 обстоятельства, преломленные через эпическое сознание и фольклор, сформировали представление о всех рассматриваемых вопросах. Взаимодействие с природой Крайнего Севера было очень непростым для предков народа Саха. Природа была враждебна, пугала их. Эти страхи и стали основанием структур Нижнего мира. Древние якуты многое угадывали, экстраполировали, но большинство конкретных деталей этих территорий оставались неопознанными, что и определило неопределенные и размытые характеристики Нижнего мира. Взаимодействие с соседними племенами позволило обосновать враждебность 5 небес Верхнего мира к древним якутам. На юго-западе являлись наиболее опасные враги, от которых приходилось убегать, и которые стали прототипом враждебных племен Верхнего мира. Однако вражда была и со многими представителями автохтонных племен Севера. Именно они стали прототипами обитателей Нижнего мира, дополнив прежние образы фольклора. Опознавание внутреннего мира человека представляет серьезную проблему и для современного исследователя. Древний же человек был беспомощен перед ними. Интуиция, страсти, сны, столкновение с бессознательным вызывали недоумение, боязнь, страх. Бессознательное тревожило, но в то же время завораживало его своей глубиной и бездонной энергией. Каждое из вышеперечисленных взаимодействий ориентировано на свое предельное динамическое равновесие. Экстремальные обстоятельства Крайнего Севера, а также непрекращающие стычки с автохтонными племенами Северо-Востока Азии формировали героический дух народов Саха, отраженные в его эпосе. Путь во внутренний мир также оставался уникальным и самобытным, поскольку мог опереться только на эпос. Это определялось отсутствием письменности, контактов с народами, осваивающими науку, философию, отсутствием коммуникационной инфраструктуры. Именно поэтому эпос оказался столь причудливым, пропущенным через горнило переосмысления предыдущих пластов фольклора. Следуя подходу Леви-Стросса, рассмотрим взаимодействие с основной мифемой, структурообразующим мотивом Аланхо. Такой ключевой мифемой является вопрос о выделении 3 вышеупомянутых миров и их уникальной интерпретации, которой нет больше нигде в других эпосах. Основополагающая мифема находит свое естественное продолжение в формулах Аланхо. Можно сказать, что формула является ядром мифемы, выражая сущность. С другой стороны, формула может быть развернута в мифеме. Основную предельную мифему Аланхо можно свести к борьбе между 3 великими объединениями племен. Первое объединение племен называлось «Объединение племен престарелого белого господина, носящего шапку с верхом из 3 соболиных шкур». Второе — объединение племен,
во гневе задыхающегося возвеличиваемого великого господина. Третье. Объединение племен, зачатого в чреве матери, завернутым в свою рванку шубу бедового сильного Арсана. Вот если сравнить эти формулы с формулами Гомера, с формулами Махабхараты или Рамаяны, то я бы сказал, что они гораздо емче, сложнее организованы и производят такое большее впечатление. Борьба между этими объединениями племен была страшной, грозившей концом мира. Наконец они подошли к пределу самого своего существования и заключили отзывающийся беспредельного широкого неба великий огненный суд, разделив всю Вселенную на 3 мира. Все бесчисленные племена престарелого белого господина заселились на 3 нижних странах Верхнего мира. Все племена возвеличиваемого великого старца в числе 39 племен, 6 верхних, юго-западных и северо-западных странах Верхнего мира, все племена бедового сильного старца в числе 36 племен заселились в Нижнем мире, где зияющая преисподняя стала служить им неприступной твердыней. С этого момента раздела мира на 3 страны начинается героическая эпоха Аланхо, и только после этого договора начинается заселение Среднего мира. Феноменологический подход к исследованию литературных произведений исключительно многогранен. Так, в классических работах Ингардена используется несколько вариантов такого подхода, и в частности наиболее простой набор уровней. Первое – фонетический, звучание. Второе – семантические значения. Третье – предметное содержание. И четвертый – наглядных образов или явленности объектов. Все эти уровни следует рассматривать как аналитический, так и мифопоэтический, поскольку все связи мифа переплетены самым тесным образом. Обобщая представление о вышеизложенных подходах Ингардена, а также мифопоэтическом и аналитическом типах мировосприятия применительно к якутскому эпосу Аланхо, выделим его вертикальные и горизонтальные уровни. Вертикальный уровень задает общий абрис эпоса, его содержание, которое разворачивается благодаря основополагающему мотиву. Горизонтальные уровни соответствуют локальным сюжетам и мотивам, например, таким как подготовка богатыря к бою, сам бой, празднование победы и тому подобное. На всех этих уровнях есть свои звучания, значения, содержание, явленности. Только на вертикальных уровнях они затрагивают весь эпос, а на горизонтальных — его части. Это создает необозримые возможности для Аланхасута, который использует основные вспомогательные сюжеты и мотивы в соответствии с его творческим потенциалом. Он может поворачивать их в любую сторону, осуществлять инверсию, транслокацию, формировать матрицы и сети звучаний, значений, содержаний и так далее. Кроме того, можно выделить перекрестные взаимодействия, дополняющие вышеизложенные приемы. В итоге создается сложнейшая вязь текста, неповторимый гобелен, который может жить самостоятельно как на отдельных его уровнях, так и в целом. Эпические формулы тесно связаны с основными именами эпоса. Они сами становятся формулами, в смысле имена, участвуют в их вариациях, задают вспомогательную матрицу имен, прежде всего для вертикального уровня, становясь одним из стержней эпоса. Например, у владыки Верхнего мира, молочно-белотелого Юрюнг Аи Тайона и его жены Аджинги Си-Эр было 9 подобных журавлям сыновей, 8 подобных белым стерхам дочерей. Старшего сына звали Чингисхан, следующего за ним Джосегей Ай-И, третьего — Китай Бахсыла, четвертого — предсказателя судеб Среднего мира Сэр-Кэн Сэсэн, пятого сына — писаря, имевшего огромный архив Усун Джу Ран Тай-И, шестого сына Тюйне Монгол Тайон, ну и так далее, седьмого сына, восьмого сына, девятого сына — все очень звучные имена. Дочерей звали первую Эн Ихсит Хам Айсит,
вторую – духохозяйку земли, Манган Мангхалын, третью – от Кындылана, четвертую – Сибирь Манган, пятую – Ерюнг Малкёй, ну и так далее, шестая, седьмая, восьмая. Вот приведено около 2 десятков имен, которые создают необозримую, хотя и вспомогательную матрицу. Бесчисленное число узелков, просторы и для Алан-Хасута, и для исследователя. Эти формулы и имена связывают звучание со значением, перерастая затем в канву содержания и явленности объектов. Огромное значение для исследования эпоса имеет его симметрия и асимметрия, которая присутствует на всех уровнях структурной организации мира. В эпосе и фольклоре симметрия и асимметрия обуславливает появление катализаторов, что способствует самоорганизации процессов изложения и восприятия. При рассмотрении симметрии и асимметрии раздельно можно отметить, что симметрия соответствует порядку, асимметрия — хаосу. Однако в реальных условиях динамических процессов изложения и восприятия текста они переплетены друг с другом. Следует особо подчеркнуть симметрию верхнего, нижнего и среднего миров с их различными центрами, священными деревьями, процессом заселения, имеющим различные временные и пространственные границы, асимметричные дороги-перевалы, соединяющие миры между собой. Ценности сторон света также приобретают нетрадиционную интерпретацию, например, опасность юга, где остались враждебные древним якутам племена. Все это хорошо накладывается на асимметрию человеческого сознания и мышления. Мысли об устройстве мирового порядка, хаоса, мировой гармонии приходят несовершенный человек как бы в перевернутом виде. Точнее, несовершенный разум перевернут по отношению к ним. Это многократно подчеркивается, например, в дзен-буддизме, где Каан и Сатори обеспечивают переворот обыденной мысли и приближение ее к мысли истинной. Многие великие научные и философские принципы и законы обладают подобной асимметрией. Тексты Алан-Хо имеют много таких перевернутых мест, когда все начинается вроде бы сначала, но по-другому, когда на пути избавления от страшной опасности неожиданно возникает новое и так далее. Кроме того, в Алан-Хо часто используется совмещение не менее 3 взглядов на одни и те же понятия и явления, то есть внутренний, внешний и с точки зрения уровня структурной организации героя или мотив. Здесь уместно напомнить о метафоре Гумилёва, который использовал применительно к историческим процессам 3 взгляда – из мышиной норы, с высоты холма и с высоты птичьего полета. Такой взгляд усиливает симметрию и асимметрию изложения и восприятия, сплетая все новые узлы, а также дополнительные матрицы и сети на их основе. В результате вышеизложенного выделяются следующие основные элементы эпоса Алан-Хо. Во-первых, основная мифема о страшной войне между 3 великими объединениями племен и возникшей договоренности, положившей ей конец. Во-вторых, вертикальные и горизонтальные уровни организации эпоса, на основе которых могут быть рассмотрены все основные вспомогательные понятия. В-третьих, формулы, которыми здесь являются названия великих племен, имена богов, их детей. И без них это был бы не эпос, а сухой формализованный отчет о неких мифических событиях. Формулы открывают многогранные перспективы текста. В-четвертых, представление о симметрии асимметрии, ну или киральности. Многие варианты изложения, с одной стороны, повторяют друг друга, но с другой, каждая из них имеет свою асимметричную изюминку, многократно усиливающую впечатление и особенности его восприятия. Все эти подходы устремлены к предельным состояниям эпоса. Мифема и феноменологический подход создают основную матрицу, остальные подходы — вспомогательные матрицы, связывая структурные элементы текста воедино. Отмеченные выше подходы ориентированы на формирование универсальности, что обеспечивает более тесное взаимодействие вышеупомянутых структурных элементов друг с другом.
Они могут также избирательно усиливать процессы изложения и восприятия текстов Аланхо, акцентируя внимание на ключевых элементах эпоса, дополняя их формулами, представлениями, асимметрией мифем и устройством мира. Благодарю за внимание, уважаемые коллеги. Спасибо, Николай Николаевич. Вопросы будут от участников? Ну, давайте тогда на потом это оставим. Сейчас время уже выходит. Следующий докладчик у нас была по программе Оксана Афанасьевна Лугинова. Мы поздравляем ее с таким знаменательным событием. Желаем здоровья. И в нашей работе переходим к следующему докладчику. Кузьмина Айталина Ахметовна, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера. Тема выступления «Хронотоп пути в якутском героическом эпосе Аланхо». Пожалуйста. Айталина Ахметовна, пожалуйста, вам слово. Добрый день, добрый день. Меня слышно, да? Добрый день, уважаемые участники форума. Разрешите представить вам мой доклад на тему «Хронотоп пути в якутском героическом эпосе Аланхо». Актуальность данной темы обусловлена необходимостью системного исследования поэтики хронотопа пути в якутском героическом эпосе, в частности, в Аланхо-Вилюйской эпической традиции. Если статические характеристики пространственно-временной организации картины мира Аланхо стали предметом изучения многих эпосоведов, то хронотоп пути, включающий в себя и динамические составляющие, играющие большую роль в сюжетосложении, недостаточно исследован. Тексты Аланхо-Вилюйской эпической традиции имеют некоторые особенности, несмотря на то, что якутский эпос как жанр в целом строго придерживается своих традиционных канонов. Считаем, что изучение поэтики Аланхо в аспекте его локальности позволит иметь более полное представление о нем, установить инвариантную основу и трансформацию эпоса. Основным материалом исследования выступает Аланхо Семена Николаевича Каратаева «Богатырь Тонгсар», запись которого сделана Андреем Андреевичем Савиным в 1938 году во время Вилюйской экспедиции. В качестве сопоставительного и дополнительного источника использованы тексты якутского эпоса Михаила Шараборина-Кумаров «Кулуе Кулустур» и «Богатырь До». Хронотоп пути имеет большое значение в сюжетной организации якутского героического эпоса. Маршрут и динамика пространственных перемещений героя, его взаимоотношения с другими эпическими персонажами составляют событийное развертывание сюжета Аланхо. Главный герой эпического сказания якутов, богатырь из племени Айы, отправляется в богатырский поход, чтобы жениться и стать родоначальником людского племени, восстановить космическое равновесие, нарушенное противником Абасы или самим героем, взорвавшим своей строптивостью собственный мир. Так богатырь Тонгсар испытывает потребность иметь жену, мерится силами с богатырями других стран и отправляется в путь. Артеменко на материалы русских былин выделила 3 фазы модели дороги. Первая фаза – отправление былинного богатыря в путь, вторая фаза – пребывание героя в пути, третья фаза – завершение пути или его части. В свою очередь Лена Николаевна Семенова предложила инвариантную модель сюжетов Аланхо. Происхождение и воспитание героя, отправление героя в путь, путь туда, путь обратно, возвращение героя на родину. Таким образом, путь эпического героя подразумевает отправление богатыря в путь, сам процесс пути, завершение пути или возвращение богатыря на родину. Как видно, путь занимает довольно солидное место в сюжетной композиционной структуре эпоса. Аланхо Семена Каратаева «Богатырь Тонгсар» состоит из 2 частей, из которых первая представляет богатырскую биографию богатыря Тонгсар, а вторая – его сына. В первой части богатырь Тонгсар желает найти свою суженую, побороться с богатырями других миров и отправляется в путь. То есть по функция недостачи становится причиной завязки сюжета.
Мы согласны с мнением Семеновой о том, что вредительство является формальным основанием завязки сюжета. Истинная причина отправления богатыря в путь – необходимость добыть женщину, которая находится в ином пространстве, для чего необходимо пересекать границы эпического мира. Пребывание героя в пути и его возвращение на родину сопряжены со многими препятствиями. При подготовке к богатырскому походу кузнецы изготавливают снаряжение, а 8 небесных шаманок благословляют героя. Пространственное перемещение богатыря Тонгсар происходит на коне. При этом дух хозяйка земли, живущая в священном березе Архудук-Катын, и шаман, обитающий, по всей видимости, в пограничье между средним и нижним мирами, указывают ему дорогу, суженую, благословляют его. Шаман также предсказывает дорогу с помощью своей колотушки. Богатырь Тонгсар 2 раза и 2 не погибает. В первый раз ему помогает богатырь Аджинабатур, который появляется в нужный момент, убивает всех соперников героя и придает ему силу с помощью желтой влаги. Во втором случае 3 шаманки из верхнего мира прилетают в облике стерхов, оживляют богатыря живой водой, благословляют его и дают ему в помощнику щенка, который впоследствии превращается в серебряного богатыря. Первая часть Олонхо завершается возвращением героя вместе с сыном и женой на родину. Вторая часть начинается с пропажи старшего сына Үрюмкыртай, который через некоторое время возвращается уже повзрослевшим, и с рождения второго сына Сюлялджин Баутур. Мотивировкой выезда богатыря Үрюмкыртай служит его желание увидеть воинственную страну и побороться с другими богатырями. Затем в пути он узнает имя своей суженой. В качестве лица, указывающего ему путь и помогающего в битве с соперниками, выступает его брат Бык. Первая битва богатыря Үрюмкыртай случается у Огненного моря с сыном духа этого моря Итибалго. Затем, проехав Кровавое море, Огненно-Смолянистое море, богатырь доезжает до Каменной горы на берегу моря Испириней и убивает сестру своего соперника Саты Додангай, захотевшей вступить с ним в половую близость. Герой в образе парня-слуги неузнанным прибывает в другую страну Среднего мира, где живет его суженая, чтобы свататься к ней и победить своих соперников. Бык Сюлялджин Баутур помогает своему брату убить 2 богатырей Абасы. Третьего соперника Үрюмкыртай побеждает сам. После свадьбы молодожены возвращаются на родину богатыря без всяких происшествий. Описание возвращения на родину не дается, так как возвращение уже означает преодоление пространства. Итак, этот пример наглядно показывает, что событийное развертывание сюжета строится как траектория пространственных перемещений героя. Путь также вступает как связующее звено между мирами, локусами, событиями, встречами с другими персонажами. Так, после преодоления какого-либо события или препятствия дается полное или краткое описание пути. Различные сюжетные мотивы способствуют раскрытию хронотопа пути. Исследователи специально выделяют мотив пути или передвижения. С этим мотивом тесно соприкасаются мотив дома или родного очага, как отправная точка, начало путешествия, а также мотив встречи. Благопожелание Алгыс в сюжете Олонхо сопровождает различные сюжетные ситуации, в том числе отец богатыря из родного дома, отправление в богатырский поход. Заряженный Алгысом богатырь морально готов к совершению длительного изнурительного пути с препятствиями. В Олонхо богатырь Тонгсар мотив получения героем благопожелания Алгыс встречается несколько раз. Мотив выбора пути, часто встречающийся в фольклоре народов мира, также есть в якутском героическом эпосе. Так, в Олонхо алюкнинского сказителя Шараборна Кумараб Куллуя Куллустур герой оказывается на перепутье 3 дорог и должен выбрать одну. А в Олонхо Семена Каратаева мотив выбора пути реализован несколько иным способом. Богатырь Тонгсар в пути встречает 3 красавиц-оборотней, каждая из которых зовет его к себе домой. И он борется со своим соблазном, но на 3-й раз не может удержаться и попадает в беду. Герой является основной движущей силой в сюжете Олонхо.
Хронотоп пути представлен как пространственно-временное перемещение героя в эпическом мире. Взаимоотношения героя с другими персонажами Олонхо способствуют развитию сюжета, раскрывают сюжетное функционирование и семантику образов. Исследователи выделяют пространственно подвижных и неподвижных персонажей. В Олонхо главный герой является самым динамическим, то есть пространственно подвижным образом. Наряду с ним богатырский конь, выполняющий функции помощника героя, активно участвует в его пространственном перемещении. При этом богатырь способен к перевоплощению. В облике сокола он может полететь в верхний мир. Путь представляет собой не только пространственное перемещение богатыря в эпическом мире, но и его жизненный цикл. В Олонхо Каратаева богатырь Тонгсар в начале повествования описывается как молодой человек, а к завершению пути, после рождения первого сына, его уже называют стариком. Вернувшись на родину, Тонгсар перестает выезжать в богатырские походы, а занимается охотой недалеко от дома. К подвижным персонажам также относятся богатыри-соперники из трех миров. Невеста героя, который похищают или берут в жену и возвращаются с ней на коне. Помощники богатыря. Тунгусский богатырь Арджиман Джарджиман, похититель жены богатыря Тонгсар. Среди них большой интерес представляет образ богатыря из среднего мира Темир Железный Абудал, соперника героя, который, сидя на помосте Арангас, это воздушный способ захоронения, приехал свататься к Айталын-Ко 20 лет назад. По Семеновой на помосте может сидеть богатырь-калека, способный к магическому пространственному перемещению. Следует отметить, что такой способ передвижения богатыря в Олонхо встречается очень редко. Оборотничество также является одним из способов облегчения и ускорения передвижения. Неподвижными персонажами являются дух, хозяйка земли, шаман, старуха Семяхсин, родители невесты, женщина-оборотни, кузнецы, 8 небесных шаманов, сын духа огненного моря Ити Волго в роли стража порога и его сестра Састы Додангай. Эпические миры, топосы, локусы изначально имеют семантическую противопоставленность, и это проецируется на персонажей Олонхо, которые относятся к определенному локусу и являются репликой той или иной зоны эпического пространства. Неподвижные персонажи имеют четкую определенную характеристику своего места обитания. Жители среднего и верхнего миров, являющиеся соплеменниками, родственниками главного героя, действуют в его интересах, а обитатели нижнего мира, наоборот, создают препятствия на его пути. Образы вестников, часто встречающиеся во многих якутских эпосах, в Олонхо Каратаева не обнаружены. В Олонхо Каратаева мотив указания пути тесно связан с предсказанием судьбы суженой. Передача такой важной для героя информации совершается духом хозяйкой земли, шаманом, зооморфным братом, щенком, отчасти конем. Вместо старика-советчика Сиаркен Сесена, указывающего герою путь и предназначение, часто встречающийся в других сказаниях, выступает шаман. Образ шамана характерен для вилюйской эпической традиции, когда, как в других традициях, он почти не встречается. Возможно, это объясняется тем, что в вилюйском регионе шаманизм лучше сохранился и был довольно широко распространен до 1920-х годов. Кроме того, в быту люди часто пользовались услугами шаманов, в том числе обращались к ним за предсказанием судьбы, что нашло отражение в эпосе. Что касается стилистических приемов и средств создания хронотопа пути в якутском героическом эпосе, то можно сказать, что освоение нового иного пространства характеризуется тем, что богатырь ездит по бездорожью. Однако, если герой гоняется за кем-то, появляется описание пути. Тонгсол – замерзшая дорога, Иренахсол – теплая дорога, Кемнехтах – артык, тракт со снегом, осевшим на ветвях деревьев или с опавшим хвойным покровом. Сильбяхтах – артык, мокрый тракт. Эти эпитеты также показывают время. Замерзшая дорога. Тех, за кем гоняется богатырь, след простыл. Теплая дорога. Они прошли или проехали недавно. Тракт со снегом или опавшей хвоей. Зима или осень. Мокрый тракт. Весна или лето после дождя.
Для Олонхо характерно выражение хронотопа пути временным эквивалентом. Так, в преобладающем большинстве случаев пройденный путь определяется не мерой расстояния, а днями, месяцами и годами. Только изредка может использоваться суточная путевая мера КЕС, это 7-10 километров, что по Кудеярову является одним из свидетельств особой линии развития якутской эпики на фоне других тюркских традиций Сибири. В Олонхо-Каратаево мы не обнаружили такого измерения расстоянию пути. Вместо этого в данном сказании дистанция часто измеряется словами «кюннюк», расстояние, которое можно преодолеть за один день, «конук» — сутки, «ый» — месяц, «сыл» — год. Основным стилистическим приемом создания хронотопа пути в Олонхо является гиперболизация, играющая большую роль в эпической героизации. В Олонхо-Каратаево гиперболизация расстояния пути осуществляется с помощью количественных числительных 3, 7, 8, 9, 30, 60. Самым коротким расстоянием является путь в 7 дней, когда состарившийся Тонгсар ходит пешком на охоту, а самым долгим 30 лет, когда богатырь расцвете сил едет верхом на коне. Сказитель часто использует эпическую формулу «өр или бартын билбетага, өтөр или бартын билбетага». Не знал, долго ли он ехал, не знал, коротко ли он ехал, с помощью которой показывается неопределенное, обычно долгое время пути. Кудеяров выявил опосредованный тип хронотопа, имея в виду особый художественный способ обозначения дальности расстояния, косвенно и иносказательно обиняком. Посредством смены времен года описывается длительность путешествий героя, что часто встречается в эпосе народов Сибири. В Олонхо-Каратаево данная формула использована один раз. Кыһыҥҥытын тымнытынан билтэ, сайыҥҥытын самыырынан билтэ, кыһыҥҥүтүн көтөҕөтүнан билтэ, сааскытын саарымын уутунан билтэ. Зиму узнал по холоду, лето узнал по дождю, осень узнал по опавшим листьям, весну узнал по влажной равдуге. Другая формула «этен баран эҕариех, көрөн баран чыпчылыех бетерэ өттүнэ». До того, как, говоря, сделать вдох, до того, как, посмотрев, проморгнуть глазами, показывает быстроту, высокую скорость движения того или иного персонажа. Стремительность, интенсивность также передается с помощью образных глаголов с моментально однократной формой. Выделенная Кудеяровым модель опосредованного хронотопа долгого пути, указание на изнуренный вид путника, также встречается в Олонхо-Богатырь Тонгсар при описании того, как у богатыря испортились даха из волчьей шкуры и рысья шапка, уменьшилась способность долго мыслить. А конь настолько исхудал, что у него исчез жировой слой. Как противоположность пути выступает потеря ориентации в пространстве и остановка движения, передаваемые с помощью формулы типа «туманномонном буруга чачайдым». Заблудился в тумане, поперхнулся дымом. Однако в рассматриваемом Олонхо Семена Каратаева мы не обнаружили такого выражения. При описании пути героя сказители часто используют ритмико-синтаксический параллелизм, подбирая варианты слов, соответствующих друг другу в смысловом и фонетическом плане. Так, в приведенном далее примере богатырской езды из 17 строк можно выявить 5 блоков ритмико-синтаксических параллелизмов. Следует отметить, что в якутском эпосе подробно описывается первая поездка богатыря. Остальные фрагменты о пути могут ограничиться простым высказыванием «Аянны турбута поехал», а возвращение героя «Эргиен туонуян кельбита» вернулся, возвратился. Таким образом, хронотоп пути занимает важнейшее место не только в хронотопе Олонхо, но и во всей его сюжетно-композиционной структуре в целом. Системный анализ хронотопа пути свидетельствует о взаимосвязи ведущих звеньев поэтики якутского героического эпоса в решении основных идейно-эстетических задач. Выявили, что событийное развертывание сюжета состоит из пространственных перемещений героя, его взаимоотношений с другими персонажами. Структура пути состоит из 3 основных частей: отправление богатыря в путь, сам путь, завершение пути, в которых реализуются различные сюжетные мотивы.
Персонажей подразделили на пространственно подвижных и неподвижных. Главный герой отличается большой подвижностью в системе персонажей, тем самым являясь движущей силой в сюжете Олонхо. Использование традиционных эпических формул, стилистических приемов гиперболизации, ритмико-синтаксического параллелизма подчинено воплощению героической доминанты. В Олонхо имеются различные способы выражения хронотопа пути: применение временного показателя, смена времен года, изнуренный вид путника, неопределенность времени и другие. В сказании Семена Каратаева «Богатырь Тонгсар», являющимся одним из образцовых текстов вилюйской эпической традиции, хронотоп пути основывается на общежанровых канонах поэтики Олонхо. Тем не менее, имеются некоторые отличия в системе персонажей. Функцию старика Сиаркен Сесена выполняет шаман. Отсутствуют образы вестников. Помощник появляется в облике щенка, зооморфного брата быка Сюледжин Батур. В дальнейшем изучение других видов хронотопа Олонхо с привлечением более широкого материала видится перспектива данного исследования. Спасибо за внимание. Всем добрый день. Так, я начинаю свой доклад. Так, якутские сказители Олонхо-Суты в поэтический мир эпоса Олонхо активно вводили образы новых, необычных для них вещей и явлений, в том числе реалий русской культуры. Так, почему не идет? Так, подождите, у меня презентация почему-то остановилась. Так. Так. Олонхо-Суты в поэтический мир эпоса Олонхо активно вводили образы новых, необычных для них вещей и явлений, в том числе реалий русской культуры, для создания оригинальных, колоритных сравнений. Такие сравнения наиболее часто употреблялись для изображения внешнего вида персонажей, а также в описании окружающего мира и различных действий героев. Образом сравнения называется компонент сравнительной конструкции, то, с чем сравнивается. Образ сравнения обозначается также терминами рема, субъект, уподобляемое и так далее. Посредством образа сравнения происходит познание нового, мифического мира эпоса. Образы для сопоставления никогда не подбираются случайно или приблизительно, они хорошо знакомы и сказителю, и слушателям, а состав образов в сравнении отражает реальный мир, в котором живет народ-носитель эпоса. Образы сравнения в якутском эпосе Олонхо подразделяются на такие тематические группы, как натурфакты, то есть явления природы, артефакты, предметы, созданные человеком, биоморфизмы, то есть животные, птицы, рыбы и так далее, антропонимы – это образ человека и частей его тела, и абстрактные понятия. Также среди них выделяются образы, отражающие традиционные занятия народа – скотоводство, коневодство, охоту и рыбалку. Отдельно выделяются яркие образы, созданные на основе реалий русской культуры. Настоящая работа является развитием изучения сравнений эпоса Олонхо, в которых отражается взаимодействие и взаимовлияние двух народов. Цель исследования – выявление реалий русской культуры, привлеченных в качестве образа сравнения по материалам ранних записей якутского эпоса. На экране отображаются результаты с текстами Олонхо, записанными в 40-е, 60-е годы, и результаты работы с ранними текстами Олонхо для сравнения. Источником послужили 7 текстов Олонхо, записанных во второй половине XIX века и изданных в 5-м выпуске первого тома образцов народной литературы якутов под редакцией Эдуарда Пекарского. Это Эрия Дельберген,
первая запись якутского олонхо, олонхолоны вургу, өлі өдүлбе, қара холорукай балыстақ эр соғытық, аландайы куландайы, үрің айы тойынычыттара и орой хара аттақ оғытулайық. Наиболее богатым материалом для нашего исследования оказался текст олонхо аландайы куландайы. В нем обнаружено 11 сравнений. Сравнений нет только в тексте олонхоланувургу, который представляет собой очень краткую фрагментарную запись. Всего же выявлено 20 единиц сравнительных конструкций, в том числе 2 повтора, с образами на основе русских реалий. Из них 3 оформлены метафорой. Все выявленные реалии являются артефактными, а большинство из них бытовые. Это кухонная утварь, хозяйственный инвентарь, головной убор и так далее. Образы сравнений в олонхо бывают маркированными и немаркированными. Так, и рассматриваем образы артефакты, маркированные этнонимом нучча или нуччакиги, то есть русский. Образ русской шляпы, который используется в сравнении олонхо довольно часто. Объектом сравнения обычно выступает жилище богатыря Нижнего мира, отличающееся отсутствием углов, то есть круглые, без дверных и оконных проемов. При этом жилище ассоциируется со шляпой только тогда, когда схватившиеся в борьбе противники поднимают его на плечах и кидают прочь. То есть основанием для их сопоставления служит не только сама шляпа, но и то, каким образом ее снимают с головы. Так, в нашем материале выявлено одно сравнение, описывающее разрушение местности богатырями. Булгунняга үрдүн нуччакиги сәләппе бергәһәтен курдук тура листен кәбистелер. То есть вершину холма, подобно шляпе русского человека, выбросили. Плуг, привезенный русскими переселенцами, стал прототипом образа для передачи изображения клыкообразных зубов чудовищ. До него, как нам представляется, использовался только образ инструмента арбыя. Это инструмент, якутский инструмент, предназначенный для долбления льда. Сравнение с образом русского плуга обнаружено в тексте Эредельберген, считающемся первой записью якутского ланхло. Нуччакиги бор хорюер кюрджаган курдук тистех. Плугу русского человека подобный зуб имеет. Это описание богатыря Абаса Нижнего мира. Интересными образами для сравнения являются окно и дверь с обязательным упоминанием их рам. Вероятно, эти рамы резко отличались от традиционных якутских, поэтому они произвели большое впечатление и стали неотъемлемым содержимым устойчивых образов сравнений. Так, в том же тексте Редельберген выявлено сравнение, уподобляющее большой глаз чудовища окну с рамой. Нуччакиги колутунан сүйхін хаба ортотунан холуды түннік қарақтақ. То есть, подобно русскому человеку с глазом, как окно с рамой в центре лба. Похожий образ, но без маркировки, обнаружен в другом тексте в описании портрета могучего богатыря, уже в описании богатыря Среднего мира. Байыл туруста холодалах кетет халганын кетерге кебен кебиспит курду кетет нанагар тюстех. То есть с выструганной рамой широкую дверь зажиточной семьи будто назад толкнули, подобную широкую грудь имеет. Скорее всего, основанием для этих ассоциаций служит большой размер оконных и дверных проемов русских домов, которые казались весьма широкими по сравнению с окнами и дверью якутского балагана. К этой категории образов также относим абстрактную русскую думу, которая встречается в мотиве езды богатыря на коне. При описании стремительной езды в олонхо часто используется формула, в которой растительность при прикосновении скачущего коня олицетворяется. То есть кустарники, буреломы, трухлявые деревья и так далее, превратившись в определенного зверя, например, волка, медведя или человека, например, глубокую старуху-кожемяку, девушку, издают присущие им звуки и голоса.
В нашем материале эта формула была дополнена олицетворениями кустарников, которые при касании начинают говорить по-якутски и думать по-русски. Ну, чалыду найдавить, то есть как русский думал. Так, переходим к образам артефактам без маркировки. Принадлежность таких образов к русской культуре мы только подразумеваем. В тексте Аландаи-Куландаи выявлено целых 5 разных образов монеты. Крестах монет, монета с изображением креста, атыр монет, большой старинный серебряный рубль, рюллях үрүнкөмүс, серебряная монета с изображением орла, и бестах карчы, 5-копеечная монета, и үстах карчы, 3-копеечная монета. Образ положенных в ряд 10 монет с изображением креста привлекается для описания сияющих белых зубов богатыря. Для описания светло-желтой возвышенности на средоточии мира, на котором растет мировое древо, подобран образ большого старинного серебряного рубля. Следующие 3 образа участвуют в описании портрета прекрасной девушки-красавицы Олонхо. То есть ее настороженный взгляд сравнивается с серебряными монетами. А образы 5-копеечной и 3-копеечной монет служат для обозначения размеров крошечных кусочков еды, проглоченных ею. Дальше. Это образ чашки встречается в 2 текстах и несет разные функции. В первом тексте признаком для сравнения служит объем чашки, который конкретизируется через указание, что она принадлежит 10-летнему ребенку. Этот образ Волонхо привлекается для передачи размера, а также формы желвака на верхней части груди божества Улутуюн. В других Олонхо описание желвака этого божества обычно передается с помощью образа глухаря или начавшего сидеть, то есть 6-месячного младенца, а также большой копны сена. Во втором случае образ золотой чашки, а конкретнее ее край, көмүс часкаяга, передает округлую форму солнца. Так, образ алтан жакыр, медный якорь, привлекается для сравнения Волонхо по признаку тяжелый. Отмечен в описании богатырского жилища. Дверь, ассоциируемая с медным якорем, настолько громадная и тяжелая, что 6 молодцов вместе не могут приоткрыть ее сразу. Образами, возникшими после прихода русских, являются также кортик князя и печать головы. Двухчленный параллелизм в сравнении с этими образами с незначительной вариацией установлен в 2 текстах в описании богатырского коня. С темной полосой вдоль хребта, словно князь кортиком ударил, с небесным клеймом, словно глава печать поставил. К авторским мы склонны причислять следующие образы сравнения, установленные в текстах Аландаи-Куландаи и Орайхараттах Огатулаях. Это Маган Балакка, то есть белая палатка, с которой ассоциируется небо, по представлениям древних якутов, по краям спускающееся вниз, накрывая землю куполом. И второй образ – это Урустал-Тас, хрустальное стекло, с помощью которого изображается светлый, чистый лик прекрасного внешностью богатыря среднего мира. Таким образом, почти во всех рассмотренных текстах ранних записей Олонхо были обнаружены образы на основе русских реалий, созданные в процессе исторического взаимодействия и взаимовлияния якутского и русского народов. Все выявленные образы являются бытовыми артефактами, кроме образов кортик князя и печать головы. Установлены 4 образа, маркированные этнонимом Нуча, то есть русский. Спасибо за внимание, у меня все. Спасибо вам большое за интересный ваш доклад. Но, к сожалению, вот мы ухватили начало и вот последние заключительные. Если будет возможность, тоже, пожалуйста, вышлите нам видеозапись своего доклада. Вы меня слышите?
Хорошо. Спасибо. Да, я вас слышу. Ага, Хорошо слышно. спасибо. В обсуждении, скорее Да. всего, у нас, наверное, вот у Айталины Ахметовны и у вас вот доклады провисают, не знаю, как следующие будут. Очень плохая связь у нас с интернетом. Следующий докладчик, Ольга Иосифовна Чарина. Видимо, нам надо будет запустить видеопрезентацию здесь. Да, Ольга Иосифовна сама будет выступать, да, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера. Тема выступления – особенности локальной специфики в русских эпических жанрах северо-востока Якутии. Пожалуйста, предоставляем вам слово, Ольга Иосифовна. Здравствуйте. Заранее сообщаю, что у меня уже есть видеозапись, и если я исчезну с экрана, то вместо презентации, пожалуйста, можно включить подготовленное видео чтение доклада. Итак, особенности локальной специфики русских эпических жанров северо-востока Якутии. Так, многие произведения русского народного творчества. Меня слышно, да? Все нормально? Алло. Слышно вас. Слышно, да? Так, сказки, исторические песни, былины, входящие в репертуар носителей фольклора Румского, Устья и Похотска, имели литературную основу. Ну, и это неудивительно, потому что многие былины и исторические песни пришли из литературных источников. Специфика жанров эпических песен в северо-востоке Якутии связана с преобладанием этих эпических жанров. Былин, исторических песен и сказок. Связано с экспедицией Сибиряковской. А затем, большие записи производились в начале XX века и, силами, сотрудников языка и культуры, а теперь в году, Балу, а затем в 1946 году экспедиции этнографо-лингвистической под руководством Теодора Абрамовича Чуба, только в русском устье. Основой для изучения стали материалы по русскому фольклору, хранящиеся в рукописном фонде нашего института, а также уже опубликованные произведения, которые представлены в сборниках «Фольклор русского устья» 1986 года и «Русская эпическая поэзия Сибири и Дальнего Востока». Ну и надо сказать, что Похотск, как место, где заселялись русские на Колыме, и Русское устье или Русское жило заселялись примерно в середине XVII века в устьях рек, но население было разным. Так, например, Гурович говорит о том, что на Колыму приходили казаки, и большая часть казаков уезжала на службу семьями. А, Русское устье заселяли пришедшие с русского севера тоже люди, которые шли, видимо, тоже семьями, но все равно потом и те, и другие вступали, в брак с местными. Записал, в рамках Сибиряковской экспедиции в 1893 году, то есть раньше, чем Багарас, но его произведения долго не публиковались. И у него есть запись Тит Парахонтьевич, это о Мишнике Даниловиче, старина, или Сталина. И также есть, записи Багараза Владимира Германовича. Как открытое бытование русских эпических песен на Колыме
открытие, извините, произошло, как это часто бывает, случайно. Для этого потребовался человек, который хотя бы немного внимательно прислушивался к местным и чуть-чуть разговаривал, разговорил их по поводу эпических песен. И таким человеком оказался Багараз. Едва попав на Колыму, он в 1895-1896 году, объехав почти все поселения, где, между прочим, занимался собиранием фольклора и лексики колымчан. То есть у нас пока вот в основном преобладают колымчане по записи. Вот. И таким образом Меликов записывал в Среднеколымске несколько материалов, несколько былин у него есть с Нижней Колымы, значит, вот, соответственно, Багараз записывал на Нижней Колыме и в Среднеколымске. Это такие былины, как, например, «Добыня Змеища Горыныча», «Алеша Попович», «Тугарин Змеевич», «Илюша и Идолище», «Дюк Степанович», «Илья Муровец» и Потоп Михайлович. Ну и, конечно, о Мишеньке Даниловиче, то есть вот Тит Харафунтьевич. Вот. И таким образом, значит, довольно все-таки внятно представлены несколько экземпляров, несколько вариантов, извините, есть записи. Рассмотрим былину, значит, о Мишеньке Даниловиче. Ну, вот уже несколько раз упоминала, что она называется также Тит Харафунтьевич. И сразу было понятно, что, значит, она записывалась, значит, уже Меликовым и, значит, Багаразом от знаменитого Михаила Соковикова на Нижней Колыме. А вот Меликов от кого записал, неизвестно. Ну, далее уже в, значит, 20 веке записывали, значит, от других, значит, исполнителей, естественно. Это все-таки уже 50-е, 60-е годы 20 века, ну, видимо, так сказать, наследники, значит, ну, Соковикова. Дальше надо отметить, что, значит, ну, каждый записал по разу у кого-то произведение. Так получилось, что все-таки Багараз вот хотел представить все произведения. Меликов, он вообще записывал какое-то там, значит, положение живущих, ну, в этих местах, в основном ссыльных, а сбором фольклора занимался постольку-поскольку. А Сосен Иванович Бало, он ведь в основном записывал якутский фольклор, и тоже поскольку он заехал в эти места, то, естественно, вот, ну, тут и записывал эти произведения. Но, тем не менее, мы, конечно, очень благодарны, что вот мы имеем такие записи. Теперь по поводу, значит, записи в Русском Устье. В Русском Устье стали записывать позже. Вот, значит, записали, например, Травины братья, да? Потом записывал, значит, Модест Кротов. И, соответственно, записывали, значит, в рамках экспедиции 1946 года, значит, Габышев и, собственно, Шуб. Некоторые тексты, вот как мы понимаем, уже усвоены из литературных источников, и они, значит, сразу вот тут проглядывают два произведения, то есть в Тите Харафунтьевиче. Это сказание о Соломоне и Китаврасе, ну и на это указание есть и, значит, Ивановича Смирнова, указывал Бурыкин, и, в частности, Алпатов на это указывал. Да? А также, значит, естественно, тут проглядывает влияние, ну, собственно, сам текст, иерусалимское сказание, да, иерусалимская история. То есть вот одновременно здесь сошлись два произведения в этой былине. Ну, надо сказать, что этой темой также занимается Алпатов и, соответственно, принимал участие в этих вопросах Ковпик, который оба является, значит, преподавателем МГУ. В Русском Устье былина о Тите или, значит, Даниле 4 раза таким образом, да? Вот. А в Походске 5 записей имеется. Меликова, значит, Багараза, Федосеевой, Селюковой. А, соответственно, затем записывали, значит, вот, извините, я пропустила, Зинзинов записывал, значит, в Русском Устье, Травин
и, соответственно, значит, Габышев, и потом, значит, Федосеева, Сулюкова, и есть еще запись, значит, какие-то остатки записи Юрия Ивановича Смирнова, которые смог записать Юрий Иванович Смирнов. Ну, например, вот приведем пример, значит, о Тите Харафонтьевиче на Колыме. Подступала под град сила великая, 40 царевичей, 40 королей, 40 королевичей, и что под каждым царем, под каждым царевичем, да под каждым королем, каждым королевичем мы и по 3000, а что под самим Титом Харафонтьевичем, силы то и счету нет. Как и хвалится, Тит похваляется, как над славным царством поглумляется. Ну, это, значит, произведение насчитывает 163 стиха и записано, значит, Меликовым. А вот, например, другая былина, другой пример из русского устья. Запись Зинзинова. Со той стороны низовною, стороны сополуношною, подымался туча грязь великая. Тут Тит похваляется, Иерусалимского я царства выжгу, выпьяню, царя Тимофея в полон полоню, на дым пущу, его вдовьи монастыри, деве монастыри на глубь спущу. Царицу-княгиню за себя возьму, подо мной под Титом 40 царей, 40 королей, 40 королевичей. Еще той мелкой сошки, еще той. Вот. И, значит, тут у нас 110 стихов насчитывается. Ну, предположим, Киприан Рожин, значит, исполнил эту былину для Зинзинова. Да, и, значит, былина большая, значит, она рассказывает о том, что вот этот Тит напал на это Иерусалимское царство или на Киевское царство. Данила Михайлович говорит, у него есть, значит, сын, значит, Михайлушка, значит, сражается с Титом Харафонтьевичем, погибает, он совсем молод, и Данилушка, значит, переживает от того, что вот он, значит, похвалился своим сыном, значит, потерял его, и вот, значит, он кидался, бросался, а кирпичевый мост, и вот таким образом он сам самоубился. Однако на Колыме и Индигирке фиксировались разные варианты. Вот Смирнов пишет. Примечательно, что в индигирских вариантах нет следа киевизации. То есть вот там у нас, значит, все действия происходят именно в Иерусалимском царстве. В то время как на Индигир, то есть на Колыме, мы замечаем, что там, значит, вот киевизация, значит, везде видна. Все сидят при царе, значит, князе Владимире. Вот. И Тит Харафонтьевич, значит, вот здесь что влияние Китабрасова Зверя, вот влияние, значит, сказания и Китабрасии прослеживается. Ну, естественно, прослеживается Иерусалимская история. Например, Иерусалимская история, как она выглядит. Ну, начало, естественно. У нас было в Иерусалиме Граде, при царе Давиде, при Евсеевиче, при сыне Соломоне Давидовиче, при старце Захарии, сударь праведном, значит, сделался трус и мятеж. Ну, потом описывается страшный мятеж, когда сын на на отца, отец на сына и так далее. Да, значит. И за это 7 орд и 4 орды, 40 царей, 4 царя. И вначале у них малой Тит Харафонтьевич. И вот в разбивке это 152 стиха. В той разбивке, которую предлагает, значит, автор. Далее текст меняется по сюжету, и получается, что там идет, значит, тема, которая встречается в былинах о голубиной книге. Вот. Теперь рассмотрим некоторые образы. Что у нас получается? Вот этот малой кит, намек на кит и малой кит. Это две оконечности восточной оконечности
между Шарского архипелага Новой Земли. То есть это место знакомо, значит, поморам. Ну, те, кто создавали это произведение, могли, значит, опираться на это, утверждает Алпатов. Ну, вот, или, например, Кит Харафонтьевич. С этим временем очень много тоже связано. Там даже видят влияние Титалия Левиана, это библейское сказание, и даже видят кита Флавия Веспасиана. Ну, и, значит, это то, что у нас связано с Древним Римом. Так. Ну и, конечно, они там даже видят фараона, то есть гонителя еврейского народа. Ну, Тит, значит, на Индигирке предстает без отчества, на Колыме, значит, Тит Харафонтьевич, или там Фарафонтьевич, значит, в зависимости от того, кто исполнял призвание. В индигирских былинах князь Тимофей, в колымских князь Владимир. Но вот что заметно, что иногда, значит, Тимофей может превратиться, значит, во Владимира. И таким образом, значит, Мишенька Данилович погибает, и, значит, от неоправданной похвальбы отца. Вот. Ну, надо сказать, что здесь появляется на Перу, когда идет, значит, похвальба, различные персонажи, какие-то Дусечка Апраксина, Алюш Попович, Добрыня Игнатьевич, ну и могут появиться там другие персонажи. Вот. Значит, что, в основном, значит, здесь у нас укороченные варианты, но есть варианты, где, значит, отец запирается, значит, в ските, в монастыре, и, значит, там он погибает от горя. Ну, либо вообще вот кидается на кирпичный мост. Вот. И таким образом, значит, надо сказать, что, конечно, мы все-таки еще есть эти произведения. Но, значит, вариативность показывает, что все-таки все сначала укорачивалось, нивелировалось, а к 70-м годам, когда были зафиксированы последние произведения, уже, значит, произведение практически не бытовало. Ну, спасибо за внимание. Наше исследование. У меня вопрос следующего порядка. Скажите, пожалуйста, самую последнюю, вот датировку, самая последняя запись былины к какому году относится? Я все-таки обращаю внимание все-таки на Юрия Ивановича Смирнова, там 71 год. Он записывал совсем остатки, он, по-моему, даже их не стал публиковать. Ага. А у вас вот эта ссылка Чарина 2013 год, это ссылка на статью? Да, это статьи публикации текстов, значит, извините, Санкт-Петербургское издание, там публикуются произведения, тексты. Значит, то, что публикует Ирли. То есть можно сказать, что русская устье сейчас уже, там нет никаких уже бытований, не наблюдается былины, да? Ни в отрывках, ни в каких-то... Нет. Там наблюдаются какие-то вот остатки сказок, остатки песен. Остатки русской устья, богатая сказочная традиция. Теперь уже все, ничего нет там? Нет, какие-то остатки же есть все-таки там. Они все-таки стараются какие-то там винограде оставляют. Случайно у них проскальзывают песни. Ага. А свадебная обрядность тоже не сохранилась? Нет, к сожалению. Ничего нет этого. Ага. А вот скажите, пожалуйста, сюжетные совпадения, вот кроме упоминания Иерусалима, прочие, там еще какие-то есть совпадения с метропольной традицией? Да, конечно. Угу. Вы предпринимали такие аналитические вещи? Сопоставляли это? Сейчас вот речь идет о Тите Харафонтьевиче, а так вот, да, там есть другие произведения, которые тоже рассматриваются. Угу. Спасибо. Еще будут вопросы у аудитории? Похоже, нет, да? Спасибо. Спасибо, Ольга Иосифовна, за интересное сообщение. Угу. Следующий докладчик у нас Тамара Михайловна Садалова, доктор филологических наук, ответственный секретарь Национального комитета по делам ЮНЕСКО в Республике Алтай. Ее доклад о богатырских гимнастик в центральноазиатском эпическом наследии у нас записан. И, видимо,
о роли богатырских династийных историй в центральноазиатском эпосе. Центральный азиатский эпос, он для многих исследователей по сей день остается одним из уникальных источников для изучения многих фольклористических вопросов, в том числе, конечно же, вопросов сюжетосложения. В свое время якутский исследователь Пухов отмечал вопросы, говоря об изучении длительных масштабных сюжетов, говорил о больших сценах описаний и в то же время о таком творческом и импровизаторском даре олонхосутов, которые позволяли рассказывать именно вот такие большие истории. И в этом же ключе нужно сказать и отмеченный исследователем Юрием Александровичем Новиковым факт, когда он говорил по поводу усложненных, контаминированных сюжетов русских былин, говорил о том, что, вероятно, такой вид они приобрели в результате длительного исторического развития, причем последние 1,5-2 столетия доминирующей стала тенденция к усложнению сюжетов. И важно представляется в связи с этим то, что сюжеты многих классических эпических произведений выстраиваются согласно жизненному циклу. И придавая композиции эпических сюжетов серийность изложения, логически приближает их к реальным историям. И так, например, в кыргызском эпосе «Манас» Жирмунский отмечал то, что Манас развивается по генеалогической циклизации. И если сказание предваряет, например, повествование об отце Манаса Джакыпе, то в основном речь идет о рождении, подвигах, женитьбе основного героя Манаса. Но дальнейшая речь идет о его сыне Семетее или внуке Сейтеке. И при этом логика развития сюжета она не нарушается. В рамках сложившейся традиции сюжет удлиняется за счет новых подвигов наследников героя. Такой механизм усложнения сюжета новыми генеалогическими линиями наблюдается и в варианте Манаса в исполнении Манасчи Саяхпая Каралаева, когда уже героями становится уже правнук Манаса, сын его Сейтека Кенен, а потом уже его сыновья Кенен Алымсарых и Кулансарых. И в сюжетложении данного варианта играет роль не только большой импровизаторский дар Манасчи, но и потребность аудитории, слушателей, продолжения, сопереживания о судьбе своих любимых героев. Именно такой ход развития событий создает эпическую реальность, или, как отмечал Виктор Михайлович Гацак, историзованность памяти по поводу соотнесенности хроноактов с реальными отрезками времени. Похожий ход событий или развитие сюжетов мы наблюдаем и в калмыцком Джангаре, когда кроме батальных сцен, воинских походов главного героя и его друзей прослеживается линия женитьбы отца и сына. И Джангар является богатырем, сначала богатырем сказания, а потом он становится ханом всех народов. В бурятском эпосе Гесер при всей его архаичности и в то же время влияние буддийских мотивов в разных версиях представлена развернутая картина чудесным образом родивших его престарелых родителей, небесных его братьев, земных его братьев и сестер, дядей, сыновей, племянников, то есть такой большой спектр родственных отношений. При этом, как и в случае многопланности сюжета Манаса, известную роль вариативность сыграла не только родоплеменные различия, но и сама личность, опять же, сказителя, их творческая манера исполнения, которая сказывается развернутости сюжетов о Гесере.
И кроме, вот если мы коснемся вопросов династийных историй, репертуаре алтайских сказаний, то нужно сказать о том, что в большинстве алтайских сказаний в сюжетах вот эта тема, она не так развита. Но тем не менее мы можем проследить большой круг эпических сказаний, где эта линия прослеживается. Например, вот в эпосе, известном эпосе «Алтай-Бучай», тема отца и сына, она как бы соединена воедино, когда отец с сыном воюют против предавших их матери, там, сестры, и затем прослеживается дальнейший сюжет женитьбы сына Алтай-Бучая на небесной деве. То же самое есть сюжеты, которые нужно отметить как сюжеты о гонимых или сиротах. На самом деле, вот это, скорее всего, такие забытые сюжеты о родителях, потому что они связаны именно с мифологической частью развития вообще в целом сюжетосложения эпоса. То есть первые сюжеты как о первопредках, и у многих героев родителей небесного происхождения. И поэтому, когда эпос начинается, с другой стороны, это некая такая сакральная часть, которая не до конца, как бы, ну, скажем так, выдается исполнителями, сказителями. Или нету вот такой, ну, скажем так, сжатой истории, мифологической истории, предыстории династийной истории героев. То есть, вот если сравнить с Улонхо, в Улонхо часть именно мифологическое происхождение героев, она широко представлена. В алтайских сказаниях как бы положение немного иное, но тем не менее во многих текстах в дальнейшем при развитии сюжета выясняется именно небесное происхождение богатыря и его предназначенность, конкретная во многом предназначенность или миссия его победы над подземными врагами. И в том числе вот есть такой текст, как «Айн Шайн Шикширге», когда герой, родившийся, тоже неизвестно появившийся откуда и как, когда ему дается имя богатырское, вдруг он поднимается на высокую гору Сюмерулан и требует у своего небесного родителя: где мой богатырский конь, где мое одеяние и так далее. То есть достаточно такое суровое понебратское отношение со своими небесными родителями. Или же есть другие примеры, когда вот сюжет не укладывается в такую династийную историю. Например, у Лагашева есть текст про героя Хан-Бурхан, когда герой, получеловек, получудовище, полузверь, или, скажем так, он оказывается как бы изгнанным, а вообще отправленным на смерть, но тем не менее вот его братья, которые пожалели, кстати, есть тут параллели с такой биографией Чингисхана, да, мифологической частью, когда братья пожалели своего непонятного брата и оставили живых, и затем он становится как бы героем. И вот Хан-Бурхан, он становится спасителем полунебесной девушки и женится ней. Вот там сюжет о его богатырских деяниях и женитьбе на этой девушке. А затем идет история, когда его отправляют для исполнения трудного поручения подземный мир. Он оказывается как бы рожден, он имеет связь с подземным миром и должен жениться на другой представительнице подземного мира. То есть его история двойной его женитьбы и в то же время становление его как бы настоящим героем. Это такой текст, который как бы, как мы уже сказали, не укладывается в династийную историю, в героизацию вот этой династии, и в то же время показывает как бы рождение героя из такого не совсем понятного персонажа.
В свое время Сазон Самич объяснял, как бы давал реальное объяснение вот таким сюжетам о гонимых или преследуемых там, братьях. Он говорил о том, что в патриархальном обществе отец, он является как бы главным человеком, и при этом которого как бы вся власть принадлежала отцу, потом уже переходила к старшему сыну. Вот эта передача власти от отца к старшему сыну обрекала других братьев на такую не очень в статусном отношении, не очень в хорошем положении. Но тем не менее, вот как раз вот эти примеры дают нам повод рассуждать о том, что эти сюжеты относятся как раз к тем сюжетам, когда династийная история, она еще не складывалась до конца. И вот эта передача наследной власти, она еще до конца не сформировалась. Или же не наступил этап в развитии сюжетов эпоса, героизации истории героя или династии героя, там, начиная от деда, отца, там, внука и так далее. И вот эта династийная история, она появляется, как говорил Новиков или другие наши исследователи, именно на более поздних этапах развития сюжета. И в связи с этим мы можем обратиться также к истории эпоса Мадай-Гара. То есть эпос начинается уже с момента как бы престарелого состояния Мадай-Гара, хотя он эпос называется Мадай-Гара, но весь эпос посвящен его сыну Кукудей-Мергену. Это вот такая некая история сына героя. А если рассмотреть, сопоставить с отдельными вариантами, есть в конспективном виде записанный текст еще в начале 20 века про Мадай-Гара, когда он был покорителем там, 70 ханов или имел отдельную историю, был женат на небесной деве, побеждал там подземных врагов. И этот эпос, он, скорее всего, был тоже масштабным, и потому что эпос, посвященный противостоянию миров, он имеет как бы больший сюжет. И мы уже, когда начинаем к истории Алексея Григорьевича Калкина, к истории Мадай-Гара, то есть мы приступаем как бы к следующему этапу вот, развития этой династийной истории. Или же там упоминается, что он был сыном такого богатыря, как Үлюңбир. Но этот сюжет там опять не развит, но при этом мы знаем, что есть сюжет, записанный про Үлюңир Батыра у Николая Кукурча Ялатова. Таким образом, вот эта династийная история, она в любом случае имеет, в принципе, как бы такое обозначенное достойное место и в репертуаре алтайских сказаний. В связи с этим нужно сказать, что более такая развернутая династийная история, она прослеживается, например, и в эпосе «Янгар» в исполнении Николая Кукурча Ялатова. Здесь нужно сказать о том, что в зачине, если сказание идет сюжет или повествование о брате и сестре, этот сюжет, он достаточно распространенный, он не только в репертуаре героических сказаний, но и в сказках, имеет аналогии, кстати, и в бурятском фольклоре, эпическом наследии. И этот сюжет, он архаичен тем, что он, в принципе, вот в других вариантах он законченный. А в дальнейшем нужно сказать, что для эпоса Янгар он является больше как бы первой частью, предваряющей частью, а в дальнейшем идет описание эпических подвигов самих брата и сестры, и в то же время их детей, их большого круга родственников, и уже их и внуков. И в связи с этим вот эта династийная история достаточно как бы полно отражена именно вот в этом эпосе. Таким образом, если судить
по краткому сравнительному анализу рассмотренных нами сюжетов, их особенность, конечно же, представляет многообразие контаминаций различных сюжетов. Но нужно сказать, что в любом случае как бы стержень развития эпического текста составляет сама династийная история, а все эти другие, ну, скажем так, как бы отдельные сюжеты, они в любом случае как бы мотивированы, связаны с основным сюжетом. То есть развитие, с одной стороны, как бы расширяется, с другой стороны, немного замедляется за счет вот этих сторонних или побочных линий, сюжетных линий, но тем не менее они как бы они связаны с основным сюжетом. При этом на удлинение сюжетов, как уже было сказано, влияет как бы желание слушателей, большие тексты описаний, описательные вот эти сцены, но тем не менее вот эти сюжеты, они имеют законченную форму, и расширение сюжетных действий, удлинение сюжетного хода за счет соединения частей, а последующем представители династии входят в композиционную систему эпических произведений, и также дополняются они очень богатым, скажем так, богатым арсеналом поэтических средств, приемов, как, например, отмеченные Виктором Михайловичем Гацаковым топосы длительности, что придает эпосу больше масштабности и соотнесенности с исторической реальностью. Героические сказания центральноазиатских народов представляют собой своеобразное многостадиальное явление, о чем мы и говорили, и присоединение зачастую диктуется уже эволюцией эпического текста, перехода из одного этапа в другой исторический этап своего развития. Но в то же время именно династийная история богатырей позволяет органичному развитию сюжетов, логическим присоединением новых сюжетных линий. Спасибо за внимание. Спасибо, Тамара Михайловна, ее запись. Видимо, в зуме не будет, Тамара Михайловна, невозможно будет задать вопрос. Так, вот на первую половину дня мы исчерпали нашу программу. И, как я обещала, приступим к обсуждению. Пожалуйста, вопросы у аудитории имеются? Спрашивайте, берите слово, свои впечатления, мнения, вопросы, рекомендации. Пожалуйста, все это внимательно прослушаем. Участники. Пока вы думаете, я на правах ведущего тогда возьму слово. У меня есть вопросы к докладчикам. Благодарю докладчиков нашей секции. Очень были интересные сообщения. И, конечно же, вот ваши эти выводы и положения, они очень интересные. И, как всегда бывает в таких случаях, вызывают вопросы. Первый докладчик у нас выступала Марьяна Тимофеевна. Очень интересно вообще вот соединение знаний физики и фольклора, это вот дает просто результат потрясающий. Вот в связи с этим строение мира, пирамидальное строение мира меня вызвало интерес. И вот скажите, пожалуйста, верхний мир у вас связывается с количественными показателями 3,9, средний мир, как я поняла, 4,8, а нижний мир имеет какие-то числовые показатели? Марьяна Тимофеевна, меня не слышно совсем? Слышно, ага. Марьяна Тимофеевна, пожалуйста, вы услышали вопрос? Да, я услышала вопрос. Ответ будет следующим. Да, есть постоянное эпическое такое выражение, да, связанное именно со структурой нижнего мира, называется «неспюртюген». То есть «пюртюген» по заявлению, вот, по исследованию Избековой, говорит, что именно связано с числительным 4. 4 тоже как образ
неподвижности, образ статического состояния, образ устойчивости, как символ устойчивости, конечно же, нижний мир, как самая широкая часть эпического мироздания, связан с числительным 4. И оно вот в самом названии этого нижнего мира отражается в текстах Аланхо как «нестюртюген». По-другому, образно говоря, ну, в прямом смысле можно перевести, наверное, как «медлительное преисподнее», где слово «тюртюген» исходит от числительного 4. Ой, замечательно, да, спасибо. А вот вы еще вот в ваших рассуждениях хоровод Асоухай, вы связываете это с непрекращающимся движением, круговоротом жизни. А вот есть же устойчивое еще мнение о том, что всякие хороводы – это поклонение Солнцу. Вот это у вас тоже связывается как-то с Солнцем, нет? Совершенно верно. Одно другого очень логично дополняет, как нам кажется, да? А вот круговорот жизни, вот непрекращающееся движение как символ жизни, которое вот именно продолжается в потомстве и так далее, оно вот именно в конической модели мира, в спиралевидном движении этой модели воспроизводится каждый раз диахронический срез, то есть по вертикальной структуре, где реконструируется именно космологическая схема. А по горизонтальной схеме, структуре восстанавливается именно схема ритуала, там, мотивные, сюжетные вот эти моменты, да, или же вот, например, можно еще здесь приложить, наверное, связь именно с эпической моделью мира, как архетипом, схемой, вопросно-ответные структуры якутских загадок, или же вот, как отметила Лена Николаевна Семенова, вопросно-ответная конструкция, которая тоже устойчиво наблюдается в текстах эпоса Аланхо, например, да? Ну вот она вот эти формулы обозначила как формулы достоверности. Вот, например, как сказитель спрашивает сперва вопрос, да? Типа, а если вы спросите, каково же это богатство у этого богатыря, далее следующий уже ответ, да, за этим вопросом. И вот таких конструкций, буквально вот напичкано такими конструкциями эпос Аланхо. То есть вот здесь, вот в таких действиях тоже очень четко прослеживается именно архетипическая такая структура, именно восстановление или реконструкция вот этой фрагмента эпической модели мира. Это как бы риторический вопрос звучит, да? Вот сказитель, он синтаксически построен вопрос, а ответ уже в самом содержании дальше. Да, совершенно верно. Ответ в самом содержании, да. Пожалуйста, вот примите... А поклонение... Да, поклонение Солнцу, вот в пирамидальной модели вы увидели, что на самой вершине вот по содержанию, по структуре Аланхо, да, оно как бы восстанавливается шаг за шагом, реконструируется, вот эта модель сама вычерчивается, да, то, что вот именно с единицей божеством, единицей, как Пюрюма и Тойон, который создает весь этот видимый, невидимый мир, тоже вот числовые тут символики имеют место быть, естественно, да, и качественно, очень хорошо вот восстанавливается, вычерчивается вот эта эпическая модель именно на основе этих числовых символик, которые являются космологическими константами. А вот скажите, пожалуйста, вам приходила в голову мысль вот о спиралевидном развитии? Вот спираль как-то у вас рассматривалась? Да, спиралевидное движение мною рассматривалось раньше именно в движении мирового древа, и как раз вот параллели были сделаны с выводами, я извиняюсь, забыла фамилию доктора физико-математических наук, что вот именно Солнечная система, а далее галактическая система, а далее Вселенская система, которая по принципу матрешки, они как бы вкладываются друг в друга, да, встроены друг в друга, и все они двигаются по единому
скажем, там спиралевидному движению, где вот, если отдельно взять солнечную систему, да, в минимальном таком разрезе, то получается, Солнце двигается вперед, оно как бы не возвращается обратно в одну и ту же точку в данное время в галактическом масштабе, а за ним по спирали двигаются по своим орбитам все эти планеты, которые являются частями этой Солнечной системы. То есть вот здесь уже прослеживается по принципу мирового древа вот это вот вращающееся конусообразное движение этой модели. Совершенно верно, это и есть спиралевидное движение. А вот скажите, пожалуйста, геометрические элементы, вот вы о них говорите, о семантике вот этих элементов. Это же где-то вообще есть литература на эту тему. Вот как, Да, как она использована вами? Есть готовая теоретико-методологическая база. Это фундаментальный труд Владимира Николаевича Топорова о знаковых системах, универсальном символе, да, а как мировое древо. И вот там вот очень хорошо он описывает, как раз вот такую методологию он использует, что вот именно из первых вот этих кирпичиков символических классификаций, этих бинарных оппозиций, их отношений получаются вот эти вот элементы, скажем так, орнаментального искусства. То есть это, конечно, архаичными являются, эволюционируют орнаменты, да, это понятно, но самыми архаичными признано считать именно геометрические орнаменты, которые именно как фрагменты модели, они оттуда и берутся. Да, вот, когда вот именно начинаем двигать модель, вот эти вот вычерчиваются круги, спирали и так далее. Ну и надо заметить, что у всех народов Центральноазиатского региона геометрический орнамент – это вот основной орнамент. Да, совершенно верно. Это так. Если есть вопросы аудитории, пожалуйста, просите их слово. Я предоставлю. На правах ведущей я уже тут заняла позицию основную. Нет вопросов пока? Вот можно, Анна Даниловна, вы на связи? Ой, Анна Николаевна, вы на связи, Данилова? Ага. А вот скажите, пожалуйста, у вас там, вы сказали в одном из примеров, есть персонаж Тибет Миник. Почему он с глазами на макушке? Это перевод. А вообще это оба глаза на макушке или один глаз на макушке? Как третий глаз? Это оба глаза. Как фразеологизм в якутском языке идет. А так, Волонхо этот образ, этот главный герой, и поэтому он как бы подразумеваем, как у него третий глаз. Вот третий глаз, да. С магическими способностями, вот для усиления вот этого, усиления героя, вот образа героя. А скажите, это единственный персонаж такой с характеристикой, или это устойчивая именная формула? Не устойчиво. Нет, это его постоянный эпитет к имени, его имени. Но это единственный персонаж такой, или есть такие персонажи вот с такими же классами? И он единственный, вот Оланхо, вот в Июйсковом улусе, вот мы встретили, я встретила свое исследование. А почему? А в других такое не встречается. Ясно. Почему? А вот другой... Наверное, вот он же вот не описывается как воин, он, скорее всего, как вот этот плотник, он кузнец, кузнечество вот в этом данном регионе очень сильно развит. Вот поэтому вот образы тоже, некоторые образы с ними могут связаны. А вот другой богатырь, стоя головой вниз, как это он так растет, развивается? Это, наверное, мифологический мотив.
вначале Олонхо, он описывается, как он не описывается, просто дается имени его. Это постоянный эпитет в его имени. Ага, стоя Воспитание. стоя головой. Ага, стоя головой, ага. Вот есть у вас там перевод, который вы приводите в качестве цитаты. «Царь якутов наибольший из оренхайцев». Скорее всего, наверное, вот такое слово употребляется, вы уже там приводите, отборный, значит, самый лучший, да? Может быть, скорее всего, это царь якутов величайший из оренхайцев? Это перевод Пекарский, я цитату перевела. Да. Наверное, ага, величайший, ага. Я думаю, что Сейчас. я думаю, что когда будете пользоваться вот этой формулой, мне кажется, можно вносить уточнение в перевод, потому что наибольший из оренхайцев это немножечко отвлекает и уводит в сторону. А величайший, это уже понятно, что это он самый главный, это он царь, действительно, он по праву царь. Вот это очень интересно. И вообще вот эта тема, которую вы взяли, вот соотношение имени и образа, это очень интересно. Дело в том, что в якутском героическом эпосе это вот отличительная особенность поэтики языка. В эпосе других тюрко-монгольских народов нет такой такой характеристики, заложенной в имени. Есть там герой, богатырь, имеющий такого-то коня, такого-то окраса, столько-то ушей, например, вот в шорском эпосе Триухи там конь, или же вот часто используется вот окрас коня, но так, чтобы вот в характеристику было заложено вот его место пребывания, местонахождение, где он находится, его вот особенности, черты, вот лица, фигуры и так далее. Это вот свойство якутского героического эпоса. Это очень интересное вот такое явление. Я думаю, что здесь еще, наверное, посоветы тоже вот заметят и, наверное, скажут об этом. Мне показалось, что вот выступление Николая Николаевича Кожевникова и Марьяны Тимофеевны Сатанар, темы как-то очень близки. Вот Марьяна Тимофеевна с точки зрения говорила физики и фольклора, а здесь у Николая Николаевича вот наполнено это поэтикой. Вот интересно, вот еще раз можно прослушать, наверное, вот эти доклады. Я думаю, что можно найти какие-то общие такие элементы. Ну вот я уже просила вас, Анна Николаевна, нет, не Анна Николаевна, а Айталину Ахметовну просила, Сахаю Даниловну прислать нам в виде записи докладов, поскольку вот у нас интернет провис в этот момент, и очень плохо было слышно, и потом даже и связи не было. И когда вот будем выкладывать на YouTube, нам понадобятся ваши материалы. Пожалуйста, вот это сделайте. Потому что у Сахаи Львовны, как вот, Даниловна, я поняла, что очень интересно там вот приводится сравнение образ сравнения. И очень подробно там расписано, с чем сравнивается вот тематика образа сравнения. Это интересно было бы еще раз вернуться вот к этому материалу. Пожалуйста, аудитория, созрели? Задавайте, пожалуйста, ваши вопросы и ваши рекомендации, мнения. Есть вопросы? По-моему, Розалия Свандияровна там созрела с вопросами. Нет, пока, здравствуйте. Ага, к сожалению, я прошу прощения, Евгения Николаевна. Ага. У меня очень большая будет просьба к аудитории. В последний день, вот 20-го, будем принимать на заключительном заседании резюме нашего форума. Если есть предложения, если есть рекомендации, пожалуйста, напишите нам в чат или же на почту. Ну, любые способы найдите, пожалуйста, и выразите свое отношение к резюме. Очень важно принять нам определенное решение, которое будет реализовываться до следующего форума. Пожалуйста, еще какие-то есть выступления? Сегодня якутяне у нас выступили, очень интересные были сообщения ваши.
хотела спросить, вы между собой там обсуждаете вот ваши темы, выступления, статьи? Молчание, знак согласия. Да, это Марьяна Тимофеевна Сатанар, да, мы внутри Института исследований ОЛОНКО при Юго-Восточном университете вот обсуждаем вопросы, все вот наши идеи новые. В общем, делимся, обязательно делимся. Вот, знаете, в традиции Николая Васильевича было Емельянова, он был очень, скажем так, ответственным за подготовку томов Якутского фольклорного корпуса для серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока». Под его руководством все фольклористы вместе собирались и делали общую работу. Вот, например, КСДБ они готовили, вот я вам просто скажу такую технологию, он к каждому участнику авторского коллектива, каждому члену авторского коллектива дал задание сделать перевод КСДБ, свой перевод. А потом они сели все вместе и стали сводить воедино эти переводы. Представьте себе, вот какой хороший получился результат. То есть вот коллективный разум выработал тот перевод, который мы сейчас располагаем вот в КСДБ. Это том был первый том эпический в составе серии «Памятники фольклора». И вот это мне просто запомнилась, вот эта методика работы, просто она очень была такая плодотворная. И я думаю, что вот эти обсуждения, они, конечно, обсуждение научных работ и переводов, в том числе, конечно, способствуют вот принятию самого лучшего варианта. Есть у вас еще аудитория? Нас довольно много было. Так, в начале работы нашей секции было 20 человек. Сейчас я смотрю 15. Я думаю, что есть какие-то предложения, ваше мнение о прослушанных докладах. Так, у нас осталось немного времени, да? Ну что, тогда, если нет предложений, нет никаких дополнений, да, внимание аудитории, у нас после обеда в 14 часов новосибирского времени и в 10, нет, 15:00, да? Нет, 10 часов, получается, в 10 часов московского времени приступаем к работе второй части нашей программы. Здесь у нас будут выступать Дугаров Баир Саномович, Хандарова Ольга Владимировна, Султангареева Розалия Асфандияровна, Курбанов Мурат Какаджанович, Курбанова Джамиля Азимовна, Яковлева Маргарита Прокопьевна, Унру Софья Александровна, Сарбашева Сурна Борисовна, Паштакова Татуна Николаевна, это внутренняя Монголия, Хухато, Китай, Селеева Цаган Бадмаевна, Канунов Аркадий Алексеевич, Чистобаева Надежда Степановна, Арбачакова Любовь Никитовна, Мухамедзянова Лилия Хатиповна, Тучкова Наталья Анатольевна. И, пожалуйста, если кто-то не сможет выступить или же будет отсутствовать по какой-то причине, дайте нам знать, кто будет у нас в Зуме. Так, довольно насыщенный у нас получается, да? Если, как вы считаете, если вот так у нас осталось еще до часа немножечко времени, может быть, мы кого-то из докладчиков прослушаем? Потому что после обеда у нас довольно плотно получается программа. Было бы хорошо. Ага. Было бы хорошо, разумно. Давайте тогда, если Розалия Асфандияровна, может, вы готовы выступить? У вас... Нет, Видеодоклад здесь у нас мы включим, а вы произнесите ваш текст выступления. Есть желание?
Пока не собрано, Евгения Николаевна. Не собраны, да? Нет. Кто готов вот из докладчиков второй половины дня выступить сейчас? У нас в чате поступил вопрос, сейчас я зачитаю. Вопрос Кайталине Ахметовне про эпическую формулу о том, что зима по снегу, о том, что лето наступило. Так, Любовь Никитовна, задайте, пожалуйста, ваш вопрос, потому что тут не сформулирован ваш вопрос. Любовь Никитовна. Любовь Никитовна, включите звук. Включите звук. Так, у нее включенный звук? Не слышно? Любовь Никитовна, вас не слышно. Еще раз. А? Так. Любовь Никитовна, вас не слышно. Включите звук ваш. Так, пока настраивает Любовь Никитовна, пожалуйста, там еще вопросы. Хорошо, Любовь Никитовна, вы напишите в чат, я озвучу тогда вопрос ваш. Хотя бы вкратце, что там у вас с хронотопом получается? Эпическая формула о том, что это, наверное, касается формулы о том, что богатырь находится в пути, и он зиму узнает по снегу, а лето по пению птиц, да, жаворонка, там, сороки. Любовь Никитовна пропала совсем, нет. Она не сможет поступать, у нее видеодоклад. Кто? Любовь Никитовна? Ну вот, видимо, у нее будет проблема такая. Но она слышит меня или нет? Любовь Никитовна, пожалуйста, напишите в чате ваш вопрос. Только в описании пути она уже написала. Так, эта формула встречается только в хронотопе пути. У нас в выписи во время описания борьбы. Так, в описании... Нет, это в тюрко-монгольском эпосе, ведь это описание, эта формула встречается как раз вот в пути. Богатырь находится в пути столько времени, что сменяется время года. Зима сменяется лето, лето сменяется осенью, осень переходит в зиму. Обычно так. Почему вот в описании борьбы богатырей столько времени длится? Айталина Ахметовна, тогда поясните, пожалуйста, у вас вот я поняла, что Любовь Никитовна пытается задать вопрос о том, что формула, где богатырь по снегу узнает, что наступила зима, по пению птиц узнает, что лето, вот что-то еще написано. Где у вас встречается? Богатыри бьются, не замечая времени. Ну вот в описании борьбы богатырей в шорском эпосе богатыри столько времени бьются, что они не замечают времени. Вот там что там было, зиму. Это Лена Ахметовна. У вас встречается эта формула только в описании богатырского пути? Или еще в каких-то других местах общая формула употребляется? Что за связь у нас? Ее не видно в чате, то есть она не видна в группе. Она вроде бы оставалась, да? Нету в чате, да? 14 чат осталось. Ну понятно, видимо, покинула чат. Ну хорошо, тогда есть еще вопросы?
Так что, Любовь Никитовна, будем в рабочем порядке выяснять в личной переписке с Еленой Ахметовной. Есть еще вопросы у участников, у слушателей? Нет. Тогда все, на этом завершаем первую половину дня. Видимо, докладчики не готовы к выступлению сейчас. Будем работать по плану, по нашей программе. Тогда все, отключаемся. Там включить. Продолжаем нашу работу. Так, первым у нас идет Баир Санумович, но мы переставим тут следующую. У нас Ольга Владимировна Хандарова, кандидат филологических наук, научный сотрудник Института монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук, город Улан-Удэ. Тема выступления – графовый анализ системы персонажей бурятской косариады, образ шаманки. Пожалуйста, Ольга Владимировна. Здравствуйте. Разрешите, пожалуйста, представить вам доклад. Так, звук. Здравствуйте. Угу. Слышно, да? Хорошо. Ага, хорошо. Так, я представляю вам доклад графовой модели бурятской косариады «Образ шаманки», который является частью исследования, связанного с попытками применить методы математического моделирования для анализа персонажных систем, фольклорных и художественных текстов. И вот для сегодняшнего выступления мы подготовили такую вот попытку представить какие-то находки, связанные с вот применением этого метода к анализу образа шаманки. Коротко мне нужно пояснить, что имеется в виду под графовым анализом персонажной системы. Мы строим автоматическими средствами модель, которая отображает связи, существующие между персонажами в тексте. В данном случае это эпический текст. В качестве двух элементов системы выступают персонажи и связи, которые возникают между персонажами. Персонаж — это вершина, размер которой отображает количество упоминаний персонажа в тексте. Связь между персонажами — это совместное упоминание персонажей в пределах средней длины предложения в тексте. Так, это графовые модели, которые построены по полному тексту трех различных вариантов бурятской косариады. У нас есть варианты Мигенова Хирит-Благатской версии и варианты Дмитриева и Петрова, сказители Дмитриева и Петрова унгинской версии. Если поподробнее, вот вообще в целом мы хотели бы, анализируя образ шаманки, мы концентрировались на двух образах. Во-первых, это шаманка Шарахан или Шаракшахан, которая выступает в эпизоде проведения обряда совершения подношения богам, и образ Манзан-Гурме, прародительницы богов. И мы хотели бы обратить внимание на такие параллели, которые возникают между поведением шаманских и буддийских персонажей в системе, как они ведут себя в системе. Ну, вот прежде всего в варианте Имигенова, Хирит-Благатской версии, мы видим, что Малзан Хурмон Туадей попадает в кластер, в котором сконцентрировались небожители. Ну, это закономерное логическое поведение, вот, не в кластер с основными персонажами, где у нас находится там БСР, а вот отдельный кластер, здесь на этом слайде я ближе приближаю. В варианте Дмитриева.
Манзан Гурме также находится в кластере небожителей. Здесь же находится шаманка Шарахан Одигон. И здесь же возникает персонаж, который является буддийским персонажем, предположительно, Ихазейне Бурхан Букша. Он тоже попадает в кластер небожителей. При этом в варианте Петрова мы видим, что в кластере небожителей отсутствуют и Манзан Гурме, и Шабыган Шутыкте Бурхан, идентифицированный нами как буддийский персонаж. Они являются основными действующими лицами наряду с Абайгасером и находятся в оранжевом кластере. У нас Манзан Гурме и здесь Шабыган Шутыкте Бурхан. Однако шаманка Шаракшахан здесь на схему она не попала, потому что эта вершина не связана ни с какими другими персонажами, то есть она не упоминается в тексте в пределах длины одного предложения рядом ни с каким другим более персонажем, но персонажи этого же эпизода, Жаворонок, младший сын Хармосты, гашинские ханы, они попадают в кластер небожителей. То есть, предположительно, место шаманки Шаракшахан находится в кластере небожителей. Ну, то есть здесь вот прежде всего обращает на себя внимание, что те шаманские и буддийские персонажи, которые являются в каких-то эпизодах выступают как действующие лица, они склонны попадать скорее в один кластер персонажей, то есть находиться где-то примерно в одном и том же месте на схеме. И дальше подробнее хотелось бы рассмотреть эпизод, в котором шаманка Шархан исполняет обряд Тасли. Это единственный эпизод, где шаманка шаманка Шархан появляется в ряде и является действующим лицом. Когда на земле повысохли текущие реки с истоков и повысохли растущие травы с корней, стала чаша воды стоить 10 грошей, и чашка воды 5 грошей. Кашель, чехотка и болезни нашли. Шаманка Шаракшахан собирает слюни лежащих людей в чашу, слюни стоящих людей в чашу, и берет парня молодца, правдолюбца и невинную девушку, собирает чашу со слюнями людей, поднимается на песчаную гору. И дальше, если по тексту правдивого парня и невинную девушку на место действия посадила, соплями, слюнями совершила подношение творцам жизни, западного неба 55 тенгриев старшему отцу хану Хирмас Тенгрию, Шабыгану Шутыкте Бурхану, 1000 богов, воспитавшей Манзан Гурме в бабушке. Ее подношение услышано небожителями, и дальше разворачиваются действия, которые приводят к чудесному зачатию и земному рождению. На примере этого эпизода мы также видим какие-то связи, корреляции, которые возникают между шаманскими и буддийскими персонажами. В варианте Дмитриева шаманка делает подношение, после чего на небе проходит суглан, на котором небожители принимают решение отправить на землю светлячка Мухата Ниргая. Эпизод чудесного зачатия в данном варианте пропущен. Дальше просто происходит испытание светлячка, он побеждает 9 желтых дьяволов и 9 черных дьяволов, сходит на землю и рождается у Нарангохан и старика Сангалеха. В остальных же вариантах этот эпизод дополняется мотивом чудесного зачатия. В варианте Петрова, что интересно, именно в этом эпизоде единственный раз появляется буддийский персонаж Шабыган Шутыкте Бурхан, которого мы идентифицируем как Будду, в качестве действующего лица. После совершения обряда искалеченная земная мать, будущая земная мать героя Нарангохан идет по неизвестным следам и оказывается у порога дворца на вершине песчаной горы. Заглянув во дворец, она видит Шабыгана Шутыкте Бурхана, восседающего на троне, и хана Хирмаса, стряхивающего с себя снег.
Так, этот же мотив следов, таинственных следов, реализуется и в других вариантах. В варианте Шумилова шаманка Шархан совершает обряд саски, а после камлания устанавливает, кто станет земными родителями Гессера. Во время камлания в видении белой шаманки возникает высокий белый датан, на вершине которого сидит жаворонок. В одной из записей от сказителя Тушемилова земная мать Гессера Нарангухон Абхе идет по следам, которые ведут во дворец, и она видит Эсэгэ Малан Бабе, сидящего на троне, и хан Хурмасен, отряхивающего снег с одежды. В другой записи от сказителя Тушемилова Нарангухон видит во дворце белоголового старика с белой камышовой тросточкой. И также в других версиях, других вариантах унгенской версии. У Жетухаева шинные следы на снегу оставляет седой старик, живущий на вершине горы, отряхивающий себя снег. В варианте Жетухаева также действует буддийский персонаж Шибыгли Бурхан, который осведомлен о тяжелом положении людей и о причине несчастья и болезней на земле. Он советует хану Тюрмасу спустить одного из сыновей на землю, чтобы помочь людям. В монгольской версии в этом эпизоде фигурирует царь Гор. В варианте Васильева беременность старухи Сангален, земной матери Гессера, наступает после того, как она теряет сознание, увидев на вершине горы Сектесэмбэ страшную громаду, которая внушает ей ужас. Таким образом, мы отмечаем, что в эпизоде, в котором задействована шаманка, Шархан, Шарахан или Шаракшахан, также в ряду вариантов действующим лицом является Будда. При этом он стоит одним из персонажей в вариативном ряду: Будда, Эсэгэ Малан, белоголовый или седой старик, Хармуста, царь Гор или страшная громада. Также интересно, что именно шаманка и Будда являются взаимозаменяемыми в эпизоде, когда принимается решение об отправке одного из сыновей Хармуста на землю. В данном случае уже у нас действует не Шархан, а Манган Гурме, либо Эсэгэ Малан, либо Будда, либо в хирит-балагатском варианте за 1000 светлых бурханов. В целом, анализируя эпизоды с появлением шаманки, мы наблюдаем контаминацию шаманских и буддийских элементов в пределах одного эпизода. У нас возникают персонажи шаманка и Будда, которые в ряду в некоторых вариантах заменяют друг друга. Соединяется мотив камлания и буддийский храм, когда во сне или во время камлания видение посещает датсан, шаманку. Возникает мотив жаворонка, которого в монгольской традиции называют волшебной шаманской птицей. И в целом мы видим, что такой ключевой эпический эпизод, как земное рождение главного героя эпического, привлекает к себе мотивы, связанные вот с волшебным, чудесным участием в его жизни либо шаманского персонажа, либо шаманки, либо буддийского персонажа Будды в данном случае. Все, большое спасибо за внимание. У нас еще есть время задать вопрос. Вот у меня вопрос такого рода. Вот вы предприняли этот графовый анализ, и какой вывод? Вот вы построили это все, и к чему, и как это все применить? В данном случае вообще цели наших вот этих попыток применить графовый метод к анализу текста художественного является попытка найти именно на схеме, в модели, автоматическими средствами построенной, необычное поведение какого-то элемента системы, либо какие-то закономерности. После чего, обратившись к тексту, проверить возникающие гипотезы, либо опровергнуть, либо подтвердить.
Вот в данном случае обращает на себя внимание, что шаманский буддийский персонаж у нас, как правило, попадают в один и тот же класс. Последняя фраза. Попадает куда? Вот образ шаманки? В один кластер. Попадает в один кластер. В один кластер с кем? Шаманка и Будда попадают в один кластер. Шаманка персонажи. Ага, понятно. Да, то есть если в Хирит-Балагатском варианте персонажем, который аналогичен Будде, является 1000 светлых бурханов, он также выпадает в один кластер с шаманкой. Вот, Ольга Владимировна, когда вот так держите вы микрофон, хорошо слышно, а когда у вас вот болтается, звук уплывает или очень глухо слышится, поэтому вот имейте в виду, пожалуйста. Еще вопрос от Спасибо. Марии Владимировны Станикович. Пожалуйста, Мария Владимировна, задавайте. Я впервые увидела эти сети, и, по-моему, их придумал Ральф Кенна и Падрик Маккарон. Это как бы их интеллектуальная собственность. Я удивилась, что вы их не упоминали. Так, насчет теория графов — это обширная теория. В целом, когда мы пишем статьи, мы ссылаемся на теоретиков, разработчиков этого метода построения граф моделей. Ну вот просто казалось, что то есть это, у этой теории нет одного или двух авторов. Нет, я имею в виду, что впервые к эпическому сказительству именно связи персонажей, построение именно таких графиков, это впервые прозвучало в Петербурге на заседании, есть такое общество международное по изучению компаративной мифологии. Это было там, не знаю, в 13-м, наверное, году, это ежегодное собрание. После этого у нас была конференция в Ковентри в Англии, где работает Ральф Кенна и Падрик Маккарон. Вот. И я прошу прощения, вы не знакомы с их работами? Нет, я не знакома. Ну вот, значит, вы тогда дошли до того же собственным путем. Это очень интересно. Почему бы вам с ними не связаться? Они математики. И вот этот вот подход, они разработали это к началу 10-х годов. Впервые он был, как я сказала, доложен в Петербурге на этой конференции. Потом была эта конференция, которую вы легко найдете в интернете, называется она Maths Meet Myths. То есть математика встречается с мифами. Вот. И достаточно много публикаций на эту тему. Я думаю, что все-таки поле первенства в эпосе именно с именами принадлежит им. И то, что вы дошли параллельно до этой же вещи, это очень интересно, и им будет интересно, и вам будет интересно с ними связаться. Большое спасибо. Да, конечно, обязательно. С конкретным материалом, да. Мария Владимировна, спасибо за вопрос. Это очень важное дополнение. Это действительно очень интересно. Но я не знаю, вот, Ольга Владимировна, вроде бы вы когда приступили к этой теме? Мы вот с командой, с Эржаной Баировной Авишеевой и Федором Хандаровым работаем второй год над анализом персонажной системы. Просто, наверное, не очень репрезентативный получился доклад, поскольку в плане анализа именно образа шаманки. У нас есть очень такое вот наблюдение. Невнятно получилось, да, невнятно. Ну, начинали мы с того, что сравнивали полные графовые модели по полным текстам и увидели, что именно система показывает разную структуру версий Хирит-Балагатской и Унгинской
плане поведения персонажей в системе. То есть мы видим, что персонажи унгинской версии, раскиданные по хронологии, тем не менее группируются в какие-то кластеры, которые объединяют их. И в Эхирит Балагатской версии персонажи ведут себя совсем по-другому. Они группируются по хронологии. То есть персонажи, действующие в пределах одного какого-то эпизода из жизни ГСР, одной главы, одного сюжета, практически не взаимодействуют друг с другом. То есть это больше выглядит как ряд отдельно взятых текстов, соединенных именем главного героя. И здесь вот перевес доли упоминания имени главного героя намного больше. Только, Владимировна, у вас дополнение гораздо четче прозвучало, чем то, о чем вы говорили в самом докладе. Простите, уже мы вышли за время. Спасибо большое. Наверное, будут еще вопросы. Давайте в чате это задавать. И если останется время у нас вот уже после всех докладов, мы вернемся, наверное, к этой теме и обсудим, да. Слово предоставляется Баиру Саномовичу Дагарову, он подключился уже, да, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник отдела литературоведения и фольклористики Института монголоведения, буддологии, тибетологии Сибирского отделения. Баир Саномович, вам слово, пожалуйста. Так, здравствуйте. Слышите меня, да? Слышим, хорошо слышим. Добрый день. Ага. Слышим, видим. Ладно, так. Ну, вы тему мою объявили же, да? Хорошо, я сейчас скажу. Мифологические прологи в бурятской госариаде. Я думала, что вы скажете. Вдруг изменилась тема. Ага, давайте. Ну, тема, она маленько изменилась, но она по существу, она остается содержательно то же самое, поэтому я не буду акцентировать внимание на этой небольшой перемене в названии. Так, пролог как таковой явление очень интересное. И если сравнить эпическое пространство евразийских традиций, фольклорных традиций, то кажется, что бурятский пролог является как бы таким самобытным явлением, но включая сюда, конечно, и варианты тибетской госариады. Вот. Так вот, и монгольской госариады, естественно. Вот. И в бурятском эпосе пролог присущ только эпическому произведению о ГСРе. И это объясняется следующим образом, потому что госариада, бурятская госариада, она произведение очень построено на культовом отношении к главному герою ГСР, который является посланником светлых, добрых божеств, сыном Хормусты. И, естественно, борьба, точнее, сам эпос как таковой начинается с пролога, то есть с момента, когда, почему и как, каким образом ГСР, который является главным эпическим героем, да, вдруг появляется в эпосе. Все это объясняет сам пролог, где и происходит завязка всех эпических событий на небе, и которая получает разрешение на земле с появлением и рождением, точнее, эпос сына неба ГСР на земле от земной матери. Само эпическое действие. Так вот, надо сразу сказать, что в отличие от монгольских версий, от тибетских, ну, будем говорить о монгольских, поскольку бурятские и монгольские, они очень близкие, в принципе, они все происходят из давнего общего какого-то источника, да, поэтому типологически лучше говорить сравнивать бурятскую с монгольской. Вот. Бурятская госариада, пролог является совершенно таким самодостаточным явлением, несмотря на то, что он является прологом, то есть начальной частью самой госариады. И даже на это внимание обращали многие исследователи и считали, что вообще мифологический пролог в бурятской госариаде это явление совершенно такое уникальное, и оно именно соответствует тому тенгрисской эпической традиции, которая сложилась у бурят в силу того, что они как бы находились на периферии
Великой степи Центральной Азии сохранили многие элементы до буддийского мира, который оказал очень большое влияние, как мы знаем, на монгольские народы, и прежде всего на тибетцев и так далее. Да? В Бурятской Госаряде же это все сохранилось, и благодаря и это отчетливо и ярко проступает, проявляется именно прежде всего в самом прологе. А пролог, как таковой, стержнем пролога является битва западных светлых 55 божеств с восточными темными 44 тенграми или небожителями, или божествами небесными. Да? Вот. И сюжетным как бы предметом завязки, не завязки, а вот этого противоборства является борьба за центр, которая олицетворяет в тибетском прологе Цыган Сыбык Тенгри. Он занимает действительно срединную позицию, не относясь ни к западным тенгриям, ни к восточным. И вот для того, чтобы присоединить к себе Цыган Сыбык Тенгри, и начинается, собственно, и вот эта коллизия между западными и восточными тенгриями. Вот. Здесь в прологе очень подробно описывается все эти моменты вот этого этапа вот этой битвы, или ступени этой битвы, как она начинается, и в конечном счете апофеоз, который проявляется в битве самих главных тенгриев, то есть самого Хан-Хормуста Тенгрия и главы восточных тенгриев Атаулан Тенгрия. Идет очень интересная такая с привлечением всех тенгриев. То есть идет по приему трехкратного повторения, которое очень развито в фольклоре. То есть сначала как бы вступает в борьбу природные тенгри, то есть со стороны восточных, эти природные тенгри олицетворяют прежде всего тенгри или небожители, которые связаны там с туманом, с мглой, там, с сумерками, да. А со стороны западных тенгри их противниками являются уже тенгри ветров, различных ветров или этих воздушных стихий, под разными названиями. Тоже их 3. Потом вступает уже на втором этапе вступает в борьбу. Те западные побеждают, эти воздушные тенгри, метеорологические тенгри, по-другому говоря. Затем вступает в битву вступают уже батры или богатыри, само Хормусты, с одной стороны, со стороны западных тенгриев, и со стороны восточных тенгриев батры или богатыри, главы восточных тенгриев Атаулан Тенгрия. И, наконец, когда исчерпывается этот второй этап, где тоже опять одерживают победы вот эти западные тенгрии, ветровые тенгрии, да, то, богатыри западных тенгриев, то, наконец, на последнем этапе, заключительным апофеоз, уже я об этом сказал, вступает в борьбу, в поединок, именно в поединок, боевой поединок, единоборство, два главных тенгрия, Атаулан Тенгри с восточной стороны и Хан Хормуста, глава западных тенгриев. Их поединок очень красочно описывается в каждом из вариантов эпических унгинского пролога, унгинской версии Госаряды. И главное, что вот эти главные тенгрии, это тенгрии-всадники, они изображаются подлинными эпическими богатырями. Вот. И их описание, характеристика их выдержана действительно в лучшем стиле таких богатырских сказаний, греческих богатырских сказаний. Наконец побеждает Хан Хормуста, который расчленяет главного тенгри восточного и скидывает его, сбрасывает его останки на землю Замбии, Средней Замбии, обитель людей. И там из останков Атаулан Тенгри появляются разного рода
разного рода чудовищ, мангатхаи, отрицательные персонажи, и они наводняют землю, земля наполняется скорбью и злом, и бедами. И тут в Тенгри хан Хормузда видит, что земля переполнена страданиями, и поскольку, согласно мифологии, люди являются порождением или попечителями, народ, людьми, которые создал, которые опекает именно сам хан Хормузда Тенгри, согласно тенгрийской мифологии, то он обязан был предпринять меры, чтобы спасти людей, которых он должен обеспечить им безопасность. И тут совет происходит и так далее, и продвигается один из сыновей хана Хормузда, третий сын под именем Бухабелихта, в одном варианте, в другом варианте имеет другое название, одним словом, это на земле он получает имя, но свое новое ГСР. И вот это произведение, которое, кстати, как мне по времени? Времени сколько? 10 минут. 10 минут, хорошо. И вот это, и что могу сказать, в бурятских вот этих вариантах гасряды, они отличаются, вот именно небесный пролог, мифологический пролог отличается большой вариативностью. При, конечно, соблюдении основных сюжетных линий вариативность наблюдается очень высокая. И, что интересно, самая такая плодовитая версия, мы как знаем, это унгинская версия. И сказители, жившие в Унгинской долине, они буквально были соседями, где-то в километрах 10-15 друг от друга жили, да. Вот. И при этом, наверное, я думаю, общались и так далее. Но в любом случае они свои версии или варианты перенимали по наследству, по династии от своих предшественников там, или земляков, или по родственной линии и так далее. Зовут 3 наиболее известных сказителей вершинов, это Пьохан Петров, Папату Шемилов и Парамон Дмитриев, вот, представители именно не версии, вариантов унгинского пролога. У них пролог, в принципе, с содержательной главной частью, сюжетной частью он совпадает, и все действия учились одни и те же, но при этом в самом исполнении пролога наблюдается большая вариативность, вариация, что говорит о том, что, видимо, все-таки устная традиция, она именно диктует эту вариативность, она именно ее отличает от письменных и других вот этих версий письменного характера. И вот, но могу сказать, что эти прологи, они довольно большие. Допустим, пролог Парамона Дмитриева достигает почти 700 строк. Это, можно сказать, маленький улигер. И он, даже этот пролог, он даже в некотором нечисленном количестве, как бы, если говорить о стихах, то он даже превалирует над некоторыми главами из гасряды, исполняемой Парамоном Дмитриевым. Но я должен упомянуть обязательно о самом большом прологе в бурятской гасряде. Это вариант пролог Молькинской гасряды в исполнении сказителя Альфура Васильева. Он достигает где-то 3 с лишним тысяч поэтических строк, то есть это фактически, можно сказать, улигере, то есть это сказание в сказании. И вот там с большим размахом, с такой поэтической, с такой этой былинной или поэтической дыханием расписана вся предыстория ГСР через изображение мира небесных божеств. Так вот, говоря еще о прологе, надо думать, что пролог является просто такой важной частью самого эпоса, самой гасряды, потому что именно, я как уже немножко об этом сказал, именно в прологе начинается завязка всех тех событий, которые
находит воплощение уже в самом эпическом действии, когда появляется ГСР, и он выступает как подлинный эпический герой, рождаясь от земной матери, совершает детские подвиги, и борется, сражается и побеждает вот этих врагов многочисленных Мангатхаев, порожденных свергнутым с неба Атай Улан Цэ. И вот то начало, тот пролог, который небесный в самом эпилоге Гасариада, где главный герой одерживает победу и устанавливает мир и справедливость в мире людей. Ну, у меня примерно все. Да, Маир Санович, спасибо вам большое за ваш доклад, интересный очень. Как раз вот в последней части вы ответили на мой вопрос, который у меня как раз возникал. Насколько тесно связаны вот мифологические прологи с основным сюжетом ГСР? Как я понимаю, вот эти все прологи – это как бы мифологическая предыстория, да, получается, повествования ГСР? Именно мифологическая. Совершенно верно. Ага. Именно мифологический. Ну, я думаю, что вот вопрос, мне кажется, это такой вот, с вашей стороны, мне кажется, он, скорее всего, риторическим. Потому что очевидно, что пролог в бурятской Гасариаде, он органично связан с эпическим действием. Очень даже органично. А вот это альфоровский пролог, вот он, говорите, сказание в сказании. У вас не создается впечатление, что это может быть какое-то отдельное сказание, оно, скажем так, художественно прикреплено? Ну, такой вопрос тоже вполне, я думаю, это оправданный. Почему? Потому что когда Гасариаду читаешь, да, особенно вот когда читаешь самый наш, как бы считается, архаический вариант Эмигенова, маршрута Эмигенова, там, казалось бы, там иной раз сюжет идет очень плавно, органично перетекая одно в другое, и вдруг там встречается совершенно необычный сюжет. Ну, наверное, вы знаете, измена старшего богатыря, да, этого Ахсакалдая, да? С чего бы и как бы, это он как бы так вот застревает и все. Но, тем не менее, он присутствует. И вот этот как раз обстоятельство заставляет задуматься, что как, почему. Я, кстати, не буду загадывать, но я об этом уже как-то думаю, да, и мне кажется, что это связано именно как раз, еще раз, тот как бы сказать, пример, который указывает на древность Ихтиолбелагатской Гасариады. Да. Ага, спасибо, Баир Саномович. Немножечко, да, времени есть еще на вопросах? Небольшой вопрос, если кто-то хочет задать. 3 минуты осталось, да? Есть в аудитории вопрос? Если нет, то давайте будем переходить к следующему докладчику. Слово предоставляется Розалии Аспандияровне Султангареевой, доктору филологических наук, главному научному сотруднику Института истории языка и литературы Уфимского научного центра. Башкирский эпос в сказительской практике 21 века и его аудиовизуальные характеристики, опыт и методы исследования. Пожалуйста, Розалия Аспандияровна, вам слово. Спасибо, Евгения Николаевна. Всему форуму огромный привет, огромный салям. И всем здоровья, счастья. Весь мир сейчас, весь культурный мир нас слушает. И мы благодарим и благопожеланием произносим. Значит, мы творим добро. Яхшылык, который является главной идеологической, мировоззренческой формой подачи идеи Яхшылык в эпосе Урал-Батыр. Как же и в Гесере, и в Манасе, и в других эпосах. Я сделаю так, тезисно изложу свои мысли, а потом к концу продемонстрирую, попытаюсь видеоматериалы, чтобы моя мысль прозвучала, на самом деле заявлена довольно амбициозно, методой и так далее. На самом деле опыт показывает, что мы сейчас уже сработали какие-то методологические принципы работы с аудиовизуальным материалом.
Башкирский эпос в силу своего многообразия сюжетов, форм изложения, глубокой архаичности и неразрывной причастности к духовной жизни народа в природе еще в конце XX века фиксировался в активном бытовании и представлен в многочисленных томах «Башкорт халық ижады» и «Башкирское народное творчество на русском языке». Но выполненные в режиме техники того времени сейчас записи эпосов невозможно изучить ни с точки зрения языковой, ни мелостной, ни исполнительской практики и традиционных навыков народа. И поэтому аудиовизуальное исследование, спасительная техника 21 века нам на самом деле послужила очень большие дары и подарила, скажем так. Нами лично уже по аудиовизуальной фольклористике сделаны такие труды на основе хореографического фольклора 2009-2013, на основе певческого и эпического музыкального фольклора 2003, а также сказительства 2012. Аудиовизуальная фольклористика актуальна в целях комплексного сохранения бесценного наследия и обретения качественно нового фонда, который дает свидетельства, касающиеся особо важных ресурсов глубинной и масштабной их репрезентации, по возможности многоуровневого исследования и открытия новых пластов, как социопсихоментальность, антропологизм, этноидентичность, психологии фольклора, а также роль, поведение, соматика творца в культурном пространстве, передачи текста, этноэмоциональное и бессознательное и другие концепты. В современной аудиовизуальной антропологии, как самостоятельной дисциплине, закономерно и современно выделяется приоритет фольклора. Это Шакуров. История аудиовизуальной фольклористики восходит к первым десятилетиям XX века и связан с именем Рудольфа Пеха. Надо это отметить. Конференции аудиовизуальной антропологии и культурное наследие как Институт памяти Москва 2010. Фольклор в аудиовизуальных исследованиях Москва ИМЛИ 2019 подняли актуальнейшие вопросы разработки и внесли большой важный вклад в разработки, в решение проблем. Освещались проблемы записи нардского эпоса, финского, карело-финского эпоса и других. А также в работе уважаемого Владимира Леонидовича Кляуса справедливо отмечается об ограниченности методологических подходов, о недостаточном объеме монографических работ. И он ставит кардинальный вопрос далее, что с этим материалом делать. Вот в этой связи мы постараемся со своими тезисами ответить на некоторые эти вопросы. Особо значимыми на фоне исчезновения культуры и практики сказывания эпоса стали наши исследования видеофиксации объемных головных произведений фольклорной классики башкир, как эпос «Урал-Батыр» от Асмы Усмановой в 2012, 2013, 2011 годах повторной записи. Эпос «Заятуля Хаухалу» от Тугашевой Снегирёвой, 52 года рождения, запись 2019, 2000 по час 20 минут. Асма Усманова час 40 минут. А также двух версий эпоса «Заятуля Хаухалу» от Махмута Салимова, который живет в Ростове-на-Дону, и эпоса «Говорит 30 минут», а также от эпоса «Маян Халу Кулай Курпес» от Мамлеевой. Исполняет эпос 30 минут. Эпос «Ходы Курпес Маян Халу» также зафиксирован в 2010 году Гульнур Равильевны Хусаиновой от Каримовой в деревне Туратова Хайбулинского района. 15 минут исполнения. Все образцы уникальны тем, что аутентичны, исполнены в традиционном для башкирских сасянов стиле. Это чередование повествовательного и речитативно-стихотворного, напевного сказывания, логично выстроенная полная фабула сюжета. Эти видеозаписи – достоверные свидетельства о знаковых, базовых сокровищницах башкирского народа, демонстрируют элементы исконно национальной исполнительской специфики и феноменальности народной этногенной памяти об уровне состояния сказительских традиций, на каком они состоянии сейчас находятся. Фонд записи хранится в РЦНТ и личном видеоархиве. Коллеги, я сознательно оставляю
историю сохранения, историографию изучения, запись Урал-Батыры и эпоса Заятуля Каугалу, потому что учитываю время. Также хочу вспомнить имена Харисова, Киреева, Потанина, Даля, Султанова, Мажита Гафури, Вильмёш Прюле, который внес огромный вклад в изучение Заятуля Каугалу. Сейчас Заятуля Каугалу сохраняется в основном в Демско-Уршакском бассейне, там и является как бы местом рождения эпоса. На материале башкирского национального эпического фольклора мы попытаемся представить опыт анализа и методологию работы с видеозаписями и перспективой пользования. Аудиовизуальное постижение фольклорного историко-культурного текста дает огромную базу данных как о жанре самом, так и самом человеке, творце, носителе народных ценностей, его мировидении, психосоматике, творческой лаборатории, голосоведении, эмоционально-чувственном мире, также об особом статусе информанта на момент воспроизводства текста в культурном поле. Эти и те антропологические, фольклористические, социокультурные, этнографические арсеналы, работающие только в единстве для расшифровки замыслов синкретичного феномена в целом, и его носители как ценности не менее важны. На эти единицы еще мало обращается внимание. В процессе видеозаписи создается структурный ряд для фольклориста. Это фольклорный жанр, далее исполнение, далее трансляция, далее творец и характеристика, далее фиксация и характеристика аутентики, далее иллюстрации для изучения изнутри языка, мелоса, одежды, голоса, поведения и так далее. В этот же ряд вносим факт обучения на этом же примере следующего поколения сказителей. То есть это почти ответ на вопрос Владимира Леонида Кляуса. Неразрывное культурное единство, призывающее систематику междисциплинарного и углубленного изучения фольклорного факта. Это особо назревшая в современной науке проблема. И выделяем вот видеоматериал, который представляет нам основные параметры анализа аудио-видеоматериала. Первое – аутентичность наследия. Она устанавливается в процессе доверия к собеседнику, возможность полно описать историю преемственности, паспорт информанта, полный акт воспроизводства текста и так далее. Беседа с информантом требует особого этикета, такта и культуры слушания. Доверие носителю фольклора в передаче преемственного из уст в уста текста – это этикет ученого. Даже если текст разучен из книги, этот процесс сказывания представляет своеобразный акт из устной передачи ценностных информаций не суетного, не бытового, а общественно значимого культурного уровня. Это и есть акт вторичного или третичного фольклоризма, в свою очередь также являющегося ценным предметом этнокультуры, исследовательским объектом фольклора и фольклористики 21 века. Мы не знаем, как сказывали эпос 10 тысяч лет назад, какие знаки, символы, действия, телодвижения, шаманские ритуалы работали в передаче исполнения главных законов эпоса, как они сформировались далее. Каждое время вносит свои коррективы. Конечно, особо ценностны, сказывания, когда переданы они из уст в уста поколениями. Наши названные образцы, они все имеют свой паспорт и имеют память из 3 поколений, то есть от бабушки, прабабушки, прадеда и от муллы, записанные, то есть генеалогии своего рода записи эпосов. Визуальная фиксация четко отражает особенности традиции сказывания, характер бытования фольклора во времени и пространстве. Она выдает истинное состояние генной памяти как маркеры гражданственности и отчизнолюбия, неравнодушие человека самому себе, своему родному, в котором жили его предки. Человек, не потерявший связи с родными корнями и главной традицией в нем самом, он и есть наша главная опора человечества и будущности. Второе. Психоментальное, чувственно-эмоциональное состояние исполнителя требует от собирателя предельного внимания и уважения к состоянию фольклора-носителя. Аспект охватывает сферу здоровья, настроения, желаний, учет приоритетов информанта, быт и фиксирование с учетом этих данных.
Третье. Жестовые культуры и поведенческие стереотипы. Фиксируются любые телодвижения информанта. Жест умелого сказителя всегда информативен. По пластике устанавливаются нами иногда их функциональные замыслы, слова, связь с текстом, а также собственные, личностные, специфические детали, нюансы исполнения. Жест и пластический язык порой полнее, ярче передают замысел вербального компонента, не являются самоцелью и не противоречат природе жанра, если исходит естественно, как продолжение сказанного. Четвертое. Специфика отношения информанта к своему материалу. Степень достоверности, гражданской ответственности передачи произведения. Этот фактор связан с новым и с первым и исходит от него. Внимание требует то, что за время творческого акта, доверительной беседы, проявляются особенности, которые выдает информант в ходе общения только. История рода, история преемственности, хранение жанра, национальность, язык, межэтнические особенности и так далее. Пятое. Творческое проживание информанта в жанре. Оно почти не имеет универсалей. Каждый творец по-своему реализуется и воспроизводит знания. Зачастую информатор не сразу доверяет текст собирателю. Требуется долгая, доверительная беседа о его судьбе, жизни, истории его семьи и так далее. Таким образом, творец проводит не только проверочный тест, но и придерживается народной башкирской мудрости, не выкладывая мешок золота перед незнакомцем, а также соблюдает нормы табуирования, запреты не передавать святыни чужеродцу, не называть псуя священные понятия законы рода вне ритуала или истинных намерений слушателя. Так, дальше. Я всегда вспоминаю наши слова наших золотых ученых. Каждый ученый находит то, что ищет, говорили известные этнографы Наиль Бикбулатов и Раэль Гумерович Кузеев. В момент акта исполнения одно остается общим показателем для всех творцов. Это действо для них священно, духовно наполнено. Это акт высокого уровня общения, приносящий сторонам обоим радость. Как говорят сами информанты, дает омоложение души и облегчение от того, что передали завет предков аманат. Шестое. Реагирование собирателя и исполнителя на внекультурные явления. То есть вся атмосфера, бытовые занятия, состояние на момент записи, окружение родных, характер вопросов собирателя, общение и так далее. Этот фактор варьирует по обстоятельствам, которые бывают очень разнообразными. При всех отвлекающих факторах и моментах следует держать генеральную тему и заинтересованность информанта, его мысль, неотрывно ведя работу с генетической памятью, с пробужденной памятью, как они об этом сами признаются. То есть я сам, говорит, сам того не осознаю, почему, говорит, я вспоминаю все это в своей связанной речи. И методично задавая вопросы до конца работы получения результата. Седьмое. Фиксирование изменения облика творца от бытового в культурного, а также соматические, голосовые, речевые, поведенческие, физиологические компоненты, которые сопровождают этот процесс и которые важны для составления этнопортрета, целостной картины среды, места, пространства в их смысловой наполненности. То есть смена костюма, облика и так далее, все сюда относится. Сказитель осознанно, спонтанно входит в культурный мир, переодевается в национальный костюм, прибирает то место, где будет запись проводиться, проверяет свой облик в отражении в зеркале, иногда даже спрашивает, как выглядит. Но и если мы подходим сразу, информатор никогда не начинает сразу рассказывать. Сразу уходит за ширму привести себя в порядок. Смена костюма, часто фиксируемое нами действо, оно очень ярко выражает ценностное отношение фольклора-носителя к жанру, глубокое уважение к собирателю и к самому себе, и осознание себя частью народа, что требует от него достойного поведения и высокую ответственность к акту, почтительное отношение к культурной среде. Этот эпизод ничего общего не имеет, на наш взгляд, с тем, когда факт переодевания в костюм оценивается иногда как нечто постановочное или искусственное для момента записи. С этикетом и желаниями фольклор-носителя мы должны не только считаться, но и трепетно ценить это отношение, я думаю. Здесь проявляется то, что человек любит и себя в культуре, и культуру в себе.
Фольклорность и аутентичность акта не только в том, что передается текст в чем попало, как попало, бытовой, профанной деятельности и так далее. Это, конечно, тоже имеет место, это очень дорого. Факт передачи жанра — это акт культуры, искусства, эстетики. Уважающий себя башкир не исполняет. Сколько мне приходилось наблюдать в суе, возле печки и поношенном нечистом одеянии эпос или одонкёй, народная песня. Они, потому что все наполнены удивительной историей, трагичной историей башкирского народа. Башкир для этого создает место, атмосферу, настроение, подтягивает свою стать, внешность, выправку. Фольклор — вид высокого вдохновения благородных, рожден благородными и должен быть транслирован благородно. Это искусство народной души, глубоко избирательная, интеллектуальная работа благородного творца, к которому мы, фольклористы, этнографы, обязаны относиться с такой же пронзительной чуткостью и благородством. И последний момент — единичный мир творца как неотрывная часть общечеловеческих универсалей культуры. Носитель культурного текста выступает и как преемственник общечеловеческого достояния, и как защитник национального фонда, и как хранитель культуры речи своего языка и общей культуры. И, наконец, я еще 10-е отмечу. При переносе на бумагу необходимо фиксировать точную трансляцию творческого акта, слов, интонаций, жестов, настроения, повторов, если даже это нарушает органику повествования. Потому как фольклор и передача фольклорного наследия не есть только преемство завета, священных знаний предков по требованию ученого. Исполнение народного жанра есть демонстрация чистого сознания, сакральный акт личностной преданности ценностям народу, земле. Это и зримый священный вклад в арсенал мощных энергетически вербализованных моделей общей силы миротворения Всевышнего. И я вас призываю, вы хотели показать еще о том, что с этим делать, просто я отвечу только по практике. Вот Владимир Леонидович вопрос задал, а что с этими записями делать? Я думаю, можно применять в учебной практике для сказителей в школах, в вузах. Своего рода эти записи являются аутентичным хранением, аутентичной передачей традиций сказывания. И в этом плане очень ценны. Ну а далее для ученого они прекрасный материал для полновесного изучения, которых я перечислила. Если я сейчас могу, Евгения Николаевна, на 3 секунды включить видео. Да, давайте недолго. Видно, да? Да, слышно. Так, это... Вы там должны показать? Не видно вашего экрана, не видно. Не видно, да? Демонстрации нет? Не видно, да? Нет. Вот сейчас видно. Видно, да? Экран виден, а сам сюжет где? Gerek doğaldan bilmeyen, savaştan bilmeyen, kurtu bardan bilmeyen, kavutuyuna tüy. Я вышла, да? Я вышла из связи, да, Евгения Николаевна? Нет, вы-то есть, вот видео ваше мы можем тут запустить. Я сама запускала, постаралась. Ну вот, F5 нажмите тогда, вы не поделились с нами. Ух ты, сейчас. Что-нибудь видно или нет?
هو قدم غس أي تعلم إني يرول يبركور يرول وتم الهيا وهالر başına kıyamet alırdı. Eğitim dışından havalı bunu yivermeyi. Yivermegesi Наверное, достаточно, Евгения Николаевна. Да. Еще есть у вас? Ну, дальше уж не буду, ладно? Все, хорошо. Спасибо, Спасибо, Розалия Асфандияровна, за ваш интересный доклад. Очень интересно и очень по существу ваше замечание. Следующий тогда будет следующий. Вот если время останется, то в конце мы будем обсуждать еще, говорить. Розалия Асфандияровна, поэтому примите обсуждение. Слово предоставляется Курбанову Мураду Какаджановичу, город Ашхабад, старший преподаватель кафедры истории и музыки Туркменской национальной консерватории имени Кулиевой. У нас есть запись, да? Запись. Сейчас включим запись его доклада. Тема моего доклада – шаманские истоки в эпических сказаниях тюркоязычных народов. Происхождение эпических жанров тюркоязычных народов связано с практикой общения древних шаманов с духом ушедших героев. Как свидетельствуют данные истории и антропологии, древнейшие предки тюркских народов сформировались еще в эпоху неолита. В первом тысячелетии до нашей эры тюркские языки достигли значительного развития и появились отдельные тюркские этносы. В доисламских религиях шаманство играло важную роль. Под термином шаманизм исследователи обычно понимают совокупность религиозных воззрений. Многие другие востоковеды, в том числе Мичурин, Радлов, Валиханов, считали шаманизм древнейшей формой религии. О происхождении самого слова «шаман» до сих пор идут споры. В Туркменистане словом «бахши» обозначает народного певца, тогда как у других народов Центральной Азии слово «бахши» или «бахсы» означает «шамана». В основе деятельности и ритуального поведения шаманов лежит сложившиеся в древности культурные стереотипы и обрядовые атрибуты. Многотысячелетний опыт поколений, закрепленный в соответствующих обрядах и магических заклинаниях, лег в основу, впоследствии в основу мифических легенд и преданий. На ранних стадиях развития человеческого общества народная поэзия сопровождала магические обряды, совершавшиеся членами родовых сообществ, которые верили, что с их помощью можно обеспечить роду благополучие в войне, охоте или совместном труде. Отсюда вера в магическую силу песни и обычно в первобытном обществе совмещение профессии певца и колдуна. Когда шаманство было вытеснено исламом, и шаман как религиозный жрец уступил место мулле, туркменские бахши сохранили основные атрибуты шаманства – музыку и пение. В истории туркменской культуры народный певец стал играть роль хранителя и распространителя эпических жанров. В Туркменистане можно найти множество гробниц бахши, которые почитались как святыни. Например, гробницы покровителей музыки и музыкантов Ашик Айдын Пира и Баба Гамбара. В туркменских эпосах и дестанах языческие представления и верования духов покровителей предков выступают на первый план. Среди туркмен популярны легенды о том, что народным певцам бахши покровительствуют эрены. С пережитками подобной веры связано распространенное во многих дестанах
предания о поэтическом вдохновении, как о чудесном пророческом даре, внушаемом свыше. Например, в Дестанах Неджевоглом, Асли и Керем, Шасенем и Гариб. Предания о чудесных похождениях и подвигах прародителей огузов содержат родословные туркмен Рашидаддина и Абулгази, а также эпические сказания огузов, цикл Огузнама. Героями этих памятников являются родоначальники огузских племен Савор Казан, Баяндур хан и другие. Элементами шаманизма это духи покровители, небесная красавица Пери, конь и находец, который наделен чудодейственной силой, святое дерево, могила белого Ишана, Ак-Ишанджан, 40 эренов, пронизан и эпос Горовы. Святые, явившиеся герои во сне, сообщают ему, что он должен жениться, и называют его избранницу Пери Агаинус. В сказочной стране, куда Горовы отправляется, чтобы отыскать свою невесту Пери, его ожидает масса приключений. Интересно, что неземные существа Пери в эпосе напоминают туркменских девушек. Им присущи все достоинства и пороки людей. Проявлением древней эпической традиции являются и чудесные свойства, которыми наделен конь, град, боевой товарищ Горовы. Культ коня – важнейший атрибут в туркменском народном творчестве, о чем свидетельствует пословицы «ат-дофи, ата-доф», что означает «друг коня, друг отца», или «эфир-тур атанугор, аттанзон атаны». Встав утром, поклонись отцу, после отца скакуну. В фольклоре и древних верованиях тюркоязычных народов, а также в угузском эпосе «Книга моего деда Коркута» сохранились предания о святом покровителе шаманов и певцов. По мнению Бартольда, Валиханова, Жермунского, в этих сказаниях Коркут выступает в роли азана, бахши-заклинателя, сохранившего черты домусульманского шамана. Азан – вещий старец, слагающий песни и сказания о подвигах древних огузов. Таким образом, покровительство Коркута певцам и шаманам дает основание утверждать, что в основе эпических сказаний тюркоязычных народов лежат не исламские мировоззрения, а древние шаманские культы. Спасибо за внимание. Спасибо. Жаль, конечно, что мы не сможем задать вопросы докладчику. Из Ашхабада есть у нас еще второй исследователь. Это Джамиля Азимовна Курбанова. Туркменские бахши, потомки агузских азанов. Джамиля Азимовна – кандидат искусствоведения, начальник управления нематериального культурного наследия Министерства культуры Туркменистана. Пожалуйста, включите тоже. Джамиля Курбанова, Туркменистан. Туркменский народ является непосредственным наследником музыкальной культуры как автохтонных жителей древнего Туркменистана – парфян, маргианцев, герканцев, хорезмийцев, сакко-массагетов, так и древних тюрко-агузских племен, сыгравших решающую роль в этногенезе туркмен. Самые ранние сведения о музыкальной культуре предков туркмен дают памятники материальной культуры Парфии, Маргианы, Хорезма, содержащие изображения целого ряда струнных, духовых и ударных музыкальных инструментов. Все они активно использовались жителями древнего Туркменистана в ритуально-культовых действиях, связанных с религиозными и календарно-земледельческими обрядами и праздниками. Образование в XI веке на территории Туркменистана Великого Сельджукского государства сопровождалось активным миграционным движением огузских племен, которые впоследствии образовали ряд самостоятельных государств.
Своих эпических сказителей угузы называли озанами. Происхождение слова «озан» исследователи связывают с древнетюркским словом «уз», которое, кроме значений «красивый», «искусный», «хороший», использовалось и в смысле «художник», «мастер, обладающий искусством». Родословная угузов сложилась на основе племенных генеалогических легенд, в которых описывались деяния и подвиги предков-героев. Объединение родственных племен было оформлено общей родословной. Племена осмыслялись как потомки прародителя угуза. Туркменское эпическое творчество гармонично объединяет в себе поэзию, музыку, прозу. К VI-VIII векам относятся эпические сказания угузов, именуемые термином «однама». Богатым источником по изучению культурной жизни предков туркмен является угузский героический эпос «Коркудата». Монументальный эпический цикл дает не только ценные сведения о музыкальной жизни угузов, но и сам является результатом творчества озанов. Мудрый старец Горкут является главным озаном эпоса, слагающим песни о подвигах угузов. Кроме обязанности сказителя, Коркуту предоставляется честь нарекать именами агузских юношей, руководить всенародными торжествами. Озанским искусством владеют и другие герои эпоса, что указывает на особую популярность озана в народе и его роль в духовной жизни угузского общества. Композиционное строение эпических произведений представляет собой чередование прозаических и стихотворных частей, исполняемых в виде песен. Угузские сказители исполняли свои произведения в сопровождении гупуза. Смычковый колкобас до сих пор бытует у казахов и других народов и считается древним инструментом коркута. Согласно исследователям, Коркут в эпосе выступает как легендарный патриарх угузов. Он создатель и в то же время герой эпоса. Эпические клише типа «Коркут взял в руки гопуз и спел» или «Посмотрим, что он спел» показывают, что сказания исполнялись озанами именно как песни. В эпосе упоминается и ряд других музыкальных инструментов, таких как сурной, бору, нагара, звучавших на семейных торжествах и во время боевых действий угузов. Главный персонаж эпических сказаний – Озан Горкут – прототип современных Бахши-Дестанчи. Народные сказители являются хранителями произведений устной и письменной литературы. Начиная с XV века туркменские бахши всецело становятся носителями традиции угузских озанов. Слово «бахши» в значении «учитель», «наставник», «писарь» встречается в языке многих народов. Продолжая традиции угузских озанов, Бахши-Дестанчи заимствовали от них сюжеты, на основе которых создавали новые эпические произведения. Туркменские бахши до сегодняшнего дня сохранили живую традицию исполнения эпического наследия древних озанов. Эпосы Горкудата и Гойроглы, десятки народных дестанов, среди которых Шахенем и Гариб, Неджеоглан, Саят и Хемра, появились именно благодаря деятельности народных сказителей, внесших огромный вклад в развитие эпического жанра. В большинстве дестанов, как и в эпосе угузов, главными героями выступают сами бахши, нередко именуемые словом «ашик», а их искусство обладает магической силой. Важным структурным элементом в эпосе и дестанах является народная песня. Постепенная динамизация эпических песен, осуществляемая на протяжении всего произведения, способствует раскрытию музыкальной драматургии туркменских дестанов. Таким образом, у тюркских традиций есть общее наследие. Подвижный образ жизни кочевых племен способствовал распространению эпических сказаний угузов на огромных территориях. Культурные контакты создали своеобразный симбиоз традиций. Формульный стиль, чередование прозы и стихов, манера исполнения и тесная связь между певцом и шаманом являются важными атрибутами этого наследия. И сегодня эпические жанры, как неотъемлемая часть современной музыкальной культуры туркмен,
доставляет истинное наслаждение своим носителям и слушателям. В заключении своего выступления я бы хотела предложить вам прослушать фрагмент туркменского эпического сказания в исполнении самого юного Бахши-Дастанчи Бакы Реджепова. 4-летний сказитель исполнит эпическую песню «Тыллатенің ашқанға». Большое спасибо за внимание. Спасибо. Жаль, конечно, что этого мальчика мы вживую сейчас не увидим. Замечательно просто. Спасибо, Джамиля Азимовна, если вы нас слышите. Ну вот мы в видеозаписи, к сожалению, слушаем ее доклад. Ну, замечательно просто. Пока подойдет Маргарита Прокопьевна Яковлева, сейчас пока ее нет в зуме, слово предоставляется Софье Александровне Унру, кандидат культурологии, доцент кафедры этнокультурологии Института народов Севера Российского государственного педагогического университета имени Герцена, город Санкт-Петербург. Софья Александровна, пожалуйста, вам слово. Мой доклад посвящен военной культуре, героических сказаниях народов Севера, Сибири, Дальнего Востока. А скажите, пожалуйста, вот этот тайминг это для меня, да, 19? Да. Это такой регламент, да, правильно понимаю? Спасибо. И проанализирован был фольклор нескольких этнических групп, и было очень интересно сравнить, каким образом, да, отражается отношение этноса к войне через фольклор. В адвентистском фольклоре отражен период войн с конкретными историческими временами, тямбитами, беспедирами, представления о врагах, связанных с исчезнувшими народами, когда-то бывшими противниками венков. И обычно они в фольклоре проявляют коварство, нападают во сне, опоив героя или соблазнив его сестру. Таким образом, и фольклорные произведения транслируют осознание этноса, вреда, приносимого войной. Присутствует особая формула, которая порицает противостояние. Например, в сказании Евтисмондия «Богатырь» описываются разрушительные последствия битвы. Разбегаются дикие звери, не размножается домашний скот, не растут деревья, вянет трава, не выдерживают больные и слабые, не рождаются дети. И к прекращению битвы призывает обычно высокостатусный персонаж, например, царь венков.
Услышав о таком разрушении, пришел родившийся на верхней земле глава далекой страны, князь великого народа, царь Венков, и ласковыми словами начал уговаривать, прося: если не послушаетесь, не выдержит дух хозяина этой глинистой страны, если он рассердится, наверняка будет худо. Вы сами не сможете искупить свою вину за разрушение, поэтому, несмотря ни на что, кончайте битву, говорить. И такие персонажи обычно увещевают героев закончить битву. И как это может фигурировать, например, старшая дочь Солнца, которая такой же разновозного с героями: не переоценивайте себя, пожалейте растительность, мало детей. И бесчисленный скот всех 3 сидит земли, говорит она. В преданиях Венков транслируется запрет на убийство. Например, побежденный герой говорит, что победитель опорочит свое безвинное имя, убив человека. В чукотских преданиях о военных столкновениях, которые называются самим народом времен раздоров вести, дается представление о военной культуре целого ряда народов, поскольку в этом регионе чукотские соседствовали чукчи, эскимосы, коряки, пельмены, керики, чукчулены, и это обусловило постоянные контакты, и не всегда они были мирными. Народы объединялись в борьбе против других двуголей и стада оленей. Вот. И герои предания защищают честь общины или семьи, соблюдая обычаи кровной мести. Это приводит к нескончаемому кровопролитию. И известный фольклорист Метоскин выделяет 23 день войны против хорошо знакомых соседних народов, с которыми воевали цивилизованными средствами, и против постоянных врагов, которым испытывали закоренелую ненависть и вели войну на поражение. Отношения между чукчами и коряками были довольно сложными, и в сказаниях содержится информация как о мирном существовании этих народов, так и о конфликтах, когда находится такой человек, который провокатор, да, и он обвиняет одну сторону в том, что она напала на другую, провоцирует конфликт, и заканчивается предание тем, что такой провокатор бывает наказан. И самое интересное, это такой персонаж, как сестра одного из героев, Кэтгы. Это сестра героя Кунлилю, которая призывает к прекращению таких войн. Она обходит стойбища разных народов, и в каждом из этих стойбищ она рожает ребенка, и родив, идет дальше. В фольклоре это звучит так. Вырыли керики ей возле полога яму, приготовили место спрятаться, так она и жила, женился на ней один керик, и она там родила в яме девочку. Когда стали враги приближаться, убежала. Куда не придет, везде ее прячут. Там опять кто-нибудь на ней женится, опять она родит, и как только родит, говорит тамошний: никогда вам не придется победить Кунлилю, давайте-ка лучше перестанем воевать, хватит. Пусть все люди живут в мире. И так она обошла всю землю, и только тогда наступил мир. Куда бы она ни приходила, женились на ней, она рожала, обошла всю землю и прекратилась война. То есть вот в этом сюжете жизнь и созидание символически противопоставлены смерти и разрушению. А женщина, объединившая враждующих кровными узами, является аллегорией мира. И такие предания о попытках заключить перемирие бытуют среди чукчи до сих пор. И одна из наших студенток, Самира Асадова, записала у своей бабушки Темнеквиной такие предания о перемириях. И они изданы в нескольких ее книгах. Также мы рассмотрели фольклор русских угров, и военная культура хантов и манси имеет свою историческую специфику и также хорошо представлена в фольклоре. Не всегда мирные контакты хантов и манси с немцами, с якупами, русскими, помижемцами отражены в героических сказаниях и сказках. И основные темы героических сказаний – это военные походы, богатырей с целью сватовства, либо кровной мести, столкновение из-за оленей на почве территориальных претензий. И обычно в фольклоре русских угров зачинщиками войны выступают немцы.
сказание нападения немцев, война заканчивается перемирием, но все немецкое стойбище 100 чумов вымирает из-за неизвестной болезни. И также здесь бывало и об очень кровной мести. Но вот одно из сказаний заканчивается тем, что казанские ханты и северные немцы поклялись не воевать друг с другом. Также часто фигурируют шаманы в разрешении военных конфликтов. Обычно они напускают какой-то, значит, страх на врагов и также принуждают их заключить в результате перемирия. Как отмечает Лукина, в преданиях опытных угров присутствует мотив замирения. И в некоторых рассказах подчеркивается, например, что остяки с Ермаком не воевали. И вообще современному населению присуще понимание необходимости жить мирно. И один из рассказчиков так заканчивает повествование о прошлых военных столкновениях. Сейчас немцы, ханты все вместе живут. В прошлом немцы нападали, воевали с Манси, детей и женщин уводили в плен, отбирали оленей. И по сообщению абдурского заседателя Кудышевского, около деревни Пашировцева была заключена клятва вечного мира между остяками и самоедами, скрепленная человеческой кровью совместной трапезой, священной лиственницы, на обрубленной вершине, которые были оставлены остатки жертвенной пищи. И после этого постепенно военные конфликты стали утихать и сошли на нет. Мировым соглашением заканчивается сказание богатыря Связной также, которое повествует о столкновении с Якупами богатыря предка хантов и Васюгана. Описаны, значит, в фольклоре и войны хантов с русскими, которые также завершаются миром по приказу Белого царя, который был очень рассержен, значит, тем, что его войско принесло голову золотоволосого хантыйского князя. И Белый царь сердился, за что убили этого князя, прекращать все войны. Таким образом, в сказаниях народов Севера транслируется ценность мирной жизни, отрицается война. И отношения множества народов, проживавших на территории Сибири и Дальнего Востока, складывались столетиями. Их связывает не только история борьбы за территорию, брачных торговых отношений, богатырских состязаний. И фольклор сохраняет память об истории контактов с ближайшими соседями, войнах с ними, представление о важности мирного сосуществования. И через описание этики ведения военных действий, формулу призыва к миру, фольклор формирует культуру межэтнического взаимодействия. И в результате каждый этнос находит свое место в мире, способ адаптации, который позволяет ему успешно существовать в этнической среде. Спасибо большое за внимание. Я так понимаю, что этот регламент предполагает еще вопросы, да? Да, если будут вопросы, пожалуйста. Софья Александровна, спасибо вам за доклад ваш. Военная культура. Скажите, пожалуйста, в институте на Дальнем Востоке, в институте истории и этнографии, археологии и этнографии народов Дальнего Востока, там, по-моему, занимался тоже военной культурой, забыла фамилию сотрудника. Вы смотрели? Нефёдкин, да? Как? Военная. Военная культура, по-моему, даже в фольклоре, по-моему, называлось, что-то вот так. Роман, вот вспомнила имя, Роман, а фамилию не помню. Нефёдкин. Нефёдкин, по-моему, да. Кажется, так. Ну, было интересно сравнить разные этносы и их подход к этому вопросу. Но чукчи в фольклоре, конечно, самый воинственный, кровожадный. Он, по-моему, писал о нанайцах. И, да, он о коряках он говорил и о нанайцах. Ну, ладно, вот если будет интересно, надо потом найти эту ссылку. Я просто вот на памяти вспоминаю, что была такая работа у него. Вопросы, пожалуйста, аудитории к Софье Александровне, к докладу ее интересному. А у вас это специальная ваша тема? С чем это связана, эта тема? Я занимаюсь ивенками, собираю мифологические рассказы ивенков, но участвовала в одном из грантов РГНФ,
который посвящен был межэтническим отношениям, отраженным в фольклоре. И мы охватывали народы Арктики, и интересно было посмотреть, как в фольклоре отражено именно представление о соседствующих этносах, о взаимоотношениях с ними. Вот. Такой большой материал, и в том числе вот эти отношения они были и такого конфликтного характера, поэтому здесь я представила именно часть этого его исследования по гранту ДНР, которое посвящено именно военным действиям. Но есть еще там взаимоотношения, как состязания, да, взаимобрачные отношения. Очень интересные отношения венков с якутами, которые отражены в фольклоре. Да. Там как самопрезентация этноса в фольклоре, отражение характера, да, в результате мы видим тоже, как этнос, он, сравнивая себя с соседними этносами, какие качества в себе выделяет. Допустим, венкийский богатырь, да, очень сильный, но добродушный, простой человек. И якуты хитростью, коварством побеждают, хотя он во много раз сильнее, и они не могут даже натянуть его лука, да, семером. Вот. У обских угров всегда подчеркивается, что герой должен быть хитрым, он хитростью преодолевает все препятствия. То есть это, допустим, нападение в ночи на спящих, это, значит, побег из плена, одевшись в женскую одежду. Вот. В общем, обязательно это вот какие-то такие военные хитрости, что, вот, например, Венкин, когда для них хитрость, это свойственно злым духам аварии. Вот. Вот те аварии, с которыми они борются, да, вот они хитрые, даже подчеркивают формулу, что хитрые, как тучи аварии. Да, пришли. Венкийский богатырь никогда не проявляет хитрость, он прямолинейный, прямодушный. И очень интересно, что у самого народа вот можно как раз отметить и сейчас, да, что такая прямота, простодушность венков, да, вот, она до сих пор наблюдается мной, например. Вот, а у чукчей там, значит, вообще вот такая вспыльчивость и кровная месть, да, отражено тоже в таком фольклоре, черта характера, да, Да. Да, действительно, вот несказочная проза, особенно у народов Дальнего Востока, коряков, чукчей, она сплошь пронизана вот такими мотивами, очень богатая. Ну и также здесь, в Западной Сибири, у финно-угорских народов тоже, у хантов и манси тоже столкновения, какие происходили с другими племенами уральскими. Это тоже, да, несказочная проза в этом отношении очень она изобилует такими мотивами. Спасибо. Да. Можно вопрос? Да, конечно, да. Вопрос можно? Ага, пожалуйста. Спасибо, Софья Александровна. Плохой был звук, но тем не менее хочу задать вопрос. Фиксируются ли вами обряды, военные обряды перед боем для вдохновения, для поднятия духа, крепости духа и так далее? Наверняка они, если в материале эпоса нет, то вами, наверное, как-то обращаете на это внимание. Есть ли у вас на это данные? Если смотреть фольклор именно, да, я внимательно прочитала и фольклор обских угров, и венков, и чукчей вот, на предмет, да, что связано с военными действиями. Только у чукчей это фиксируется, там с детства вообще тренируют детей, метая в них там стрелы с огнем, или как бы они носят тяжести с детства, тренировка идет, да, вот, и выносливость и переносимость боя очень важное качество. Да? То есть там в одном из сюжетов герой, значит, ранен, и ему отрезают губу, чтобы проверить, жив он или нет. И он терпит эту боль, терпит, в результате остается в живых, и потом мстит. То есть вот только в такой форме, чтобы специальная какая-то именно перед боем была, да, тренировка или настрой себя, такого нет. Но есть продолжительная подготовка к тому, чтобы воевать. То есть даже девушки в чукотском фольклоре, это богатырши, которые бегают с камнями вдоль берега, чтобы, например, потренироваться, да, и поселяются отдельно, и там они тренируются, готовятся именно к боевым действиям. Вот. Спасибо. Еще будут вопросы? Пожалуйста. Нет вопросов, да? Тогда переходим к следующему докладчику. У нас Сарбашева Сурна Борисовна должна выступить с докладом «Этикетные традиции в алтайском героическом эпосе».
Сурна Борисовна, кандидат филологических наук, декан факультета алтаистики и тюркологии Горно-Алтайского госуниверситета. Пожалуйста, Сурна Борисовна, вам слово. Сурна Борисовна здесь была? Сурна Борисовна, вот я вас вижу, но вы включите, пожалуйста, микрофон. Сурна Борисовна, да, включите микрофон, пожалуйста. Так, что-то какие-то проблемы технического плана у нее. Хорошо, пусть она пока готовится. Сурна Борисовна, мы вам дадим слово, тогда вот сейчас заслушаем Паштакову Татуну Николаевну. Это аспирант Университета внутренней Монголии Китайской Народной Республики Паштакова Татуна Николаевна. У нее доклад «Общие культурно-исторические истоки алтайского героического эпоса Джангар и монгольского эпоса Джангар». Пожалуйста, Татуна Николаевна. Добрый день, меня слышно? Слышно, хорошо слышно. Угу, давайте. Добрый день, я являюсь аспирантом внутренней Монголии. У меня тема доклада алтайского статьи «Алтайское эпического творчества» в рамках репертуара алтайских эпических сказаний рассматривается именно Тянгар и вопросы сопоставления сюжетных линий, историографии, сходства с другими текстами, то есть именно монгольских народов. Тянгар — это аутентичное произведение традиционных алтайских сказаний, и то есть намечает перспективы именно сравнения сопоставительного анализа и фиксации зафиксированными вариантами калмыцкого и монгольского эпоса Джангар. В традиционном алтайском творчестве наиболее уникальным и приоритетным выступает сказительское искусство, то есть исполнение героических эпосов, сказания горловым пением кай, истоки, которые уходят глубоко в древность. И именно здесь нужно учесть, что именно 50-е, 80-е годы 20 века шло активное фиксирование, проведение записей фольклористами, исследователей текстов героических сказаний. И здесь большое количество сказителей — это Алексей Григорьевич Калкин, Николай Улагашев, Николай Кукурыш-Ялатов. И на сегодняшний день имеется более 200 записей, которые переведены, опубликованы на русский язык и другие языка. Эпос Джангар привлекает особое внимание исследователей России и стран зарубежья. И как здесь было отмечено, что именно сложение алтайского героического эпоса представлено в новом видении, то есть в этот период господствовал на Алтае именно период Джунгарского ханства, то есть западных монголов, ойратов, именно это 15-18 века, которые содержат в алтайском эпосе след монголов и ойратов, то есть это более ранние эпохи и поздние наслоения. То есть алтайский эпос содержит в себе не только наслоения различных исторических эпох, но и черты эпоса характерны для отдельных племенных и народов, участвующих в образовании алтайских племен. И здесь, то есть, идет именно эпос Джангар, который является не только в Монголии и в Китае, но и тюркоязычных народов. Это на Алтае, у тувинцев тоже имеются такие факты. Именно первым, наверное, был исследователь Потанин. Он у Улагашева записал текст, что на Алтае бытует текст Джангар именно в 1942 году, что он схож именно с монгольским Джангаром, и туда входит 9 былин. Далее нужно отметить, что именно после вот этого текста Улагашева уже в 70-х годах Сазон Самович Суразаков он выступил в Республике Калмыкия в 1974 году, что да, на Алтае имеется свой героический эпос Тянгар, который включает в себе 77 сказаний. Ну а последующим, конечно же, это является наш большой сказитель Николай Кукурыш-Ялатов, от которого было записано вот современный Тянгар. Записывал его фольклорист-сказитель Танспай Бахсурыш Шинжин с 77 по 80-е годы. И оно является самым большим
эпосом на Алтае, который имеет более 36 тысяч строк. И потом уже в дальнейшем Николай Кукурыч-Ялатов сам говорил, что он схож и идентичен вместе с калмыцким джангаром, монгольским джангаром. И сам Танспай Буксурыч Шынжин тоже говорил, и они вдвоем выступали в 1990 году в конференции в Елисте, и он был записан именно тоже в Калмыкии. А в дальнейшем, если рассматривать, то здесь именно идет тоже именно генетическая память. Если мы рассмотрим родословную Николая Кукурыча-Ялатова, она исходит к легендарному, то есть легендам сыновья Салтона про Карамайманов, что первопредки Николая Кукурыча-Ялатова прибыли из верховьев Иртыша, то есть Синьцзянь-Угорского автономного округа. И вот эта преемственность поколений, которая идет, то есть Ахпилек, Аньях, Сыран, то есть это как феноменальная память, генетическая память сказителей идет. И, возможно, оттуда тоже есть сходство между синьцзянским джангаром и алтайским джангаром. А в дальнейшем из исследователей, кто исследовал именно международный, здесь следует упомянуть монгольских исследователей, это Загда Сюрен, который в 1978 году опубликовал книгу «Анаян Алдырталган Хонгор», то есть прославленный во вселенной Хонгор. И он тоже здесь в 1978 году также упоминал, что на Алтае есть свой джангар, но на тот момент он писал, что имеется 35 тысяч строк, и то есть он отдельный. И уже в 2010-х годах в Улан-Баторе Байсхалан, ученые и Ирден Баяр, они тоже писали, что Жангарын Тулин Хевшинджельген Харусын Судулга, то есть сопоставление именно текстов между тюркоязычными и монгольским джангаром. И Ирден Баяр тоже писал, что Тюни Газар Зюин Хевшинджельген, то есть это именно топонимически. Здесь следует отметить, что Республика Алтай граничит с Западной Монголией, где тоже имеется именно большое изучение джангара. Именно первые тоже тексты, например, Рамста в 1909 году он записал Баян Хургер Магин, то есть Богдан Ойн джангар там было записано, и также был записан Богда Духшин джангар хан, и еще Богдан Ойн джангар хан. Это все в Западной Монголии, то есть который граничит ближайшим Кашакальским районом. Из исследователей Китайской Народной Республики здесь нужно отметить Ринчин Доржи, это исследователь тоже, который писал в 1978 году, что Думтутулсын, то есть Индусне Бахтрлых Туль Джангара и Харуцене Судула, то есть тоже сопоставление именно исследований по алтайскому и тувинскому джангару, и здесь изучение тоже монгольского джангара. И следует отметить тоже большого ученого, это профессор Даван Тая, который в кафедре джангароведения при университете внутренней Монголии именно в 1978 году тоже писал, что на Алтае имеется джангар, и он очень схож именно с джангаром ойратских калмыков, синьцзянских калмыков. Именно здесь нужно отметить, что очень он похож мотивами, сюжетами именно хюксарским аймаком, откуда были записаны тексты версии синьцзянского джангара, именно Аримпиля, Джуны и тоже аспирантка кафедры джангароведения тоже написала большую магистерскую работу по сопоставлению именно сказителя калмыцкого джангара Аримпиля и Николая Кукурыча-Ялатова. В дальнейшем здесь также Даван Тая профессор упоминает то, что на Алтае имеется такой большой, тоже фольклор есть, Тянгар Гожом и Тянгар Биде, Тянгар Кайчурчок, что это все в одном едином пласте идет, что перед, именно что в Синьцзянь-Угорском автономном округе перед исполнением джангара поется песня джангара
Джангару, то есть Джангарн Махтал. Это, то есть, как Ицин Денгер, Улусны, Сахикусн, то есть она воспевается как предкам, духом гор местностей, так и самому Батыру Джангару. То есть в алтайском и монгольском эпосе Джангары обычно являются главным героем эпоса. И когда вот эта хвалебная песня Джангару идет, она, то есть восхваляются его подвиги, его потомки. То есть это целый гигантский цикл развивающих историю других героев, но и как не только в эпосе, но и как гимны и песни. То есть они в дальнейшем становятся народными песнями и героическими, то есть эпосами. И если вкратце по сюжету рассмотреть, то в сказочном и эпическом фольклоре сибирских народов наблюдается большое сходство мотивов и сюжетов в контексте эпических других тюрко-монгольских народов. То есть здесь общие отличительные черты, которые уходят к общим архаическим корням, то есть именно устного народительства народа Алтая и Монголии. Ну, в целом, алтайский Джангар — это идет повествование о Батыре Джангаре и его сестре Джангарчы, которые бессмертные. Рождены они отцом Белая гора и матерью Белая река. И то есть они находятся под покровительством Ушкурбустана, и то есть они сотворенные герои Ушкурбустана, бессмертные, которые защищают родную землю, защищают свой народ. То есть главный Джангар, благословенный Джангар Батыр, Яхталу Джангар Батыр, он появляется на свет именно сотворением Вселенной, Земли, океанов, гор и лесов. И его земля, его сестра и их покровительство, дух земли, Тергентекене, они в целом охраняют вот свой народ. И сюжет, он, конечно же, как и в монгольском, калмыцком джангаре, он очень большой, имеет очень большую масштабность, имеет логическую последовательность, то есть целостность изложения, законченность сюжетных действий и сюжетная канва, борьба между верхним миром и нижним миром, то есть представители как среднего мира, так и сотворенные высшими силами, то есть они везде, здесь идет повествование о небесных божеств и духов земли. И свидетельств, то есть здесь, как и сам Танцпай Баширович писал, что здесь есть многочисленные архаические ставки, то есть множество героев и именно с мифологическим содержанием. Также здесь следует отметить то, что дается в двух эпосах более подробная разработка как образ героя, его портрет, типичные места, то есть его диалоги, то есть такие же сюжетные линии, как героическое сватовство, борьба богатырей с подземным миром, борьба с чудовищами, то есть здесь как идет сохранение, укрепление семьи и рода, борьба с набегами, то есть вот это высокое патриотическое чувство. То есть главная тема, как и в монгольском, калмыцком, алтайском джангаре, идет как высокое чувство долга, патриотизма и защищает свою родную землю, средний мир, его Алтай и его народ. Некоторые действия здесь нужно указать, что они даны очень развернуто, как одно доблестное дело. И здесь также очень много мифических животных, которые являются их помощниками. Орлы, медведи, кони, которые тоже защищают родную землю. Но из всего этого можно сказать, что калмыцкий джангар является как алтайский джангар является архаическим, и к нему же присоединялись несколько сказаний. И как и калмыцкий джангар стал отцом всех ханов народов, так и алтайский джангар является отцом всех богатырей. Здесь уже можно вывод сделать, что встречается в репертуаре, то есть именно в тюрко-монгольских народов, и то есть они имеют общих предков, один исторический путь, и они, что древние формы, схожие мотивы, сюжеты, и они здесь очень сильно перекликаются.
И здесь следует отметить, что алтайские героические сказания представляют собой своеобразные, то есть многостадиальные явления, в которых они сказания Тянгар в исполнении именно Николая Кукурча и Алатова занимает именно достойную нишу. Именно язык эпоса здесь очень богат, в целом очень понятный каждому читателю и довольно большой, сложный, конечно же, но он в аспектах изучения мы сейчас в данной статье дали очень сжато, но в дальнейшем мы, конечно же, будем это все изучать. То есть здесь отдельные сюжетные перипетии, то есть мотивы небесных божеств, также схожие именно в тюркских, с тувинским, якутским джангаром, возможно, и калмыцким и синьцзянским именно джангаром. И то есть детально следует рассмотреть полное содержание эпоса, сопоставить его с другими сказаниями Алтайского фонда. Также здесь именно с алтайскими героическими сказаниями идет очень много таких схожих элементов, например, Алтайын сайын салам, Күгүдей баттыр, именно мотивы брата и сестры здесь очень хорошо даны. То есть вот этот сравнительный анализ содержания двух эпических текстов, как устное народное творчество алтайцев и ойратский джангар, и алтайский джангар требует более комплексного и сравнительного сопоставления. И мы можем сказать, что Тянгар является именно архаическим звеном, к которым в дальнейшем уже присоединялись другие сюжетные звенья, известного уже в эпосе Джангар. Ну вот такую статью мы рассмотрели. Алтайский эпос Тянгар, он был представлен в 3 томах. Вот у меня 3-й том. И сейчас он был переведен с алтайского на русский язык. В Университете внутренней Монголии на кафедре джангароведения сейчас ведется работа именно тоже аспирантки Даун Таи, чтобы перевести алтайский Тянгар на монгольский и, возможно, в дальнейшем на китайский язык, что послужит, конечно же, очень хорошим подспорьем для дальнейшего изучения и больших очень работ всего Центральноазиатского региона. Спасибо за внимание, у меня все. Татьяна Николаевна, спасибо вам большое за ваш доклад. Я бы попросила задать вопрос Евдокии Ренджановну, она здесь присутствует у нас. Вы пока думаете, формулируете свой вопрос. У меня есть небольшой вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, вы пишете кандидатскую диссертацию? Да, у меня кандидатская. Как она звучит? Да. Как звучит? В каком разрезе вы рассматриваете? У меня в целом сейчас прошла предзащита. Предзащиту я рассматривала в целом алтайский фольклор, потому что алтайский героический эпос, он именно Вербицкий писал, что в алтайских мифах упоминается имя Тянгар, и мы рассматривали в целом мифы, сказки, потому что он перекликается с волшебными сказками, богатырскими сказками и перекликается с героическим эпосом. Первая часть у нас состояла сопоставление с алтайским фондом сказок, а во второй части уже идет сопоставление именно с тувинским джангаром, который джангар Хомор, и уже якутский там тоже добавляется, и синьцзянским калмыцким джангаром. То есть эпос Николая Кукурча и Алатова «Тиалтулу Тянгар Бахтыр» сопоставление с алтайским репертуаром сказок. Вот так звучит кандидатская работа. Спасибо. А вот как вы сравнивали с калмыцким джангаром? Именно с калмыцким джангаром именно таких схожих многих элементов нету, но есть много элементов синьцзянским у калмыков ойратов, которые проживают в Синьцзяно-Уйгурском автономном округе. Вот именно синьцзянским калмыцким у Джангарчи, Аремпиля и Джугны. Такое есть. Да, собственно. А скажите, какая версия более архаичная? Алтайская или же... По многочисленным исследованиям и моего научного руководителя Даванта, и что
все-таки, что алтайская версия Джангара, она является более самой архаичной, и в дальнейшем к ней цеплялись уже версии калмыцкого и синдзянского Джангара. Угу. Так, вопрос у Евдокии Жанны, наверное. Пожалуйста, Евдокия Жанны. Включите, микрофон включите. Евдокия Жанна. Да. Ага, да. Спасибо, Евгения Николаевна, за возможность включиться в это соучастие в таком интересном форуме. И, конечно, Татуне Николаевне огромное спасибо. Я уже давно слежу за ее научной деятельностью. Почему? Потому что это уже редкие специалисты, которые владеют как и тюркским языком, да, и монгольским языком в равной степени, что будут изучать эпос. И в этой связи, да, вот как человеку, который уже не первый год занимается с сопоставлением двух этих, ну, даже и на текстовом уровне, да, мне вот такой вопрос. Известно, что существует, ну, несколько точек зрения и очень, в общем-то, солидных исследователей, которые занимались эпосом уже многие годы, не буду их фамилии перечислять, но все-таки вот эта проблема остается до сих пор открытой, дискуссионной. Можно ли считать алтайский янгар исконно алтайской, первое, или же это все-таки сказители, искусные, талантливые сказители, двуязычные, вот, которые, да, двуязычные, владеющие, знающие монгольский и алтайский языки, и которые жили как раз на пограничной такой в регионе, пограничном регионе. Могли ли они перенести уже известные сюжеты, ну, конечно, это очень было популярно, значит, эпос, да, перенести на алтайскую такую среду уже и адаптировать к алтайской эпической традиции, потому что у алтайцев действительно богатое наследие, эпическое наследие. И, конечно, здесь вот мы говорим о сходствах, да, любой эпос возьмите, значит, там, да, всегда есть эта типология, она проявляется и на всех уровнях, на уровне сюжетов, и мотивов, и образов, и здесь же, конечно, тоже она видно, но тем не менее, все-таки, как вы, Татуна Николаевна, куда бы вы вот ближе туда, где это все-таки исконно алтайский эпос янгар, архаичный, как вы сказали, да, или все-таки это действительно вот сказители талантливые, двуязычные, владеющие талантом сказителей, могли адаптировать, перенести уже известные, ну, я бы так сказала, даже не синьцзянские, не калмыцкие, а вот западно-монгольские такие сюжеты, вот именно инвариант сюжета на вот алтайскую среду. Дело в том, что вот то, что касается Девы-богатырки, да, действительно это указывает на архаичность эпоса. И вот то, что касается алтайского и вот западно-монгольской эпической традиции, вот здесь эта сюжетная линия, она вот четко обозначена. То, что касается вот Девы-богатырок и всех действий, связанных с ними. Ну, чего бы я бы вот не сказала бы о калмыцком и синьцзянской версии Джангары. Да, этот мотив присутствует, и она это проявляет себя, эта Дева-богатырка. Но так как вот в западно-монгольском эпосе, и в Туле, и вот в алтайском, наверное, все-таки это в большей степени. Вот мне вот интересно, на каком, как бы вот, куда вы пока на данный момент склоняетесь? Я знаю, что это надо, конечно, долго над этим работать, но тем не менее, мне очень интересно знать вашу именно точку зрения, не Даван Тая, которого я безмерно уважаю, а вот ваша точка зрения, поскольку вы владеете и алтайским, и монгольским языками. Мен де Евдокия Ренжиновна. Да. Но до этого мы сравнивали именно алтайский эпос Тянгар именно со сказаниями, которыми исполнял сам Николай Кукрыщелатов, то есть это Чмалыган, Юнгырган, и со сказаниями, то есть наших сказителей. И если посмотреть, то, конечно же, здесь возникает в историографии, то есть тоже много спорных моментов, почему Тянгар не принимали в Республике Алтай тоже. Включили серии памятники, понятно, да. Ну, имя Николая Кукрыщелатова было так, ну, не широко известно, потому что, да, считали, что это как преемственное из Западной Монголии. Возможно, это не алтайский исконный текст, но если в целом при переводе текста мы, то есть, обнаружили, что он очень схож именно с алтайским героическим эпосом. Например, с тем же
Алтайын сайын салам, тоже очень много схожих элементов с тем же Мадай Гара. И некоторых еще известных сказителей эпосом Улагашева либо Калкина очень много таких элементов. И здесь можно сказать, что это является именно исконно алтайским эпосом. Ну да, есть сюжетные там перипетии, где есть некоторые моменты, но в целом он как наследие Николая Кукурыча Ялатова, мне кажется, именно такое исторически сложилось, что, ну, на мой взгляд, это алтайское, то есть повествование эпоса. То есть не искусственно созданный талантливым сказителем Ялатовым? Да, конечно. Не искусственно созданный. Да, есть моменты, возможно, если посмотреть по родословной Ялатова, то, что его родословная прибыла из верховьев Иртыша, из Синьцзянского и Уйгурского автономного округа, что где именно генетический код вот этот спрятан, почему вот эта генетическая память осталась. Но, на мой взгляд, это, да, исконно алтайское произведение. Спасибо. На данном этапе, но мы ведем большую работу, и тоже, возможно, откроются тоже некоторые ответы. Спасибо большое. Спасибо, Татьяна Николаевна, спасибо за вопросы. Переходим. Сурна Борисовна, удалось вам? Сурна Борисовна, ага, включите, пожалуйста, ваши. Ага. Все, давайте. Этикетные традиции в алтайском и греческом эпосе. Вам слово. Спасибо. Спасибо, Евгения Николаевна. Вот второй день мы слушаем такие доклады, что по каждому действительно можно, наверное, проводить круглые столы или семинары. Можно потом это включить в резолюцию, потому что тут каждый человек — это личность, и у каждого свои исследования, в которых очень много мы узнаем и про свои исследования тоже. Сегодня хотелось бы сказать об этикетных традициях в алтайском героическом эпосе, поскольку эпос тысячелетиями оказывает огромное влияние на формирование и развитие духовной и материальной культуры народа, и в нем отражены все социальные отношения, формы хозяйственного уклада, основы мифологии, религии, обычаи, обряда, характер всех социальных отношений. И, конечно же, в нем заложены концепции воспитания подрастающего поколения и представление целостной картины мира. То есть через героический эпос мы сегодня можем сказать, что вот картина мира от рождения человека и пребывания на этом свете полностью вот в таком виде, в готовом виде мы представляем нашим детям, и которые с детства хотят быть похожими на богатырей. И не зря это так, потому что после 90-х годов, особенно в 2000-х годах, активно все молодые родители начали называть своих детей именами героев эпических, именно эпических героев. И я думаю, что это, наверное, еще одна часть воспитания, когда если человек носит имя героя, который присутствует в героическом эпосе, он, конечно, не может совершать плохие поступки. Сегодня вот хотелось бы рассмотреть данную тему на примерах из эпоса Куйвике, потому что это самый древний эпос, который отражает морально-этические нормы, принятые в традиционном обществе. Здесь отношения между родителями и детьми, конфликт, да, который всегда есть и будет, друзьями, возлюбленными, понятие верности, предательства, и сам текст изобилует формами традиционного речевого этикета. Наиболее веским аргументом в пользу предположения глубокой древности поэмы являются две пряжки, так называемой сибирской коллекции Петра I, и на них изображены расположившиеся под одиноким древом мужчина и молодая женщина в высоком головном уборе.
Мужчина сидит с обнаженной головой, поджав ноги, держит на поводу двух коней. И на земле лежит еще один человек, видимо, мертвый. Его голова покоится на коленях сидящей женщины. По мнению исследователей Грязнова, на этих пряжках, отнесенных по времени изготовления в IV-III веках до нашей эры, изображена сцена сюжета, который наиболее полно сохранился в алтайской поэме «Козым», «Эркеш» и казахском предании «Козы Курпеш Баян Слу». В своей статье «Алтайские варианты казахского эпоса «Козы Курпеш Баян Слу», опубликованной в 1961 году в ученых записках Горно-Алтайского научно-исследовательского института, профессор Сергей Сергеевич Каташ отмечает, что данный эпос был опосредованно заимствован у казахов через сибирских татар и телеутов, так как вторая часть эпоса близка к их варианту, и Кузюке Баян принял алтайскую национальную форму. Поэтические художественные приемы, использование общих мест, зачина, а также художественного изображения соответствуют эпической традиции алтайцев. Сергей Сергеевич Каташ рассматривает версии сказаний представителя тубаларского народа Николая Улагашева Кузюке, отмечает, что этот эпос был широко распространен у северных алтайцев и подтвердил предположение Коптелова о том, что Кузюке Баян вся чернь знает. Также в статье рассмотрены варианты сказания Григория Павловича Алмадакова из поселка Тужар Улаганского аймака, который слышал эту сказку от тети Адуковой Марии, сказителя Улагашева. Ну и предыдущие доклады мои были связаны с топонимами, отраженными в героическом эпосе, где вообще материал показывает, что это единая территория Абаканское Нагорье, Кузнецкая Алатау. В принципе, это территория проживания одного этноса. И, конечно же, вот теперь вот разделенные на много-много этносов, да, хакасы, наверное, часть тувинцев, шорцы, телеуты, и внутри, например, алтайского этноса тубалар, черканцы, кумандинцы. Сегодня они так называются, но, скорее всего, вот в то время вот единый этнос с единым эпосом проживали вот на этой территории, на юге, территории Сибири, так скажем. Алтайский эпос Кузюке содержит богатый источниковый материал для изучения древних форм этикета, в том числе имя наречения, гостеприимства, встречи, прощания и так далее. Байбурин считает, что в семиотическом аспекте этикет представляет собой определенную систему знаков, имеющую свой словарь, грамматику, правила сочетания знаков, построения текстов. И словарь этикета включает набор поведенческих стереотипов, маркирующих те или иные ситуации. Этикетные знаки, как и всякие знаки, имеют двустороннюю природу, в них могут быть выделены означающие формы и означаемые содержания. Традиция наречения именем ребенка и сговора родителей о сватовстве является одним из ярких сюжетных линий эпоса. В алтайских традициях этикет сложно выделить из обычаев и обрядов, так как на данном этапе развития общества древние обычаи и обряды сохранены и являются нормой поведения в современном обществе. Наиболее устойчивыми среди них являются обрядовые действия наречения и делятся на следующие этапы: предварительный договор, принятие решения о проведении праздника, приглашение народа, сбор, приготовление, угощение, объявление состязания или условия, появление желающих смелых, собственно наречение, благопожелания и выражение согласия, одаривание наречителя. И Например, вот предварительный договор принятия решения хорошо отражается в тексте, вот в следующем тексте, который вы перед собой. Через 6 дней, по меньшей мере через 6 дней, Албатудион Дудюр, народу племена собрать, 2 детям имена дать, в мире согласия сватовство провести, в мире согласия договорились, недолго поговорив, задерживаться не стали, мира благополучия пожелав, попрощавшись, в разные стороны разошлись. И здесь устойчивая форма «иптю-дюктю», куда едери «иптю-дюктю» «эрмихтештилер», в мире согласия сватовство привести, в мире согласия договорились. Ключевые фразы «иптю-дюктю» в мире согласия повторяются несколько раз. И, конечно же, вот речевая формула «узах пучин айдышпай, узах олут итпеделер», которая активно используется в современном алтайском языке. Узун пучин айдышпай, здесь вопрос даже перевода в каком-то смысле. Здесь Демчинова и Кунунов переводят как «недолго поговорив», а на самом деле, если дословно переводить, то долгим длинным разговором не обмениваясь.
долгим, длинным разговором не обмениваясь. То есть сейчас даже при, например, характеристиках какого-то человека могут сказать, что вот человек, который умеет кратко излагать свои мысли. И в данном случае мы прекрасно видим в тексте о том, что вот это тоже немаловажно было, потому что это фактически в начале произведения мы видим. Речевая формула... Ой, что-то у меня бежит без моего ведома. Так, следующая форма приглашения, традиция приглашения напишется всех без исключения. Не говорите, что кто-то из вас и хромые, и ковыляющие, бедные, пешие, молодые на конях, пожилые на санях. Все должны были собраться у Белого дворца. Это тоже говорит о том, что на свадьбу должны были приглашаться люди без ограничений в каком-то сословии. И даже сейчас это в традиционном обществе, также особенно в сельских местах тоже все остаются. И независимо от того, какую должность занимает или какое хозяйство ведет человек, все без сомнения приглашают на свадьбу. И вот будет. И само угощение, конечно же, угощение туга теңдейет болар, тағайға теңдей арақы болар. Сказали, встречается довольно часто, говорит о щедрости хозяина, о количестве приглашенных, ну и традиционно, ну и на традиционный речевой этикет, который также сегодня встречается в современной речи. Форма сбора приготовления угощения. Алып тудар бюкелер, вот силачи, которые ведут с котом, жирных самцов верблюдов, конечностями связав, закалывают лошадей. И, в общем, тоже мы видим, что культура еды, да, тоже имеет важное значение у всех народов мира. И отмечается особое почтительное отношение к пище, даже, например, вид почитаемой пищи. Она может быть связана с религиозным мировоззрением. Мы знаем, что обязательно закалывается лошадь, а не, например, коза или там бычок или так далее. И сакральными функциями обладает мясо дикого зверя. Перед употреблением люди должны соблюсти все этикетные действия, связанные с животным. И здесь, конечно, мы видим анимистическое представление о мифах происхождения человека, представление о мире. А для скотовода даже кости домашнего животного имеют значение, как правило, название костей и суставов тоже имеют немаловажное значение. И даже мы видим в тексте, что каким образом конечности им связав, валят и закалывают, ноги им подгибая, валят и закалывают. И это тоже можно, ну, например, провести такое исследование концепт еда в героическом эпосе. Так, следующая речевая формула — это гостеприимство, протекание пиршества, угощение досыта. Например, вот тоже перед вами текст. И мы видим, что сватовство началось, начали пробовать жеребятину, начались песни протяжные, оба народы и племена свои, новорожденных детей, чтобы соединить, принесли. Здесь мы видим опять же тучу мяса, вино нескончаемое. И, конечно же, вот виды игры древних народов, начались скачки. И самое интересное, формула «тяман истон куйругы семерер» до сих пор очень часто используется в произведениях. И вот у плохой собаки хвосты приподнялись, пожирнели. Речевая формула объявления состязаний, условия одаривания, наказывания. Например, также очень важное значение имеет на сегодняшний день объявление состязания и условия. Например, кто красивое имя даст, обязательно награду получает, кто плохое имя даст, пощечину получает. И двум младенцам добрые, подходящие, красивые имена, сумеющие дать. Найдется ли среди народов племен
И до сих пор, когда люди хотят назвать своего ребенка, дать ему имя, конечно же, более взрослое население принимает в этом активное участие, и даже вот сейчас объявляют конкурс. Перевод Мирачинова, Демчинова и Аркадия Кунунова. И состязание, придумывание имени — это, наверное, самое такое мероприятие, излюбленное у алтайцев. И давший имя ребенку человек становится почетным членом семьи, и по этикету он одаривается ценным подарком. С одной стороны, это интеллектуальная игра, с другой стороны, это предвидение будущей жизни, пожеланий с ожиданием. Сохранившийся до сегодняшнего дня ритуал говорит о том, что в древности любой человек, имеющий какие-то способности, мог быть замеченным и заслуживать уважения сородичей, независимо от сословия. Наречение именем. И обычно вот называют детей, как я уже говорила, взрослое население. Вот, например, в данном случае по возрасту до 100 приблизившийся, с морщинистыми щеками, до глубокой старости дошедший, с ослабевшими костями. Старик от сагау вышел, и вот деревянный посох скрипнул, от души слова сказал. И вот поскольку этот мальчик сын Ахкана, мать Еркетана, в общем, быть ему плечистому, быть ему речистому. И вот эта формула очень часто встречается и в современной речи. И вот эта формула в таком же капсулированном виде, он встречается и в фольклорных текстах, и в художественных произведениях, и даже, например, в школьной литературе также это часто очень используется. Так. Ключевое слово «диарандуа» тут рыбас, тяхтугай, рыбас, плечистому, не дающий побороть себя, речистому, не дающий оскорбить себя. И даже во время празднования дней рождения и так далее, это благопожелание, например, желается человеку в разные ситуации и на разных мероприятиях. Наречение именем девочки. Также здесь мы видим, что, оказывается, богатыря или мальчика обычно называют мужчина, а имя девочки дает женщина. И тоже достаточно взрослая женщина дает с двумя тоненькими косичками, с двумя седыми висками. Старуха вышла и сказала, что дочь Харатакана, мать Алтансырга, и пусть ее имя будет среди народа Баян. И старушку начинают одаривать подарками. И вот эта система этикетных установок в виде формульных выражений хранится в языке народа с древнейших времен. И общечеловеческие ценности, почтительное отношение к старшим, родителям, мужчинам-защитникам, добытчикам, женщинам, девушкам, хранительницам очага, матерям, гостеприимство, понятие чести, достоинства, верности, благопожелательства во все времена остаются неизменными. Вот. И изучение этикетных форм в языке в эпосе может служить, в языке эпоса может служить источником для проведения сравнительных исследований вариантов эпоса, воплотивших в себе миропонимание этноса. И, конечно, в первую очередь все-таки включение в учебные пособия, начиная от дошкольного уровня, заканчивая там старших классов. Это нам даст, всем народам, да имеющим героический эпос, все-таки сохранить тот стержень, который в связи с современными гаджетами это уходит. Если родители, например, не смогут, например, это приостановить, но знание эпоса, закапсулированность, это формульность, как раз то, что вот через тысячелетия пронесенное богатство поможет нам сохранить генетический код, так скажем, да, национальный код любого народа. Спасибо. Вы очень последовательно просмотрели этикетные традиции в героическом эпосе. Но в героическом эпосе тюрко-монгольских народов богатырское сражение занимает центральное место. Причем очень большой объем отводится этому. Вы смотрели вот и военный этикет? Да, вот военный этикет, начиная
с одежды, да, каким как начинает он готовиться к этому. Это тоже с точки зрения языка, это богатейший материал. И вот тоже недавно, как Мадай Хара начинает одеваться, да, надевать на себя доспехи, и даже вот такие слова, которые мы сегодня потеряли, как «капылду юдугун гиди». Это, оказывается, капыл — это каблук. Тогуз как капылду юдугун гиди. Капыл, мы совсем забыли, что это. И вот такие очень интересные моменты. И варежки у него были, и это вот это снаряжение, да, и варежки, оказывается, отдельно для проведения каких-то... Там даже указано, для чего эти варежки, чтобы задавить за шею врага, и он вот эти варежки использует. Поэтому вот раньше, например, сфера моей деятельности все-таки был язык, и когда вот начинаешь искать для своей работы тексты, я поняла, что какой-то мир неизведанный, и вот оно в таком виде, в готовом виде уже нам дали наши предки все, как мы должны жить от рождения и до конца наших дней. А мы почему-то это как-то вот мимо пропускали. И вы, фольклористы, счастливые люди, что вы живете внутри этого мира. А мы как-то почему-то были вне. И по-хорошему завидую и вчерашний день, и сегодняшний день. И это особенно музыка, да, которая вот единая по всей территории. Просто вот каждый раз, когда открываю героический эпос, я поражаюсь, сколько всего там, а мы как почему-то вот живем и ищем истину в другом месте. Да, вопрос. Да, пожалуйста, Евдокия Ринджановна. Спасибо, Сорна Борисовна, за очень интересный доклад. Я бы хотела задать вопрос как бы в том же контексте, что Евгения Николаевна задала, вот о военном этикете. Вот скажите, пожалуйста, встречается ли в системе этикетов, да, героического эпоса алтайского, скажем, вот такой обычай уважительного отношения к послу враждебного хана? То есть обычай связан с иммунитетом врага, скажем, да, посла. Вот. И если есть, то вот вербально на уровне формулы как-то это манифестируется или нет? Вот какими словами это обозначается? Можно узнать? Вот именно насчет посла я точно не могу сказать, но всегда вот прежде чем начиналась битва, да, двух хаанов, там, двух богатырей, всегда предварительный договор происходил, что всегда можно было до того договориться, и первый раз человек отступается, богатырь, второй раз. Там какими видами оружия пользуются, или же физическими способностями, данными от родителей. Да, вот то, что касается посла, вот это очень интересно. Это тоже как бы указывает на стадиальный статус традиции эпической. Вот то, что касается этого. Не было такого? Пока нет, но я обязательно посмотрю, если что-то будет. Если что-нибудь найдете такое интересное, поделитесь, пожалуйста. Да, спасибо. Евдокия Ринджановна, вы достигли более высокого развития по сравнению с тюрко-монгольскими народами. Наверное. У нас в архаическом эпосе там послов нету, не упоминается. Все напрямую делается между собой. И единоборство вступают между собой, и без всяких посредников. Евгения Николаевна, вдруг какие-нибудь разведчики, если не послы. Спасибо. Тут только в Мадай Хара есть единственное, знаете, используя какую-то хитрость, человек, чтобы понять что-то, приходит кому-то и притворяясь или помогая, например, в Мадай Хара, да, он приходит к Ламалар, и начинает им помогать, чтобы узнать что-то. Здесь не как посол. Это другое, это не посол, это другое. Это другое. Как лазутчик, да. Это другое. Поэтому, не знаю, я, например, пока не встречала этого, но я посмотрю, спасибо. Спасибо большое. Еще будут вопросы у аудитории? Сурна Борисовна, вам большое спасибо. Я думаю, если останется время, то мы поговорим на тему послов и лазутчиков. У нас по программе, значит, выступление Цаган Батмаевны Селеевой, но говорят, что она болеет. Евдокия Ринджановна, вы не в курсе? Селеева, Цаган Батмаевна. Пока Цаган Батмаевна неважно себя чувствует. Ага. Хорошо. Передадим слово Аркадию Алексеевичу, это следующий докладчик,
Канонов Аркадий Алексеевич. Так, где он у меня тут? Канонов. Тема его «Стилевая вариация в эпосе народов Южной Сибири в сравнительном освещении». Аркадий Алексеевич – кандидат филологических наук, старший научный сотрудник научно-исследовательского института алтаистики имени Суразакова. Аркадий Алексеевич был в Зуме, а вот… подключился, все. Вам слово, Аркадий Алексеевич, пожалуйста. Спасибо, Евгения Николаевна. Здравствуйте. Слышно меня? Да, слышно, хорошо слышно. Слушаем вас. Известно, что героическое сказание алтайцев сходно с эпосом тюркоязычных народов Южной Сибири, тувинцев, хакасов, турцев, в идеальном сюжетно-композиционном плане. Сходные и различающиеся стержи отмечали в своих работах исследователи Жермонский, Мелетинский, Пухов, Лазаков, Артак, Кудеяров, Кузьмина, Урусол и другие. Для рассмотрения данного вопроса привлечены тексты героического сказания алтайского сказителя Гайчи Николая Лагашева. Кстати, нынче общественность нашей республики отмечает 160-летие этого нашего великого сказителя, опубликованных Маскаковым в двуязычном научном издании «Диалект корневых татар Тубак и Жей» и рукописные тексты, хранящиеся в архивном фонде нашего института. Также тексты тувинских героических сказаний Кунан Ара и Повтовкириш Урашелей, тексты хакасских героических сказаний Алтын Арых и Айхутин, а также тексты шорских героических сказаний Алтын Сырых и Пантергейн, опубликован в сериях «Памятник фольклора народов Сибири и Дальнего Востока» и «Эпос народов». Наиболее характерным стилевым признаком алтайского героического сказания, как и в целом всей южносибирской эпической поэтики, можно считать вариационный параллелизм. Термин «вариация» появился в начале XX века. Один из первых, кто применил это слово, немецкий ученый Хайнц Вернер. В дальнейшем эту стилевую категорию рассматривали ряд ученых, как Попе, Мелетинский, Стеблин, Каменский, Лихачев, Якобсон, Команов, Кудаяков и другие. В наши дни на основе текстов монголоязычных и тюркоязычных народов вариации подробно осветил Кудеяров. Он осуществил глубокую теоретическую и сравнительную разработку этого вопроса. По определению Кудеярова, стилевое явление, называемое вариацией, это склонность сказителей выражать особо значимые мысли, суждения или художественную подробность, параллельно или многократной передачей разными словесно-поэтическими средствами. Вариация особо выделяет соответствующие места текста, усиливая их смысл, их эмоциональное и эстетическое воздействие. В работах Кудеярова также представлен такие типы вариаций, как мини-вариация, нумеровариация и разложение парного слова. Стилевые вариации являются важным компонентом языка эпической поэзии, так как именно вариационные параллелизмы дают емкую, выразительную характеристику персонажей и событий, неоднократно повторяясь в ходе повествования в одном и том же сюжете и в разных сюжетах сказаниях. По своей выразительности и поэтической форме в эпосе тюркоязычных народов Южной Сибири особо выделяется вариационный параллелизм характеристики эпического персонажа. Например, неуязвимость эпического героя. В сказаниях Лагашева вариативность описания неуязвимости встречается часто и по структуре не имеет значительных расхождений. Каилу пелехун идет, кузарыф агархан идет, оборвавшись умереть души нет, краснее пролиться кровью. Здесь хочу сказать, что перевод по Баскакова я оставлю без изменений, без уточнений. Также переводы других переводчиков. Подобная вариативная фигура неуязвимости богатыря является общим для всей техники. Включите. Аркадий Алексеевич, звук включите у себя. Ага. Да. Да, теперь говорите.
Шорском героическом сказании Алтын Üzlerde тыны çok, төгілерде қаны çok. Дыхание его не прервется, кровь его не прольется. Далее идеальный облик, красота эпической героини в сказаниях Лагашева, как и в тувинских, шорских, хакасских сказаниях, в большинстве случаев выражается... Опять нет? Причем? В тувинском сказании. Слышно меня? Да, вас слышно, говорите. Продолжайте. Да. Посредством уподобления солнцем и луной. Например, в сказании «Мир самых». «Арыгыр жай кетті, берегір жыбын кетті». Если туда посмотрит луна, луне подобно, если туда посмотрит солнцу подобно. В тувинском сказании «Боқту хириш, уравы шейлей, ынай хөрге ай херелдик, бер хөрге күн херелдик». Вдаль посмотрит лунный свет, излучает, здесь посмотрит солнечный свет, излучает. В шорском сказании «Хан берген, алдынан ай туысы шалча, кескінен күн туысы шалча». Спереди будто луна светит, сзади словно солнце сияет. В хакасском сказании «Алтын арық, сығар күннен сынықша, адар айдан соғлықша отсас». Она прекрасна, как восходящее солнце, она чиста, как убывающая луна. Если посмотреть на данные цитаты, то в вариативных описаниях при определенных опорных словах варьируются антонимичные наречия, место туда-сюда, в алтайской и тувинской цитате, спереди, сзади, в шорской цитате, а также существительные луна и солнце во всех цитатах. В хакасской цитате демонстрируется построение вариативной фигуры с помощью антонимичных обозначений слов, восходящие, убывающие. Подобное уподобление небесным светилам имеет во всех сказаниях описательные изобразительные функции. Кстати, из шорского сказания «Хан берген» идеальный облик и красота эпической героини выражается ее лучезарным взглядом, который затмевает сияние даже небесных светил. Лучи ее правого глаза свет лунных лучей превосходит, лучи ее левого глаза свет солнечных лучей затмевает. В сказаниях Лагашева аналогичных или близких по структуре и значению описаний не выявлено, но в алтайской эпике встречается. Например, один его глаз ярок, как утренний восход, другой, как луна горит. Это описание красоты или могущества Алтай лучей. Эпического героя, а не героини. В поэтике рассматриваем эпических традиций наличествует вариационные параллелизмы, описывающие различные психологические состояния эпического персонажа. Гнев, радость, плач и так далее. Рассмотрим вот несколько примеров. Некоторые описания выражения радости эпических персонажей, как в алтайских, так и в шорских сказаниях построены, и других сказаниях по принципу не бывалого прежде состояния, проявляемых как бы впервые. В сказании «Бойдың көкшін», «Тақырбыз бойы қақтырды, сүгінмес бойы сүгінде, өлген бесте бергісті де, тектен отырғамысты де». Или сказание «Алтын сырық», «Үргінлес қостары үргінлер, үрікпес қостары үріктілер». То есть не смеющийся, он посмеялся, не радовавшийся, он обрадовался. Умерший нас поступил, потухший огонь снова зажег. Сказание «Алтын сырық», не радовавшиеся, обрадовались, не веселившиеся, развеселились. Перед нами эпические стихи, вариативно описывающие радость и счастье эпических персонажей, в которых совпадает содержание, стиль и ритмика, синтаксическая структура и даже словесное оформление. В алтайской цитате мы увидим слова автора и прямую речь. Если в первом случае при этом оттеняются многообразные аспекты варьируемой темы, то во втором особый драматизм монологов персонажей, острота и напряженность их переживаний. Плач эпического персонажа. Вариативные фигуры, описывающие плач эпического персонажа в алтайских сказаниях, достаточно разнообразны. Gözünün яжы göz болды, мұрының суы нос болды. Слезы с глаз озером стали, вода из носа льдиной стала. В сказании «Алтын арық», в хакасском сказании, «Арақ жазы алтын арықтың қан болып ледер, бұрын тузы алтын арықтың пусть болып түскен». Слезы из глаз алтын арық кровью становились, вода из носа алтын арық в лед превращались. По словам Любовь Никитовны Арбачаковой, поэтики шорское эпосовыражение, описывающее плач слез городка, достаточно специфично. Она в своей работе текстовой шорский героический эпоса приводит близкую к алтайской и аналогичные к хакасской, кстати,
вариативную фигуру из сказания Кумушхан. Карахчажин, хан едик углады, мурдушу, кувун, мут едик углады. Слезы в глаз кровь превращает, плачет, воду из носа в лед превращает, плачет. Также своеобразное описание плачет в уилском сказании по Хусаришу Ворошили, где идет буквальный повтор, кроме слов слезы и кровь. Bir karanda çaş döküldür, bir karanda kan döküldür. Пролились слезы с одного глаза, пролились кровь с другого глаза. В хакасском эпосе выявлены и другие варианты вариативно описанного плача эпических персонажей. Сын бугазы чили саксы сылавып собал турадыр. Улан бугазы чили кыз кили устап мелибискен. Как морал бык достойная дева трудно ревела, страдая, подобно лосю быку дева ревела, стеная. Здесь описание плача эпической героини дано более развернуто, где для демонстрации горя Айкучин в высшей степени свидетель прибегает к сравнению с действиями животных, точнее с ревом морала и лося. Описание муки и печали эпического персонажа. Здесь описание как алтайском, так и хакасском, тувинском сказаниях также построено по принципу небывалого прежде состояния. Кангулер чаралабас бой, чаралаб кетте, гайналбас бой, гайнал кетте. Кангулер, никогда не страдавший, стал страдать, никогда не мучившийся, мучиться стал. Почти аналогичное вариативное описание встречается и в рассматриваемых хакасских сказаниях. Чубалабастан, Тибете, Чубалуп, Пастубустан, Тинелебестек, Ир, Шахсызы, имели все было бы сказано. Не знавший страданий Чебетей, тут начал страдать, не знавший мучений лучших мужей стал мучиться и страдать. В тувинском сказании Тунангара, Тунгаравас буду, Мунгарат, Кенгелевес буду, Кенгелевта. Не печалившись, печалился, не горевавший, загоревал. Подобные вариативные фигуры, рассмотрим в хакасских сказаниях сказителей, также используются применительно к финальной теме богатырского поединка. Надо сказать, что здесь речь идет не только о физическом страдании, но и также данная цитата несет в себе эмоциональную нагрузку. В сказании Алтынары выявлено собственно психологическое описание. Чтобы блок шахтаны гөрзе легит агр төредир неглик изине гөрзе иди агар төредир. В виде доброго человека, страдающим сердцем, болью отзовется, в виде мучающего человека, душа его заболит. Далее описание богатырского поединка. Богатырский поединок эпоса необходим для показа масштаба изображения, его характера и природы в эпическом контексте, а также яркого выявления богатырских качеств героя через его поступки, способствующие созданию эпических образов. Для данного вариативного описания характерно обстоятельное изображение хода борьбы, состоящее из нескольких этапов. Причем богатырский поединок носит фантастический гиперболический оттенок. В некоторых сказаниях Лагашев, как и в других алтайских сказаниях, богатырский поединок начинается с диалога или словесных угроз. Например, в сказании Байбалчай выявлена перекрестная вариация, когда слова обретают свое соответствие через структуру. Алхан гүлүм чачарым, дарыска жүктүңмен бузарым. Юскин гүлүм чачарым, эргөм бузарым. Толкан зову свою я развею, Бога и стойбище свое я разрушу, накопившуюся зову свою я развею, дворец юту свою я разрушу. Корком эпостын, ташу чогун таларга, талай гүлүмлү жашарга келдим. Твои очаками разбить, твои море зову развею терпигу. Близкое по значению описания также выявлено в хакасском сказании Айкучин. Ташу чогуну талап килерге, талганлык, фильм талап килерге. Камень я хотим сломать ее залу, Талхан развеет. Словами Талхан зала здесь Аллах употребляется уподобляется с Талханом мелко измельченным жареным зерном нефтяным. Бога есть стойбище, накопившее зала, дворец, образно передаются наследные древние стойбища эпического персонажа. В хакасской цитате слова зала Талхан и очаг, и в шовской цитате слова море зала и очаг, здесь Здесь эпическая формула, которая образно описывается посредством домашнего очага, являющаяся символом долгой мирной жизни в родной земле. Тут, думаем, в шорской цитате слово «талай»
море, возможно, при записи неправильно слышен или записан, или оговорка составителя вместо слова «халфан». Еще одна вариативная фигура, описывающая приветствие перед поединком. И күздің ежен мендесі болды, фильді бажы амырда, еда бажы еженде. У двоих приветствие было таким: острее меча мерили, наконечно крики спокойствия, говоря, далее схватились. В хакасском сказании Алтынары подобное приветствие также присутствует. Поздоровались с ним концами копий, остриями стальных мечей, его приветствовали. Словесное оформление вариативных фигур, описывающих продолжительность поединка в хакасском эпических традициях, несколько различается. Ketki gününde duduşturdu, kendine düştüydü, doğut günde düştü, Толбураханами düştüydü. 7 дней боролись, никто не упал на землю, 9 дней боролись, никто не рос, на землю не упал. 6 жылда азыра алызып, толғазып барғандар, 7 жылын үстіре резіп, толғап турадылар. Больше 6 лет схватывались, бились, больше 7 лет сражаются, бьются. Но здесь общим в обеих приведенных цитатах является то, что числительные употребляются применительно для начальной аллитерации. Они не указывают конкретное количество, а дают обобщающее числовое понятие длительности. В первом случае мы видим действие близкое к реальности, о годах, то есть о днях, а во втором символизирован течение времени. Там речь идет о годах. Далее последует вариативное описание, связанное с женитьбой героя и так далее. Резюмирую, скажу, что рассмотренные в эпическом творчестве алтайского, тувинского, хакасского и шорского народов целевые вариации позволяют установить логически сходные явления и специфические отличия. Разных по сюжету, по размеру, языку, национальных текстов, то, чем является набор опорных или ключевых слов, последовательность построения формулы и близость на лексико-грамматическом лексическом уровне. Опорные слова, сохраняя несущий смысл, могут варьироваться в разных сказаниях и в пределах одного сказания. Вместе с тем, сходный вариационный параллелизм обладает высокой вариативностью, хотя традиционный стилевой фон сохраняется. Это можно объяснить тем, что в разных народах эпической поэзии своя форма выражения и художественно-образная система, свои функциональные особенности, связанные с их бытовыми реалиями, спецификой национальной психологии, что находит выражение в предпочтении влюбленных приемов использования поэтикой стилевых компонентов. Также следует отметить, что студитель, даже повторяя без изменений какие-то вариативные фигуры, не просто передает их как заученные, но как бы заново воссоздает, опираясь на эпическую память, как одну из выражений эпического знания. Здесь также решающим фактором того, каким будет художественный результат, может стать физическое состояние строителя и внешние обстоятельства. В целом, даже краткое рассмотрение совпадающих вариационных фигур дает представление об общности эпического творчества кочевых народов Южной Сибири, обусловлено типологическими закономерностями и непрерывающимися культурно-историческими контактами. Спасибо, у меня все. Аркадий Алексеевич, спасибо вам большое за большой доклад. Эта тема, конечно, очень широкая и обширная, и при таком сравнительном материале большом, когда вы привлекаете и алтайский, шорский, и эпосы других тюркских народов, конечно, можно утонуть в этом море. Вот то, что вы сказали про общие места, здесь, наверное, даже вы правы, что общее хозяйствование, там, культурное взаимодействие, это все играет роль. Но надо удивиться тому, что при таком различии, когда национальные языки немного разные, все-таки занятия разные хозяйственные, хотя уклад общий, все равно находятся какие-то очень похожие, схожие или даже общие вот такие места, которые, ну, просто вот что у одного народа, что у алтайцев, что у хакасов, что у бурят и шорцев одинаково звучат. Это только выражено они вот разным лексическим составом, но мысль, посыл, образность вот одна и та же. Это очень удивительно просто.
Ну вот в этом плане я желаю вам удачи, если вы дальше будете продолжать изучать вариации. Конечно, вариации это даже в одном произведении мы знаем очень много вариативных мест. Даже в одном произведении у одного сказителя. И тем более в разных сказаниях одного того же сказителя. Здесь можно как угодно варьировать. В репертуаре одного сказителя, в репертуаре разных сказителей одного произведения, в репертуаре всех народов наших тюрко-монгольских, вот какое-то сказание архаическое взять. И, конечно, вот будет очень интересно складываться картина. Есть вопросы к Аркадию Алексеевичу? Я думаю, что давайте вот дойдем, тут осталось не очень много по программе, а потом, если у нас будет время, мы можем пообщаться еще. Следующий у нас докладчик Надежда Степановна Чистобаева, кандидат филологических наук, заведующий сектором фольклора Хакасского научно-исследовательского института языка, литературы и истории, доложит нам этнопоэтические константы героического эпоса хакасов на примере волшебных предметов. Пожалуйста, Надежда Степановна, вам слово. Добрый день, уважаемые участники второго сибирского форума. Всех рада я приветствовать. Евгения Николаевна озвучила мой доклад. Я начну. Он у меня не такой объем. Спасибо. Отечественное эпосоведение накопило значительный опыт в решении проблем генезиса, структуры, сюжета, сложения, семантики, стиля образования эпических текстов. Вместе с тем, интерес к постижению глубинного содержания и поэтика стилевых средств эпических текстов не только не ослабевает, но и усиливается в связи с интенсивным накоплением материалов. Объектом внимания являются устойчивые поэтические описания, характеризующие волшебные предметы в героических сказаниях хакасов. Для анализа интересны героические сказания в исполнении известных хакасских сказителей Апаниса Бурнакова, Семена Прокопьевича Кадышева, Макара Константиновича Доброва, Петра Васильевича Курбежекова и Евдокии Никитична Кулагашева. В своем рассмотрении мы следуем структуре указателей типических мест героического эпоса народов Сибири, разработанной Евгенией Николаевной Кузьминой. Создание произведений героического эпоса и его исполнение всегда происходит в росте существующей эпической традиции. Об этом свидетельствует устойчивость идейно-эстетической системы жанра и характеристики образа. Изучая искусство среднеазиатских певцов, в частности, рассматривает киргизский эпос «Манас», Виктор Максимович Жермунский в своей работе 1961 года отметил, что во время обучения своему искусству певец запоминает не связанный текст, а как бы сценарий, сюжетную канву, известную последовательность эпизодов и ситуаций, а также традиционные общие места, эпические клише. В остальном он создает исполняемый им текст в процессе пения, варьируя его в соответствии с характером аудитории, вводя в него те или иные подробности и даже эпизоды. Искусство сказителя состоит не только в заучивании путем многократного повторения общеупотребительной формы, сколько в способности по образцу уже имеющихся формул составлять и перестраивать обороты для создания яркого повествования. По определению Евгении Николаевны Кузьминой, типическое место представляет собой устойчивое поэтическое описание, общее для Надежда Степановна, вы нас слышите? Надежда Степановна, вы пропали. Надежда Степановна. Это кто? Надежда Степановна, вас не слышно. Так. Да что такое? Не видно.
видно. Да что ты будешь делать, а? Может быть, запустим следующего. Что нужно сделать-то? Ага. Надежда Степановна. Запустим. Уважаемые коллеги, по техническим причинам Надежда Степановна отключается, у них отключили свет. Поэтому мы сейчас дадим слово следующему докладчику. У нас есть тоже видеозапись доклада. Арбачакова Любовь Никитовна, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник сектора фольклора народов Сибири, Института филологии. Но она находится в Таштаголе, живет. То есть она будет выходить с Кузбасса к нам на связь. Так. Добрый день, уважаемые коллеги. Тема моего выступления – исполнение эпоса в домашней обстановке. С 1994 года по 2008 годам нами совместно с новосибирскими музыковедами проводилась в районах Северной и Южной Шории регулярная работа по аудио и видеофиксации различных жанров фольклора, в том числе и героического эпоса. Сказания были записаны от 3 кайчи: Анатолия Прокопьевича Напазакова, Афанасия Васильевича Рышкина, Владимира Егоровича Танагашева. Было записано в общей сложности 32 героических сказания объемом от 1 до 4000 стихотворных строф. Эти записи оцифрованы и хранятся в архиве сектора фольклора народов Сибири Института филологии Сибирского отделения Российской академии наук. К сожалению, к концу XX века стал угасать интерес в народной среде к сказительскому искусству. Кайчи перестали быть востребованными, изредка их приглашали на народные праздники, которые проводили в селе Чувашка или Междуреченске, где они могли исполнить лишь небольшие отрывки сказания. Но вместе с тем к сказителям стали проявлять интерес различные ученые. Например, ученые-музыкологи, фольклористы, лингвисты, этнографы. В 2001 году к Владимиру Егоровичу Танагашеву и Анатолию Прокопьевичу Напазакову приезжали алтайские ученые под руководством Тамары Михайловны Садаловой, и они записали от них сказания. Например, от Владимира Егоровича записали сказание «Ах, олем, кокулем». Исполнение кайчи для одного слушателя-собирателя. В условиях специального интереса исследователей к сказительскому искусству и отсутствия интереса слушателей, а также для проведения качественной аудиозаписи, мы записывали исполнение эпоса в домашней обстановке. Исполнение сказания у себя дома – ситуация для кайчи прямо противоположная общепринятой традиции, когда следовало почетное приглашение и исполнение Алтын-Бах в кругу друзей и односельчан, которые великолепно знали сказительскую традицию кая. С 1996 года, будучи в гостях у Владимира Егоровича Танагашева, я записала на диктофон в его квартире вместе с вариантами 27 сказаний. В процессе разговора он расспрашивал нас о знании родного языка, про жанр Алтын-Бах, ну и другие какие-то вопросы. В своей квартире кайчи, на наш взгляд, чувствовал себя стесненным, так как ему приходилось исполнять сказания не как обычно вечернее и ночное время, а днем. Все эти обстоятельства, возможно, сказались не только на манере его исполнения, но и на сюжете и объеме Алтын-Бах.
Обычно перед сказыванием хайчи долго настраивались. Например, сказитель Афанасий Васильевич Рышкин в зачине сказания Алтын-хан сказал, что он давно чурбень, давно не ходил. Фольклористы, записывающие эпос, отмечали, что сказители чувствуют себя некомфортно в искусственной обстановке записи. Нередко им было трудно сосредоточиться на исполнении, и поэтому есть основания думать, что полученные таким образом тексты далеко не всегда адекватны тем, какие можно было бы услышать при естественном исполнении. Вот таким образом в своем помещении сказители, отвыкнув от исполнения кая, долго настраивались и были вынуждены исполнять один эпос с утра до обеда или до вечера, если он не спешил никуда, или собиратели не спешили. Положительные моменты записи эпоса домашней обстановки. Кроме вот минусов домашней обстановки, сказывающих на исполнение сказания и на их объеме, в этой ситуации есть и положительные стороны. В случае доверительного общения можно узнать от сказителя много интересных сведений, связанных со сказителями, сказаниями, шаманами. Как правило, после завершения эпоса мы спрашивали у сказителей о непонятных словах. Мы заметили, что сказители, оставшиеся без слушателей, часто ошибались, войдя не в то сказание. На объем текста влияло не только душевное и физическое состояние сказителя, но и другие факторы. Например, во время аудиозаписи сказания Алтын-Эргек Афанасий Васильевич Рышкин сразу предупредил, что к нему приехал сын, и поэтому он сказал, что я вам вкратце перескажу, а то далеко уйду. Другой представитель Мразской сказительской школы Анатолий Прокопьевич Напазаков сказание «Тазла разно чалганар харасавах печеля хан мергенты умалык» завершил краткой двухстрочной концовкой «Озон теп узурбадам, ксхатеп ксхатпадам». Говоря длинное, не укорачивал, говоря короткое, не удлинял. Он не только это сказание так завершил, но и все 5 сказаний, которые мы записали от него, он обычно заканчивал краткой, двухстрочной концовкой. И когда мы поинтересовались у Анатолия Прокопьевича Напазакова, знает ли он об эпизоде прощания Алыпы со своим конем, которого, как правило, в конце сказания отпускают на волю. Хайчи ответил утвердительно. Помимо этого, сказитель продемонстрировал знание традиционного обращения хайчи к слушателям, которое произносится в завершении повествования. «Одеркель ухан кишлерга туйлу улюш ползен, чаткель ухан кишлерга чардуху улюш ползен». Меня, сидя слушавшим людям, пусть полная доля достанется, меня, лежа слушавшим людям, пусть полдоли достанется. По словам Хайчи, зная, как традиционно заканчиваются героические сказания, сам он не придерживается такого классического завершения. Не исключено, что, сказывая в кругу многочисленных сородичей, Анатолий Прокопьевич Напазаков мог использовать это обращение к своим слушателям. На краткую концовку, видимо, повлияло то, что он исполнял сказания у себя дома и для одного человека. Доверительное отношение сказителей к нам помогло выявить упущенные моменты, после уточнить переводы трудных слов. Сказители неоднократно сообщали, что из-за ограниченного времени они вынуждены сокращать сказания, либо сказывать устным речитативом. Обращение к слушателям, читателям. Раньше сказители в конце исполнения некоторых героических сказаний могли обратиться к своим слушателям, деля между ними удачу и счастье хана. В нашем случае, когда сказитель сказывал для одного человека, он исполнял пожелания и благодарил от себя лично нас. Например, сказание «Көк-Торчук» после эпической формулы о добыче хана Владимир Егорович Танагаш обратился с благодарностью к собирателю. «Любашага улу алхшпозн». «Любаше, великое благодарение мое». Как мы заметили, в самозаписи сказания «Алтын салган» Владимир Егорович Танагаш поблагодарил своих воображаемых читателей-слушателей, прочитавших его запись. В сказании «Алтын каста» Владимир Егорович Танагаш нет обращения к читателям, однако он отметил, что не сказывал, а сколько слышал, видел, записал. Это Хайчи отмечал и в других своих самозаписях сказаний, отлично понимая характер исполнения, обращался соответственно к аудитории, слушающей или читающей. Необходимо отметить, что
самозаписи, выполненные Владимиром Егоровичем Танагашевым, значительно сокращены по сравнению с аудиозаписями. Например, сказание «Солнце увидишь, Кунькок» самозаписи составляет 1005 строк, в аудиозаписи 1588 строк. Самозаписи, которые были выполнены Владимиром Егоровичем Танагашевым, сокращались, видимо, и по той причине, что записывались в полном одиночестве, без поддержки слушателей. К тому же написано вручную, они требуют приложения физических усилий, внимания и сосредоточенности. Сказителям была важна настоящая аудитория, эпическая среда, поддерживающая пути за Алыпом. В случае одного собирателя-слушателя, гостя, Кайчи больше как гостеприимный хозяин лично благодарил одного слушателя. Ну и не только благодарил, также благословлял и одарил удачи Алыпа. Также я хотела сказать о влиянии собирателя. Фольклористы активно сотрудничали с исполнителями, выясняли значение устаревших слов, устойчивых выражений. Кроме этого, мы консультировались со сказителями в переводе имен Алыпов и их коней. Иногда исследователи, на наш взгляд, могли и отрицательно влиять на сказителей, например, предлагая им переименовать сказания. Например, вот Дмитрий Анатольевич Функ помог сказителю уточнить название сказания «Аккан». В «Аккан» имеющий 3 жены. Ушкаты Аккан. Мы это же сказание «Аккан» записали 4-жды. В 3 случаях оно было названо сказителем по имени главного героя Аккан. В одном случае была добавлена масть коня с триуким, светлокаурым конем Аккан. Ушкулахтых, аккуратных Аккан. Такое название, когда дается имя богатыря и коня с характеристикой, в тюрко-монгольском эпосе является традиционным. Ну и вот таким образом исполнение сказания у себя дома ситуация для Кайчи прямо противоположная общепринятой традиции, когда следовало почетное приглашение и исполнение Алып-Тыкныбах в кругу друзей и односельчан, которые великолепно знали эпическую традицию хая. Сказителям была важна настоящая аудитория, эпическая среда, поддерживающая его в пути за Алыпом. И в случае одного собирателя, слушателя, гостя, Кайчи больше как гостеприимный хозяин лично его благодарил, благословлял. Некоторые сказители, Анатолий Прокопьевич Напазаков, в присутствии одного собирателя или в самозаписях Владимира Егоровича Танагашева вовсе упускали обращение к слушателям. В своем помещении сказители, отвыкнув от исполнения кая, чувствовали себя стесненным, долго настраивались и были вынуждены исполнять один эпос с утра до обеда. Однако, благодаря доверительному общению со сказителями в домашней обстановке, нам удавалось прояснить некоторые темные места текстов, выяснить значение архаичных слов и выражений. Иногда собиратель мог вносить изменения в названия эпических произведений, а сказители, стараясь не обидеть в своем доме гостя, соглашались с мнением записывающего, например, о переименовании сказания. Исполняя сказания для одного слушателя-собирателя в дневное время, они сокращали исполнение, что, несомненно, сказывалось и на качестве содержания эпоса. Владимир Егорович Танагашев неоднократно сообщал, что из-за ограниченного времени он вынужден сокращать сказания, либо сказывать устным речитативом. Выполняя сказания в искусственной обстановке, специально для одного собирателя, сказитель, оказавшись вне эпической среды, не чувствовали себя объединения со своими слушателями, что сказывалось на ремарках сказителей на традиционной поэтике сказания. Спасибо за внимание. Спасибо, Любовь Никитовна. Я не знаю, наверное, она не сможет выйти на связь. Но, во всяком случае, если будут вопросы, то напишите в чате, пожалуйста. Я думаю, что Любовь Никитовна отследит это все, ответит нам. Следующий у нас докладчик Лилия Хатиповна Мухамедзянова «От Поволжья до Сибири. Ареал распространения татарского эпоса Идыгей». Это тоже у нас в записи, видеозапись доклада. Пожалуйста, включите. Добрый день, уважаемые коллеги. Тема моего доклада... Сама готовь.
Сама, Я сама пишу, да. Хорошо, давайте, Лилия Хатиповна. Очень хорошо вживую выступать. Замечательно, мы рады. Я запись отправила на всякий случай по вашей просьбе. Ну, замечательно, хорошо. Так, Надежда Степановна, мы вас в конце пустим. Появилась Надежда Степановна. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Рад приветствовать вас во втором Сибирском форуме фольклористов. Для меня большая честь выступить с докладом в столь важном научном мероприятии. Спасибо огромное организаторам. Мой доклад посвящается Дастану Едыгей, популярному у многих народов. Всем известно, что многочисленные национальные версии и варианты данного Дастана имеются у нагайцев, алтайцев, казахов, узбеков, туркмен, каракалпаков, телеутов, башкир, крымских, сибирских, поволжских татар и других народов и относятся к сравнительно поздней форме народного эпоса, к эпосу конкретно историческому, но сохранившему целый ряд особенностей, сюжетов и мотивов архаического эпоса. Тема не новая, достаточно известная и в какой-то мере изученная с разных аспектов учеными-фольклористами, эпосоведами, тюркологами, историками. В своем докладе я бы хотела обратить ваше внимание на татарскую национальную версию Едыгея, на татароязычные варианты этого эпического памятника. Я в первую очередь основываюсь на сохраненное в Центре письменного и музыкального наследия Института языка, литературы и искусства имени Галимджана Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан рукописи Дастана. Они записаны в разные годы казанскими учеными, введены в научный оборот, некоторые изучены и изданы, некоторые до сих пор ждут своей очереди в фондах. Всем известно, что судьба этого героического эпоса не совсем простая. По объективным причинам лишь с конца XX века начались первые шаги по изучению и публикации, например, его татарской версии. Известные татарские варианты записаны и в Сибири у сибирских татар, и в Поволжье, а также на территориях ближе к Уралу. Именно поэтому я назвала свой доклад «От Поволжья до Сибири. Ареал распространения татарского эпоса Едыгей». Хочу ознакомить вас с конкретными рукописями, которые имеются у нас в архиве или в фондах, или уже изданы. Довольно поздний в стадиально-хронологическом отношении данный эпос посвящен жившему и действовавшему на исторической арене в конце 70-х годов XIV века одновременно с Токтамышем, ханом Золотой Орды, реальной личности Едыгею, темнику Золотой Орды. У татар имеются многочисленные варианты Дастана, посвященные Едыгею, записанные в разных местах. Едыгей связывает настоящий татар с историей народа более 5-вековой давности, следовательно, он имеет непосредственное участие в формировании нации. Татарская версия эпоса об Едыгее представляет собой самостоятельный памятник татарского фольклора. По мнению историка Миркасыма Абдуллахатовича Усманова, Едыгей является неотъемлемой частью исторической памяти казанских татар. Основным ареалом расселения татар является Поволжье и Урал. В то же время и многие другие регионы Российской Федерации испокон веков являются их исторической родиной. Кроме Волго-Уральского региона, в частности Республики Татарстан и Республики Башкортостан, где сосредоточены более крупные группы татар, они проживают в Сибири, Крыму, Астраханской области, дисперсно на всей территории Российской Федерации, от Камчатки до Калининграда, также в странах ближнего и дальнего зарубежья. Дисперсное расселение народа, говорящего на одном и том же языке, с легкостью обеспечивает распространение одного и того же произведения в разных географических точках. И Едыгей в этом плане не является исключением. Сюжет об Едыгее встречается среди татар и в Поволжье, и в Сибири, о чем свидетельствуют дошедшие до нас письменные источники, где зафиксированы образцы Дастана. В фондах Центра письменного и музыкального наследия Института языка, литературы и искусства имени Галимджана Ибрагимова, АНРТ, хранятся документы, то есть тексты вариантов Дастана, объяснительные записки или комментарии к текстам, переписка ученых о Дастане и прочее. Введение в научный оборот материалов фонда Центра по Едыгею начато с 1940 года. События Дастана Едыгей
описывают критический период за ханский трон в Золотой Орде. В основе эпоса лежат территориальные претензии двух государств Золотой Орды и империи Тамерлана, то есть Аксак-Тимира, то есть или Тимура Хромова. С 1395 года Идыгей был фактическим правителем Джучиева улуса, то есть Золотой Орды, довольно долгое время. С его именем связана последняя попытка возрождения былой мощи могучего государства. Идыгей, как реальная личность, был талантливым полководцем, выдающейся, но весьма противоречивой личностью. Интересен факт упоминания в варианте, хранящемся в архиве Иали имени Ибрагимова, записанном в 1854 году у неизвестного информанта, неким Габидуллой Ахмеджанулла, затем им же переписанном Идыгея как бека, резиденция у которого якобы находится в Больших Тарханах. Большие Тарханы, ныне сельское поселение Большие Тарханы в Тетюшском районе Республики Татарстан. По объему, структуре этот вариант очень близок с одним из алтайских вариантов Мрат-Пи, который впервые был издан Ратловым. Текст найден в Поволжье и переписан поволжским татарином. Рукопись на арабской графике. Суть содержания определяется рассказом фабульного характера об истории богатырских деяний Идыгея, его борьбу за свободу своего народа против внешних врагов. Местом, где остановился Идыгей, то есть Туктаган Урана, в тексте названо село Большие Тарханы. В сюжете достойно внимания присутствие образа Нараден Би как сына и внука Токтамыша, таких топонимических названий Поволжья, как Чулман, то есть река Кама, Нукрат, река Вятка, Идель, Волга. Текст небольшого объема, всего 4,5 листа. Прозаические эпизоды фабульного характера, стихотворная часть занимает меньше четверти текста. В композиционном плане текст представляет собой диалог между Идыгеем Би и Нараден Би. В целом, как фольклорное или литературное произведение, данный вариант уступает остальным татарским вариантам, но он весьма важен при выявлении генетики, ареала, времени и места распространения Дастана Идыгей и системном изучении всех его версий и вариантов в сравнительно-историческом и сравнительно-типологическом плане. Вариант, который представлен в хрестоматии Березина как туркменский, по мнению некоторых ученых, как Милиаранский, например, или же Накисанбет, также следует считать татарским вариантом, можно считать татарским вариантом, зафиксированным на письме середины XIX века. Необходимость заключения такого вывода позволяет сравнительно-лингвистический анализ образца. Следует обратить внимание на то, что язык памятника мало подвержен арабо-персидскому влиянию. Скорее, это кыпчако-татарский письменный язык периода Золотой Орды. Если провести параллели с этим памятником и Дафтари Чингизнаме, то можно найти много схожестей в языковом плане. Наличие в нем лингвистических особенностей, относящихся к казанскому, то есть среднему диалекту татар, сформированный на основе кыпчакского языка, также общие в сюжете и стиле фольклорными произведениями об Идыгее, распространенными среди поволжских татар, оставляет место задуматься о том, что Поволжский регион отнюдь не чужд для знаменитого сюжета, скорее наоборот. Испокон веков Идыгея здесь любят как родного, поднимают эту личность на пьедестал, воспевая его деяния в народных сказаниях, риваятах, то есть преданиях. Идыгей также фигурирует и в татарских шежере родословное. Ведь отношение народа к своему герою имеет огромное значение. Историко-героические сказания, а также риваяты, пусть это не объемный эпос Дастана, но в них есть упоминание об этом образе. Распространенный в Поволжье, разрушение государства Золотой Орды с глубоким сожалением связывают с богатырской смертью Идыгея. В конце 60-х годов 20-го столетия Ратлов записал от сибирских татар несколько вариантов Дастана на эту же тему. Поэтические и смешанные с прозой Дастана с названиями Идыгепи, Токтамышхан в двух вариантах, Аксак-Тимир. Эти произведения — образцы большого цикла эпоса об Идыгее.
После Радлова в середине и в конце XX века у сибирских татар записаны многочисленные варианты Наким Исанбетом, Хафизом Рахматуллиным и другими учеными. По самостоятельности сюжета и по объему среди них есть более совершенные, есть и незаконченные, отрывистые. В фондах также хранятся некоторые тексты Дастана, записанные на территории Башкортостана у татар. В 2004 году составленный и изданный Флорой Вагаповой Урманчи сборник татарских дастанов были включены 3 объемных варианта Идыгея, рукописи которых хранятся в фондах центра. Все эти варианты в разные годы записаны у татар, проживающих в Западной Сибири. Преобладание устных вариантов Дастана у этнической группы сибирских татар – признак более стабильного развития фольклора в данной этнической группе дисперсно расселенного татарского народа. Татарский сводный текст известного Дастана Идыгей составлен в 1919 году. Составитель Нигматулла Хакимов. Первоначально произведение было записано им, то есть Нигматом Хакимом, в Сибири, в селе Еланлы Тобольской губернии Тарского уезда из уст сибирского чечен-сказителя Сыдыка Магдевича Занятинова. Сыдык-карт, по-другому его называли, годы его жизни 1854-1927. Сыдык занимался торговлей с груженным товаром. С груженным товаром он побывал в городах Средней Азии, казахских степях, Томске, Иркутске, Казани, Нижнем Новгороде и так далее. Известно, что Сыдык учился в медресе, то есть был образованным, знал арабский язык, занимался эпическим творчеством народа. По словам его сына Азима, начиная с 1900-х годов, он рассказывал Идыге на диалекте тарских татар. Его постоянной аудиторией был местный народ. К сожалению, эпос Идыгей не сохранился в том варианте, каким он был записан из уст Сыдык-карта в 1919 году Нигматом Хакимом. Мы считаем, что записанный им вариант им же обработан, дополнен некоторыми деталями, поэтому данный текст следует считать в категории сводного текста. Далее, в конце 30-х годов XX века, писатель и фольклорист Наки Исанбет, собрав тексты всех устных вариантов, записанных у татар, и ранее упомянутый объемный вариант Нигмата Хакима, в том числе обрабатывал их вместе с учеными-фольклористами ИАЛИ имени Ибрагимова НРТ. В результате искусной обработки огромного фактического материала, фольклорного материала, был составлен поэтический текст Дастана. Вариант Наки Исанбет характер проделанной работы по созданию Идыгея в XX веке свидетельствуют поэтапно созданные в архив ИАЛИ документы. Здесь зафиксированы все объяснения по составлению Дастана, а также хранятся черновые варианты сборного Идыгея. Бесспорно, что творческая идея ученого и писателя Наки Исанбета была воплощена в жизнь под строгим наблюдением стоящих на страже народных традиций ученых. Результат такого труда весьма радует. Ведь исполненных на уровне Идыгея историки героического национального татарского эпоса весьма мало не только у татар, но в масштабе мирового эпоса вариант имеет огромную ценность. Будучи подвергнутым специальной индивидуальной обработке, но при этом сохранивший во всей полноте верность народным традициям такого рода эпос Дастан, удивительный труд, требующий от писателя-обработчика огромной ответственности. Полученный подобным образом литературно-фольклорный шедевр в стихотворной форме впервые был опубликован в 1940 году в журнале «Совет Эдебияты» в Казани. Затем несколько раз переиздан Семеном Липкиным, был переведен на русский язык, впрочем, как я уже сказала. Итак, ареал распространения фольклорных произведений определяется территорией расселения народа, говорящего и пишущего на одном и том же языке. Дисперсное расселение татар на огромных территориях евразийских степей обеспечивало быстрое заимствование эпических сюжетов и распространение Дастана в варьированной форме. Процессы, связанные с возникновением и распространением эпоса Идыгей у разных этнических или
территориальных групп татар является ярким примером проявления данной закономерности в традиционной культуре. Вышеназванные и другие варианты Дастана дают много информации о форме и географии бытования эпоса. Варианты татарской версии Едыгея были распространены не только в Поволжье и Предуралье, на территориях компактного проживания татар. В определенный критический период жизни народа Дастан нашел свой приют и в более спокойных просторах Сибири. Едыгей в 20 веке стал письменно-книжным. Это есть логическое продолжение устного героического эпоса, возникшего в рамках живых эпических традиций. Здесь я считаю нужным объяснить термин «книжный эпос», употребленный мной по отношению к эпосу Едыгей. Мы имеем в виду то, что возникшие в 20 веке тексты Дастана и Едыгей сильно отличаются от записанных вживую из уст сказителя Дастанов. Обработанный творческой личностью или же распространенный в рукописях эпос считаем книжной разновидностью эпоса. Об этом, впрочем, защищена моя докторская диссертация, где сформированы теоретические представления в отношении татарских книжных Дастанов, выявлены их типы и общая эволюция типологической общности с жанром эпоса вообще. Подробно изучены некоторые книжные Дастаны. Вариант Накия Санбета, а также Нигмата Хакима, о чем говорилось в докладе, считаем также книжной разновидностью Дастана об Едыгее. Они письменно-книжные, но содержат те же мотивы, характерные для живых вариантов этого же Дастана. У татар есть традиционно устные варианты, зафиксированные татарскими фольклористами, но есть и книжные. В докладе речь как раз шла об этом. Считаем целесообразным использовать именно термин «книжный» по отношению к стадиально поздним татарским вариантам Едыгея. Они также активно участвуют в процессе развития эпоса и его распространения. На этом у меня все. Спасибо за ваше внимание. Желаю всем успехов и здоровья. Лилия Хатиповна, спасибо вам большое за интересный доклад. Скажите, пожалуйста, вы оговорились, назвав Едыгей фольклорное или литературное произведение? Какой жанр все-таки? Фольклорное или литературное? Я в каком смысле имела в виду? Это не литературное произведение, это исконно фольклорное, имеющие фольклорные корни, имеющие корни традиционного эпоса, то есть устного эпоса, устно исполненного эпоса. Только так. Это фольклорное произведение. Спасибо. А скажите, пожалуйста, вот при такой широкой распространенности сюжета, вот что дает основание говорить о том, что это эпос именно казанских татар? Я такого не сказала, Евгения Николаевна. Это не ваше, а вы цитировали труд... Бекасыма Усманова. Да, Усманова. Усманов и Накий Санбета. Да, или Накий Санбет. Сюжет общий. Я сказала, что версия Дастанов имеется у многих народов. Перечислила их даже, да, у нагайцев, алтайцев, казахов, узбеков, туркмен, каракалпаков, телеутов, башкир, крымских, сибирских, поволжских татар и других народов. Есть и татарская версия в многочисленных вариантах. Я это имела в виду. Но Усманов считает, что это именно казанских татар, да? Усманов считает, что в эпосе татар, в татарской версии, отражается многовековая история татар. Как историка, его мнение я поэтому и цитировала. И является неотъемлемой частью исторической памяти казанских татар. Вот точнее, как он цитирует, как он пишет. Спасибо, Лилия Хатиповна. Есть еще вопросы? Это наша общая история, это общий эпос. Да. Может, не знаю, я как-то неправильно выразилась или не поняла вас, Евгения Николаевна? Евгения Николаевна, можно вопрос? Да, конечно. Да, пожалуйста. Да. Ага, да, спасибо. Лилия Хатиповна вполне конкретно, на самом деле, создала реальную картину, характеристики общие. И
некоторые сделали экскурс на генезис, с чем мы все согласны. И поэтому она вполне права, что назвать чисто татарским, чисто башкирским, чисто каракалпакским эпос нельзя назвать. Он уникален тем, что последний эпос, который соединил в себе изустное творчество и перетерпел большие литературные внесения. В 1897 году выдающийся просветитель Мухаммед Салим Умедбаев, он еще писал о том, что эпос Идекей живет в устах народа, говорят о нем, поют о нем очень интересные песни, к сожалению, которые он не смог, вот опять из-за того, что не было технических средств, описать. Что очень нас интересует до сих пор, какие же были эти песнопения. Некоторые я нашла: «Восхваление Урала» и песня «Хабрау-Ярау». «Сапражрау» у каракалпаков, «Сапражрау», «Хабрау» и так далее. И поэтому характеристика дана была компетентна. У меня вопрос был такой. Как вы думаете, Лилия Хатиповна, включение, что Идекей упоминается в нагайском Каракбатыр, с чем это связано? Он там упоминается, вот я забыла просто, как герой или же предводитель рода, воин. Мне как раз нужны были вот эти сведения на данном этапе. Нагайский вариант, вот вы, может быть, осведомлены, Розалия Асфандиадовна, вот есть вот такая хорошая книга, видно, да? Да, это видно. Выпускает, скажу точнее, под редакцией доктора филологических наук Насипхан Хусиновны Суюновой, знаете, да? Вот. Карачаево-Черкесским институтом гуманитарных исследований при правительстве КЧР. Вот очень богатая книга, и здесь собраны все, почти всевозможные, которые известны, нагайские варианты этого знаменитого эпоса. Можете посмотреть, можете ознакомиться. Выпуск 2016 года. Эту книгу мне подарили в Казахстане на международной конференции. Ценю эту книгу. В общем, рекомендую. Более подробную информацию можно найти в этой книге. А так я специально нагайские варианты не изучала. Спасибо. Все, поняла. В этом случае имеется в виду, поэтому точно сказать вам не могу. Хорошо, хорошо. Спасибо вам за вопрос. А есть вот такое вот глубокое, такое фундаментальное сравнительно типологическое исследование всех версий Идегея? Нет, к сожалению, нет. Я вот, когда писала докторскую диссертацию, я специально не взяла этот эпос, специальную главу не посвятила этому эпосу, считая, что он досконально изучен. Но вот сейчас вижу, что Идегей специально в монографическом плане изучать в разных аспектах. Наш фольклорист Нурзарипов очень большой вклад внес в это изучение этого эпоса, естественно, но вы правы, а там изучать и изучать. Вот я затронула только миф в эпосе, историческом эпосе. Есть у меня несколько статей. Там есть обряд инициации Идегея в пещере, там есть посвящение стариком, ему благословления даются, в пещере ему встречаются это сорока, который говорит о будущности и так далее. Вот эти мотивы, они очень архаичны сами по себе. И на это накладываются исторические факты. Вы правы вот в этом. Да, исчерпывающий ответ нет, может и неправильный. Есть, конечно, очень много исследователей с разных аспектов касаются этой темы, этому достану. Например, Фатых Урманче, татарский фольклорист, мәрхүм Орнаженет Табылсын, у него есть книга «Народный эпос Идегей», и у других народов тоже. Но я считаю, перспектива для изучения этого эпоса в дальнейшем
Просто открыто. огромная. Да. И вопрос Евгении Николаевны был, кстати, вот есть ли вот такая обобщающая работа? Да, потенциал огромный у этого перспективно очень. великолепного эпоса. Спасибо. Это так же, как нардские сказания на Кавказе. Там каждый кавказский народ считает вот сказания богатыря своим. И вот только сейчас в последнее время предпринято, вот Алла Ивановна предприняла такое издание, вернее, такое исследование обобщающего плана. Что, какая общность, что общее в генезисе, в поэтике нардских сказаний, вот то, что объединяет всех вот, нардские сказания всех народов, чтобы, найти общее ядро, чтобы не каждый народ говорил, что это именно его эпос, и при том, что он распространен очень так широко, а найти вот сходство, общее сходство, чтобы объединяло вот этот эпос. И примерно тоже такая же ситуация, видимо, в отношении складывается и Эдигея. Развод такой ареал распространения широкий. Хорошо, спасибо. Есть еще вопросы? Вот видите, Лилия Хатиповна, сколько вопросов возникло, дискуссионных моментов. Интересно. Да, интересно очень. Спасибо огромное. Спасибо. Так, следующий у нас, все-таки мы дадим слово Надежде Степановне. Надеюсь, там справились с электричеством. Надежда Степановна, пожалуйста, вам слово. Меня слышно? Слышно хорошо, да. Хорошо. Просим прощения за сбой, но сейчас уже все хорошо. Продолжу свой доклад. В героических сказаниях Хакаса среди волшебных предметов чаще всего встречаются книга судьбы, перстень, платок, письменное послание, зеркало, трехсуставная белая трава, складник, стрела, мячик. Как правило, в сказаниях встречаются два способа получения волшебных предметов. Сказание о получении волшебного предмета и его последующем использовании или поиска, или добычи волшебного предмета. Устойчивые поэтические описания, связанные с волшебными предметами, имеют семантику оказания некой помощи богатыря, богатырки, являясь средством для борьбы, способом перевоплощения, достижения каких-то целей. Например, книга судьбы, как один из волшебных предметов, чаще всего встречается в описаниях, связанных с мотивировкой выезда богатыря из дома на поиски суженой или поиска боевого меча. Так, в сказании «Старик Ахан на белобуланом коне» на стойбище Ахана нападает враг. Тем временем конь спасает маленького мальчика. По прошествии времени юный богатырь возвращается в свое разрушенное стойбище и находит книгу, где указывается местонахождение суженой. И у сказителя Апаниса Бурнакова, в отличие от других сказителей, вот устойчивое описание, связанное с волшебной книгой, есть такое дополнение. Алтын буквадан киль пастасынды пазл портер. Золотыми буквами написано «оказывается». Чаще всего в текстах встречается заимствованное слово «книга», но есть сказания, где использована «кинде» – книга. Варьирование идет в основном за счет использования грамматических показателей глаголов и включением постоянных эпитетов. Также в некоторых сказаниях указывается место хранения или размер книги. Книгу размером с чепрак читает. В эпосе «Харахус», вскормленный орлами, сестра по завещанию дяди должна была передать уже другой волшебный предмет, золотой мячик, брату Алтынхусу. Но она скрыла от брата предназначенный ему подарок, решив отдать его своему жениху. И впоследствии, узнав о вероломстве сестры, Алтынхус очень огорчается. Однако сестре уже не воспользоваться этим подарком. Все магические свойства золотого меча исчезают, потому что он предназначался именно богатырю Алтынхусу. И интересно, что слово «меспы», как правило, это в эпосе все-таки переводится как «булава». Вот. В героическом сказании, в другом героическом сказании Алтынчус, для того, чтобы восстановить свои силы, богатырь съедает сырок, который ему дали невестки. В этом случае наблюдаем древние черты в образах хакасских богатырей.
мотив волшебства, обладание благодаря чудесными способностями. И почти в каждом героическом сказании герою приписывается умение воскрешать мертвых, понимать язык птиц, коня, принимать различные виды. И мотив о подкреплении сил богатыря сырком часто встречается, но здесь у разных сказителей есть варианты. Либо это хурут, либо это пызлах. Я зачитаю только переводы. Алтынчус, его проглотив, хурут, будучи проголодавшимся, насыщается, будучи истощившимся, теперь полнеет. Другой волшебный предмет – золотой платок. Дева сняла свой золотой платок, тут же перед ней белый шелковый шатер встал. Перед белым шелковым шатром свой золотой перстень подбросила. Коновяз для коня, тогда появившись, стала. То есть здесь сразу и золотой платок, и золотой перстень – это пример, взятый из Айхуджин. Что касается зеркала, как волшебного предмета, в эпосе хакасов часто встречается диалектное слово кызыльское, именно кюстык. Есть слово кюрендес, но кюрендес в фольклорных текстах не используется. Больше используется слово кюстык, то есть зеркало с волшебными свойствами. Я бы хотела более подробно остановиться, потому что археологи, известные археологи, Юрий Николаевич Есин, мой коллега, и Аборин, они обнаружили фрагмент китайского зеркала, найденного известными археологами, где имеется енисейский вариант рунического письма. Юрием Николаевичем Есиным сделано подробное описание находки, определен тип и возраст зеркала, сделана прорисовка. И по прорисовке, выполненной Юрием Николаевичем Есиным и тюркологом Такаши Асава, предложена следующая интерпретация надписи на фрагменте зеркала с реки Сыр. И они дают, значит, сделав транслитерацию, транскрипцию, они дают такой перевод. Друг или супруг, сделай оздоравливающее зеркало. То есть на фрагменте зеркала была надпись. Почему я об этом говорю? Это очень прямо связано с волшебными предметами и с текстом. Интерпретация надписи, выполненная Такаши Асава, дополнена кратким сопоставлением с хакасским фольклором и лексикой хакасского языка, который обнаруживает значительную близость к этому средневековому тексту. Такое сравнительное изучение имеет особое значение, поскольку хакасский язык и фольклор являются прямыми наследниками языка и культуры средневековых жителей региона. Составители надписи на амулете. Опираясь на представленную выше транслитерацию и транскрипцию надписи на фрагменте зеркала, можно предложить следующие комментарии по прочтению отдельных слов. То есть Абориным и Есиным была сделана транслитерация и транскрипция. И я предлагаю следующее прочтение. «С» в современном хакасском языке близко слова «эш» – «друг». Но допустимы и иные сопоставления. Например, «с» – «выпей», «пей». И есть «ис» – «послушай», «слушай». «Эсен» – это слово родственно современному хакасскому «изен» – «желать быть здоровым». В эпосе «изен» приветствие, да, «изен хазах» очень часто встречается. В хакасском языке существует также устойчивое выражение «изен хазах» – «живой, здоровый». Другая возможная аналогия с чем? Снадобье. «М» в современном хакасском языке имеет форму «им» – «лекарство». «Эт» соответствует современной литературной норме «ит» – «делать». В хакасском языке звуки «э» и «е» в начале и первом слове слова малоупотребительны, а в диалектах хакасского языка, в частности качинском и сагайском, употребляется звук «и» в начале слова и в первом слове. Например, «м» – «им» – «лекарство». Нередко в русских переводах хакасского эпоса слово «им» – «лекарство» переводится как «снадобье», «зелье». И в целом в контексте сравнения с хакасским языком можно предложить такие варианты интерпретации основной фразы, следующей после словоразделительного знака. «Изен им ит» – «исцеляющим лекарством сделай» или «пусть будет». «С чем им ит» – «пусть будет снадобьем лекарством». Слово «им» встречается в ряде произведений хакасского фольклора.
зафиксировавших традиционную роль такого лекарства в культуре, обстоятельства использования, назначения. И, например, в героическом сказании «Үштүл гешиткан ахуэттык айхамат» есть, встречается как раз вот трехсоставная белая трава. Хаентён из трехсоставной белой травой лечит, исцеляет. Зелье, которым лечила, целебным было. Снадобье, которое применила, исцеление принесло. Хаентён, глубоко вздохнув, тяжело вздохнув, встал. Отрывок из другого героического сказания Ханмерден на белом игренем коне с полумесяцем во лбу. Здесь зелье, приготовив, лечила, врачевала. Зелье, которым лечила, исцеление не принесло. Снадобье, которое применила, целебным не стало. Навзничь упал. Оба примера из героических сказаний Хакасов являются составной частью большого по объему традиционного поэтического описания обретения истинного облика, воскрешения, исцеления, очищения. Чаще всего за эпическим мотивом исцеления следует пучок мотивов, связанных с героическим сватовством. И в данном докладе я, конечно, не все волшебные предметы раскрыла, но это вот по тем рукописям, с которыми я сейчас работаю. Таким образом, во всех представленных примерах вариативность создается за счет подстановки новых слов в старые схемы, сокращение или расширение поэтических словосочетаний. В сказаниях поэтические описания варьируются, обеспечивая разнообразие и художественность текста. У каждого сказителя есть свой набор излюбленных устойчивых выражений, слов, которые он часто использует в своем репертуаре. Важно, что данные примеры записаны от представителей разных сказительских школ, условно сказительских школ. Тем не менее, они узнаваемы, устойчивы. Вариативность носит в основном синонимический характер. Как я говорила, например, хурут, пазылах, меспек, меч. Да? Сравнение рунической надписи древнетюркского времени, вырезанной на амулете с приведенными отрывками из героических сказаний, убеждает в правильности и точности предлагаемого перевода. И довольно часто применяемое целительное средство не имеет никакого конкретного обозначения или названия. В героических сказаниях Хакасов целительное средство добывают помощники главного героя, побратимы, богатырский конь, птица Ханкерет. В ряде героических сказаний птицы, супруги Ханкерет, охраняют целебный источник, бьющий из-под священной березы, или добывают целебную траву. Таким образом, в контексте хакасского фольклора не исключено, что содержание рунической надписи на фрагменте зеркала может иметь семантику вечного бессмертия. Вот, если вкратце так, но я бы еще вот хотела сказать про зеркало, что айкустук и конкустук, да, в фольклоре используются, то есть лунный глазок, и функция айкустук – это просмотр пространства, всего пространства, да, для развития сюжета, то есть это или будет потом мотивировка выезда богатыря на поиски суженой, вот. А если в двух сказаниях мне встретился складник в рукописи 45-го года Райкова и в рукописи 72-го года. И вот интересно, что складник 45-го года, он выступает как волшебный белый платок. То есть его раскрывают, и волшебный стол богатыря накрывается. Вот, ясно. В рукописи 72-го года складник используется для того, чтобы богатырем используется для того, чтобы вспороть живот своему брату, который оказывается в подземном мире, и у него в сердце воткнуто 3 медвежьих волоска, и он этим складником спарывает живот и убирает эти волоски, и тогда он превращается уже в светлого богатыря.
Вот, если вкратце, то у меня все. Спасибо за внимание. Надежда Степановна, спасибо вам большое. Это интересная очень тема, волшебные предметы. Вообще, вот если рассматривать в таком специальном монографическом исследовании только волшебные предметы, мне кажется, это будет очень интересная работа. Потому что волшебные предметы, мало того, что они употребляются широко и упоминаются в сказках, но в эпосе это тоже играет большую роль, функциональную прямо роль. Вот в отношении зеркала. Зеркало, конечно, это очень древний артефакт. С появлением металла появились зеркала медные, бронзовые, они упоминаются в эпосе. И более того, зеркалами до сих пор пользуются шаманы в шаманской практике. Это как бы оберег, они надевают себе на грудь и как бы отражают вот действие своих противников или воздействие влияния злых сил. Вот это зеркало. А в эпосе у вас зеркало используется для того, чтобы обозреть пространство или следить за дорогой, за тем, как складывается богатырская дорога персонажа, героини или богатырки. Там вот другой персонаж следит, раскрывает зеркало, смотрит и следит, вот, как складывается дорога у этого человека. Так ведь? Вот. Но у меня вопрос другого плана, это я так по ходу заметила. Скажите, пожалуйста, Надежда Степановна, вот в отношении, например, вот это слово «м», оно и в бурятском языке, и в монгольском языке «м» — это лекарство. Вот какое отношение у вас в лингвистике и у эпосоведов в отношении вот таких слов, которые либо являются монголизмами в тюркском эпосе, либо тюркизмы в монгольском языке, ну, в бурятском, монгольском, калмыцком там это. Вот, пожалуйста, поясните. Я знаю, что Валентина Евгеньевна, она считает, что это все тюркизмы. А вот как вы и другие, да, ученые? Вообще вот у нас употребляется, вот я сказала, что в диалектах, да, даже сейчас, вот мы говорим «им», а качинцы, кызыльцы, у них «м». Вот, то есть абсолютно одинаково, просто вот в зависимости от диалекта. Но мне кажется, что это все-таки больше монголизм. Ну, ясно. Значит, вы из нашего отряда. Я еще забыла сказать про стрелу. Вот мне попался такой фрагмент интересный, что стрела, именно священная стрела, которая предназначена для лишения жизни шаманки. Место хранения вот этой стрелы находится в гриве богатырского коня. Вот. Это вот первый случай, я не стала, это только один, в одном сказании я ищу подтверждение. Вот. Это вот единственный случай, но это для меня очень интересно. Ну и для меня это тоже не менее интересно и важно. Я заметила, что в хакасском эпосе богатырский конь — это прямо вот это конь, персонаж наравне с богатырем действует. Это главный персонаж, можно сказать. Но только он в зооморфном виде. Вот тюрко-монгольский эпос, он вообще он особенно отличается тем, что конь воспевается. Это культ коня, он прослеживается везде. Вот об этом Рахиль Соломоновна, Липица, об этом написала книгу, исчерпывающую, так сказать, это самоисследование. Но хакасский эпос в этом отношении особенно подчеркивает роль коня. Это конь, это тот же богатырь, но только в зооморфном виде. И самое интересное, что он за богатыря осуществляет вот все те подвиги, совершает, которые должен был бы совершить богатырь. Но это делает конь. Вот и очень интересно. Вообще хакасский эпос чрезвычайно интересный эпос. Да. Евдокия Жанна, пожалуйста. Вопрос. Спасибо, Надежда Степановна, за интересный доклад. Я прям так обрадовалась, когда вы вновь включились. Вот, этнопоэтические константы – это просто уже какой-то смысл жизни, какого-то периода жизни моей. Да? А вот, знаете, меня что вот интересует? В текстовом воплощении, да, константы, да, вот волшебный предмет, именно в эпосе. Вот в описании все-таки доминирует характеристика физических свойств,
или волшебных свойств? Вот именно текстового воплощения. Какими словами эти волшебные предметы там, да? Ну, скажем, я понимаю, там оружие, там всегда описывается качество металла, ковки. Вот сказки понятно, а вот в эпосе как, хакасском, интересно? Именно в текстовом воплощении. На что делается акцент? Вот, спасибо за вопрос, Евдокия Ранджановна. Вообще, конечно, по сравнению с другими общими местами, да, волшебные предметы описаний, они не такие объемные, они менее, да, и они занимают буквально, вот я почему сказала, несколько примеров привела, допустим, как отличается у разных сказителей. И я хочу сказать, что есть конкретика. Вот он стоял, богатырь, и что-то спускается с неба. Он посмотрел, а это книга, ну то есть несоответствие даже есть. А когда это спустилось, это оказалось послание в виде листка, да, вот, и все. То есть, какого листка, чего непонятно, да, какого? Именно вот это свойство, характеризующее этот предмет, нет, да? Нет, потом уже есть продолжение, допустим, вот он посмотрел, и в зависимости от импровизаторского таланта сказителя он уже говорит, там было написано, или, допустим, оказывается, вот это вот есть еще. А чтобы в текстом как-то они вот выделялись, вот такого прямо... Знаете, вот по поводу «м», да, вот, скажем, вот в калмыцком, монгольском и в тюркском я вижу везде там цаган-м, белое лекарство, которое излечивает до обеда, если утром принять, а потом, если после обеда в течение суток излечивает, да, исцеляет. Именно белое подчеркивается. Или там, допустим, какое-то послание, именно шарбичек, желтое письмо, там, да. Вот это константа, вот именно в вербальном воплощении. Ну вот, знаете, она прям везде, вот стабильно, во всех монгольских эпосах именно так. Белое лекарство, которое такое эффективное, волшебное, и, скажем, шарбичек, и относительно всех других предметов, конечно, там эпитеты бывают очень такие объемные, но вот этот всегда ядерная часть вот этого большого такого эпитета, значит, да, вот именно белое лекарство. Я уж, как-то мы с Людмилой Александровной обсуждали, я говорю, это же не наркотик ли имеется в виду, не наркотическое, который был известен нашим предкам давным-давно и именно в этом виде. Да, причем вот белая трехсоставная трава, ведь в выпасе она же названия не имеет, просто вот белая трехсуставная трава. Вот. Или, допустим, вот я сказала, что различные эпитеты, да, алтын часто встречается, книга, алтын, но платок, белый, платок белый, он не алтын. Вот. Вот именно белый платок, но потом уже понятно, что это... Да. И самое интересное, что в эпосе же вот хранение белого платка вот совпадает. Хранение белого платка, завязанного 3 узлами, да, и хранят они его под подушкой. А в платок белый завязан, что хранится там? Либо это шарик, да, дающий жизнь, ну, мячик вариант, либо это может быть кольцо, волшебное кольцо. Вот. Но самое интересное, что есть мы видим, что место хранения волшебных предметов, да, допустим, если книга, то это сундук с 9 замками. Вот как правило, там варианты просто идут 6. Надежное такое место. Да. Вот. Подчеркивающее ценность этого предмета. Да. Да, вообще вот Евгения Николаевна очень хорошее предложение сделала вам, а может быть нам всем, да, вот это волшебный предмет объединить очень много общего, действительно. Вот белый платок то же самое мы встречаем и в нашем эпосе везде абсолютно, именно белый. Сакральность передается таким образом, а может быть еще более древнее что-то. Очень интересно, спасибо. Пользуясь тем, что эпосоветы тюрко-монгольские... можно еще... Сейчас я один небольшой вопрос просто спрошу, поскольку эпосоветы сидят тюрко-монгольские. Скажите, пожалуйста, вот встречается вам известно слово «илга»? Илга. Угу. Это как живительная какая-то влага, живительное какое-то вещество? Еще раз повторите, пожалуйста, слово. Илга. Вот если писать илга. Но я по-бритски говорю илга, а так илга.
Так вот сиюминутно я не могу вспомнить, но оно в контексте оживления, да? Да, какая-то живительная, какое-то живительное влага, вещество, ну, что-то такое вот для оздоровления. Нет, в эпосе вот очень редко встречается, но вот мне интересно, что оно вот встречается редко, но вот интересно же, почему оно встретилось, оно где-то откуда-то заимствовано или что-то очень архаическое, какое-то вещество. Ладно, проехали. У меня несколько слов. Ага. Давайте, Розалия Свандиаровна. Ага, вам слово. Да, очень интересное обсуждение идет. Я уже думала, все-таки нужно включиться. Вот наши древнейшие рукописи изучали наш доктор филологических наук, ныне покойный уже Галяутдинов, член Кора Академии наук был, и Шамиль Нафиков. Они по руническим письменам еще составляли таблицы. И изучали также Рахбелик, рукопись Махмуда Кашгари, где вот это слово «им», они расшифровываются как целительные влага. Во-первых. Во-вторых, еще есть, семантика такая проявляется «имеу», то есть высасывать. Высасывать, им означает имя, у тюрков означает высасывать болезнь. И я сама обратила внимание на этот русский язык. Я в последнее время многим словам за разгадки нахожу в этом русском языке, который у нас изучает Фарид Латыпов. И вот слово «им», он также связывает, что тогда, в то время, тюркский этрусский язык означает живительное, то есть что-то связанное с жизненной влагой, жизненным действием. Поэтому, мне кажется, просто определить, как монгольское, бурятское или тюркское нам еще рановато, мне кажется. Мне кажется, вот это вот пока нужно рассмотреть. И по поводу вот «илге», Евгения Николаевна, у нас есть слово «елга». «Елга» означает «река». Во всех эпосах и в сказках «елга» у нас означает «живительная вода», «река». Может быть, вот как вы говорите, «илге» — это и есть такая праформа, или же такая другая форма, монголизованная или же туркизированная форма. Но восходит опять-таки к живительной влаге, вот это слово «елга». Да, спасибо, очень интересно. Надо смотреть. Давайте еще вопросы. Очень интересно, у нас вот такое общение получается. Есть вопросы еще аудитории? Давайте тогда последний доклад мы прослушаем, и возможно, тогда, если у нас будет время, пообсуждаем, поговорим еще, пообщаемся. Хорошо. Так, у нас последний докладчик. Тучкова Наталья Анатольевна. Где она у меня, Наталья Анатольевна? Это доктор исторических наук, старший научный сотрудник Музея природы и человека. Сейчас она переехала в Ханты-Мансийск. Ее тема «Квельджут. Богатырские сказания селькупов и ареалы их распространения среди локальных групп этноса». Она занимается, вообще она по образованию этнолог, но она является еще ответственным исполнителем тома «Фольклор южных селькупов». У нас в Казакевиче выступала «Фольклор северных селькупов», она ответственный исполнитель. А Наталья Анатольевна Тучкова, она ответственный исполнитель тома «Фольклор южных селькупов». И вот в связи со своими исследованиями она вот вышла вот на такую тему. У нас ее доклад в записи, мы прослушаем, но, по-видимому, вопросы мы ей задать не сможем. Поэтому мы только прослушаем, примем к сведению, и там уже дальше какие-то контакты, наверное, сработают. Пожалуйста. Здравствуйте, дорогие коллеги. Мне бы хотелось представить вашему вниманию доклад «Квальджут. Богатырские сказания селькупов и ареалы их распространения среди локальных групп селькупского этноса». Здесь мое сообщение посвящено будет
особой группе сюжетов, которые известны как именно богатырские сказания. И таким ярким мотивом, объединяющим эти сюжеты в единое целое, является сюжет умыкания героем невесты либо у другого богатыря, но в большинстве текстов все-таки во время сватовства. И этим вот сюжетным таким ядром эти сюжеты очень похожи друг с другом. Целью является выявить по имеющимся источникам ареал распространения данных сюжетов. И еще одна цель, как бы параллельно или подцель, да, соотнести выявленный ареал с ареалами распространения ИТ-сюжетов, есть ли корреляция между ними. Потому что ИТ-сюжеты — это очень такой весомый пласт селькупского фольклорного наследия, но и вот эти богатырские сказания — это очень важная часть селькупского фольклора. И насколько они коррелируют или нет друг с другом, многое может сказать о формировании селькупского этноса, что очень важно, ну, и фольклористам, я думаю, но в большей степени, конечно, это меня интересует как историка. Но прежде чем говорить о характеристике этих сюжетов, несколько слов о документации этих текстов. Мной выявлено 10 таких текстов, и 5 из них — это тексты XIX века. Они достаточно качественно записаны. Прежде всего, это запись Александра Кострена, середина XIX века. Информант или сказитель неизвестен. Место записи — это, скорее всего, Обь в районе Иванкина, или точнее между Иванкина и Сундорово, то есть Шушкубский ареал и чуть выше. Бескомпромиссно соотнести, например, эти записи с шушкубским диалектом не получается, но и отнести это к более северному Чумелькупскому тоже недостаточно данных. То есть он явно больше соотносится с южными диалектами и вот конкретно с шушкубским. Один текст из записи XIX века — это записи Григоровского Николая Петровича. И этот текст, к сожалению, не имеет варианта на селькупском языке, он не сохранился, хотя, вероятно, когда-то существовал, потому что Евгению Арнольдовичу Хилемскому удалось в архиве найти первый и последний абзац этого текста. Он известен как текст или сказка как Катман-Пуч, но по своей сути это вот именно классические, вот при соотнесении с другими текстами селькупов, видно, что это вот типичное богатырское сказание. И тексты выявляются из записи XX века. 4, как мы здесь видим в таблице, это записи, опубликованные Галиной Ивановной Пелих. И из этих 4 2 записи с Чумелькупского ареала — это Рекатым и Парабель. И 2 записи, хоть и записаны в районе Каргаскана, информанты из Сундорова, то есть отсылка опять в южно-селькупский диалектный ареал. И одна запись из 5 текстов XX века — это запись из северного диалектного ареала, запись Головнева. Здесь представлены источники, где опубликованы были представленные тексты. И источники характеризовать не буду, а вот о характерных мотивах скажу. То есть все сюжеты этой сюжетной группы как бы заметно похожи между собой. И у них есть как характерные черты, типичные для героев этих сказаний, так и
комбинируются они, скажем, вокруг вот этой центрального момента умыкания невесты. Но если говорить о начальной части и о зачине, то, как правило, главный герой он предстает младенцем сначала, он буквально в люльке, у него либо нет никого, либо мать одна рядом с ним, либо какая-то женщина, и она ему рассказывает о том, что вот случилась беда, напали богатыри, всех его родных убили. То есть какая-то коллизия произошла еще до его рождения или когда он был несознательно маленьким. Далее сюжеты имеют следующее развитие. Либо к нему приходит его народ, да, то есть предполагается, что это не просто ребенок, а некий будущий главный богатырь на той реке, где он родился, и у него есть свои люди, и эти люди приходят и просят его о помощи. И несмотря на то, что богатырь буквально вчера, что называется, из люльки вышел, он тут же встает на защиту своего народа. Либо богатырь вырастает сам и идет на поиски невесты. Как правило, есть некие подчиненные ему люди, которые делают ему лодку, и на лодке он плывет куда-то там и приплывает вот в город будущей невесты. Далее есть варианты, где он на лыжах двигается в поисках невесты, отправляясь в путь, и встречает девушку, причем девушка именно опознает его как будущего своего суженого и устраивает ему испытания. И помогает добраться до города, в котором она живет, и ее отец. В тех случаях, когда богатырь сам приезжает свататься, то сюжеты обычно делятся на два типа. По одному набору невеста недовольна сватающимися богатырями, которые пришли до главного героя, и всячески перечисляет их негативные характеристики. Они едят ящериц, они едят такую еду, которую она есть не может, они низовские, они плохие и так далее. А богатырь, когда появляется, его она оценивает как подходящего себе и поэтому помогает ему украсть себя. В тех же случаях, когда таких сюжетов меньшая часть, но они есть, она не делает предпочтения главному герою, и хотела бы, как говорится, рассмотреть всех женихов, но герой ее умыкает, и она остается крайне недовольна этой ситуацией, что ее украли, хотя никак не сопротивляется воровству. Но в том случае, если герой сам прибывает в дом отца невесты, то в большинстве текстов он ведет себя как обиженный. Вот эта фраза из фольклорного текста. Он стоит у двери, он сидит у порога, он прячется за дровами, он не выходит, когда его зовут. Он предлагает состязание, что называется, поднять лежащего, когда силы меряются не борясь, а именно пытаясь поднять лежащего на земле человека. Как правило, по набору сюжетов, в большинстве из них у девушки есть либо один брат, либо несколько, но активную роль начинает играть ее младший брат. Может быть не наличие братьев, а присутствие подруги. Один текст из 20 века именно с подругой-помощницей. Мотивы второй части сюжета также очень, с одной стороны, похожи, но при этом как бы развиваются по нескольким направлениям, по нескольким коллизиям. Если ее девушку украли по ее добровольному согласию, то она сама организует побег и помогает герою справляться с погоней. Если против ее воли, то она ничего не делает, чтобы предотвратить погоню, а когда наступает битва, не помогает герою. И за это бывает жестоко наказана в итоге. В том случае, если девушка помощница, да, то есть она согласна с тем, что ее украли, она бьется сама как богатырша, и более того, вот в тексте из Парабелии герой просто стоит в сторонке и смотрит, как девушка побеждает всех богатырей. Причем в итоге, хоть и герой стоит в сторонке, его ранит стрелой, и она его потом лечит.
Но в большинстве текстов богатырь сам бьется, битвы описываются очень красочно, они многократные, то есть от 3 до 7, они идут как повтор в фольклорном тексте. Как правило, да, битвы кровопролитные, борются герои в основном саблей, об этом потом я еще скажу. На стороне главного героя находится брат невесты, он помогает. В основном он Шурин и невеста в некоторых случаях, и побеждают все войско догоняющих. Очень ярким моментом в большинстве этих текстов присутствует мотив крепкого сна богатыря. То есть перед тем, как битва должна случиться, невеста, герой говорит, что он сейчас заснет, и когда уж совсем враги подойдут, она должна его разбудить. А разбудить должна тем, что отрезать мизинец. И вот жена все думает, резать уже или не резать, уже подошли враги или не подошли. В конце концов она не решается, но роняет нечаянно нож, он колет этот мизинец, и тогда герой просыпается. В большинстве текстов, вот из 10 в 8, герой побеждает и сражается с явно превосходящим противником, но в 2 текстах враги все-таки убивают героя и стреляют при этом, конечно, в спину ему. И там, где он падает, появляется озеро, где гибнут воины, потом вырастают сопки. Характерные предметы главного героя в этих сюжетах. У него в большинстве случаев есть все-таки имя, но оно не так однозначно, как в случае с ИТ-текстами. Каждый раз имя разное. Катман Пучу Григоровского, Кёнга Тю, то есть Кёнгенский огонь или огонь Кёнги. Это в тексте из Парабели. Фыган Балк, это в тексте, записанном тоже Галиной Ивановной Пелих. В текстах Кострена у главного героя нету имени. Как я уже говорила, у него есть мать. Отец либо отсутствует, либо он где-то. И перед тем, как идти свататься, герой отправляется к нему, куда-то спускается за советом. Но все-таки в большинстве текстов у него нет отца, и зато есть лук и стрелы отца, или одна стрела отца. И эта волшебная стрела, она может сразу убить 10 лосей, например, или подстрелить 10 птиц и так далее. И интересно, что почти всегда у героя есть свой народ, над которым он потом в будущем должен править. Но царем его не называют, в отличие вот от отца невесты, которого в русских переводах называют царем. И в некоторых текстах есть такой маркер, он живет в землянке, то есть не в чуме, не в каком-то ином жилище, а подчеркивается, что его жилище – это землянка. Дочь царя, фактически она тоже главная героиня. Более того, из 4 текстов Кострена 2 текста ведутся как повествование от лица вот этой женщины, которую украли. Да? То есть тут интересен такой поворот именно нарратива, да? То есть от чьего имени ведется рассказ. Так вот, в 2 случаях он ведется в текстах Кострена от лица невесты. В основном она безымянна, то есть она во всех текстах безымянна, но есть некоторые характеристики. Белая красавица, это как эпитет, да, и она обладает волшебными свойствами, например, может ступать по воде по спинам рыб, может превращаться в птиц, ворону, филина или ястреба, сражается сама как воин, но не во всех текстах. В некоторых она просто присутствует во время битвы, и в каких-то она борется наравне с героем как воин. Интересным является такой мотив, как рубка дров. Она, как и положено женщине в селькупской культуре, отправляется готовить дрова, и там встречает главного героя и, что называется, заманивает его, чтобы он вот поучаствовал в сватовстве. Примечателен транспорт героя. Почти во всех текстах 10 он перемещается. И транспортное средство каждый раз разное. Конечно, наиболее яркий момент – это в 4 текстах Кострена герой летит на птице, на орле или лебеде. Либо сам он летит на орле, а его невеста на лебеде. В некоторых текстах он перемещается на лодке, как я уже говорила, и в 2 текстах на лыжах.
Лыжи эти подбиты выдренным мехом и сняты с той ели, на которой хранилась лук и стрела его отца. Если герой перемещается на птицах, то приземляется на дереве, на дерево, а с дерева спускается в облике соболя. И вот этот момент тоже очень любопытен, то есть его даже потом в части текста так и маркируют: богатырь в виде соболя, в образе соболя. И, конечно, броская деталь, которая отличает эти тексты от всех тюркских текстов: ни у одного героя, ни у самого героя, ни у его противников нет коней. То есть кони вообще никак не фигурируют в этих текстах. Ну, ареал распространения, он четко вырисовывается, хотя нет конкретики относительно места записи текстов Кастрена, но тем не менее мы видим, что это верхняя часть Аби в рамках расселения селькупов от Сондрова, Сондровской протоки до среднего устья Кити, то есть верхнее среднее устье Кити и устье Чая попадает в этот регион. То есть это такой очень специфический отрезок Аби, где распространен сюсукумский диалект селькупского языка и шушкупский. И также сюда попадает Тым и Кёнга с Парабелью, да, то есть, ну, там по одному тексту, поэтому как-то более точно обрисовать сложно. И в этих вот, кстати, чумылькупских текстах с Парабелью и с Тыма там действует в большей степени женщина. А в южных текстах тут половина на половину, то есть где-то главный герой мужчина, а в двух текстах Кастрена, как мы знаем, повествование ведется от имени женщины. Ну и записано в северном селькупском ареале на Тольке. С Кити нет ни одного задокументированного образца, что очень удивительно. И есть упоминание о том, что эти богатырские песни, богатырские сказания именно пелись, то устойчивым даже в литературе селькуповедческой существует словосочетание «богатырские песни». В публикациях так и говорится «богатырские песни Кастрена». Поэтому я и в названии своего доклада металась, как это называть, либо сказания, либо песни. Но все-таки, думаю, сказание более точный термин, потому что насколько это песни и как песни, то есть чтобы это была аудиозапись, это все-таки не зафиксировано. Так вот, точно богатырские сказания, богатырские сюжеты не совпадают ни с одним ареалом, выделенным для эти сюжетов. То есть они, конечно, частично перекрываются, но так, чтобы какой-то сюжет полностью повторял контур распространения богатырских сказаний, этого нет. Ну и в завершение, сейчас я перейду к выводам. Для мифологии селькупов художник Александр Тимофеев делал иллюстрацию. Ну вот так художник образно представил кровавую битву, которыми наполнены эти сюжеты. Никакие другие фольклорные тексты не имеют столько битв, сколько представлено вот в этих богатырских сказаниях. И выводы. Первое, это очень архаичный сюжет, так как очень ранние записи. И для селькупского фольклора это самый ранний как бы слой записанного фольклора. Все остальные тексты записаны были по хронологии гораздо позже. Именно к этим текстам и Кастрен, и другие ученые применяют как жанровую характеристику термин «богатырские песни» или «богатырские сказания» о старине, «квельдет» или «квельджот». Эпицентр распространения этих текстов находится в южном диалектном ареале на Аби, юрты Старосондеровы в Тискинской Нароческой волости и чуть ниже до Иванкина, вот где-то в этом пространстве. И небольшой ареал распространения вариантов этого сюжета или близких сюжетов — это в центральном диалектном ареале Кёнга-Тым. И интересен вывод, который можно сделать. В северный диалектный ареал этот сюжет проник не целиком, а только, скажем так, его конечной частью, где жена конечная — это частью уже после умыкания. То есть вся предыстория, как невесту главный герой украл во время сватовства, она как бы опущена. И остается история о том, как она, видимо, сюда, на север Селькупский, проникли тексты, где героиня была недовольна тем, что ее украли во время сватовства, и она не помогает
герою, когда приходят от ее отца богатыри или низовские богатыри, которые сватались к ней до этого раньше, и выглядит исключительно как предательница своего мужа. И северо-селькупские тексты несут очень негативный как бы моральный посыл, как надо наказывать женщин, которые не помогают мужу в борьбе. Так, ну и на этом все. Спасибо за внимание. Химик, Селькупский. Почему в Кубске хватит? Хватит. Хорошо. Но Натальи Анатольевны нет в сети, поэтому оставим это без обсуждения. Дорогие коллеги, секция эпосоведения сегодня завершила работу. Вот за день мы отработали 21 доклад. Очень интересные доклады, очень интересные темы. Все так влюблены и углублены в свои научные темы, разрабатываемые, и то, что они здесь делятся своими научными положениями, выводами, очень это здорово, замечательно. И я бы хотела спросить вас, есть ли желание у вас спросить, подсказать, что-то рекомендовать? Вот, пожалуйста, ваше соображение. И имейте в виду, я скажу вам на завтра. Так, сегодня секция по заведению завершила работу. Завтра, 20 октября, также мы работаем в 3 зумах. На первой платформе Zoom 1 продолжает работу этномузыкологи. Zoom 2 идет у нас тоже работа одной секции, фиксация, сохранение и публикация фольклора. 3-й Zoom у нас будет делиться на 2 секции. Ну, они вот на этом Zoom, на Zoom 3, язык и фольклор, и другая секция фольклор в литературе, истории и просвещении. Вот это, у нас вот такой будет распорядок. После того, когда завершится вся эта работа, в 18:00 новосибирского времени или 14:00 будет закрытие форума. Закрытие форума – это принятие резолюции. И вот здесь важный момент. Дорогие коллеги, пользуйтесь моментом, вносите предложения, чтобы это в резолюции можно было вписать, это прозвучало, но чтобы это было реально предложение, которое можно исполнить, которое можно осуществить. Особо обращаться в какие-то государственные органы, вот такие рекомендации не надо, потому что, как это говорят, дело утопающих – это дело самих утопающих. Так что, пожалуйста, будем только рассчитывать на свои собственные силы и работать. Поэтому, пожалуйста, вносите предложения, подумайте. Может быть, до завтра еще подумайте. Вот завтра мы еще встретимся. Я с вами встречусь на Zoom 2. Это фиксация, сохранение, публикация фольклора. И вот тогда, пожалуйста, желающие, кто хочет озвучить свои предложения, включитесь на этот Zoom, и мы с вами пообщаемся, чтобы можно было включить в резолюцию. Проект резолюции готов, но надо его дополнить вот вашими предложениями, которые, может быть, у вас наболело, и которые вы считаете нужным включить в общее решение. Пожалуйста, будут предложения. Будем обсуждать вот эти доклады, сегодня прозвучавшие. По ходу я задавала вопросы, были чрезвычайно интересные доклады. И я просто не удержавшись, пользуясь правами ведущей, задавала вопросы докладчикам. Я думаю, что то, что вот как они отвечали, это были исчерпывающие, интересные ответы. И думаю, и надеюсь, что самим докладчикам тоже было интересно вот поучаствовать в такой работе. Пожалуйста. Да, Розалия Свадьяровна, не слышно вас? Включите звук. Ага, все. Нет, не слышно. Ну-ка, включите-ка. Сейчас со звуком. Да, нет. Хорошо. Все, давайте, ага, слышно теперь. Спасибо.
Еще раз поздравляю с успешной работой и с завершением второго очень содержательного и полновесного научными суждениями, мыслями, концептуальными подходами дня. И благодарю вас всех, благодарю и ведущих, и всех, кого я слушала. Я с огромным удовольствием слушала. А вот по поводу ваших комментариев, Евгения Николаевна, я думаю, мы определенную даже школу получали от того, что вы включали какие-то определенные ваши мнения, даже вопросы. Мы заостряли внимание, на чем нужно дальше работать, акцентировали свое внимание на вопросах и на комментариях. Поэтому очень большое спасибо за такое первоклассное, высокопрофессиональное ведение. Спасибо. И второе еще, вот вы правы по поводу резолюции. Нужно продумать. Вот я пропускаю через себя все доклады и какие-то концепции. Их нужно продумать, чтобы довести до резолюции. Мы подумаем. Хорошо, я спасибо. думаю, у нас на это время. И спасибо большое. Немножко у меня с этими временными поясами получается некоторая заминка, но ничего, я стараюсь всех слушать. Розалия Спаниарна, в качестве затравки сегодня я придумала пункт такой в резолюцию внести: шире практиковать проведение научно-методологических семинаров, круглых столов на базе Института филологии для решения насущных проблем сибирской фольклористики и этномузыковедения. Я вижу, что Евдокия Рендженовна так немножечко напряглась, сибирской, да? Сибирской фольклористики. Вот это в качестве затравки. Вот подумайте, может быть, это как-то сделать, но имейте в виду, что если шире включать все это, опять получится эта конференция, форум, очередной форум. Поэтому надо как-то двигаться такими шажками, чтобы поэтапно можно было решать действительно назревшие вопросы. Вот, да, вот именно. То есть вы предлагаете, сейчас мы проводим форум фольклористов через каждые 2 года? В 2025 году, следующий получается 4. Мы же решили в прошлый раз через 4 года проводить. Через 4, да? Да. А тут пандемия вмешалась, вот мы трижды переносили, в 2016 году провели, и в 2020 хотели провести, видите, как получилось, вот в конце 2021 года проводим. Ну вот теперь получается 25 год, если 4 года, то 25 год. Да, конечно, между ними нужны обсуждения. Да, а между ними, да, семинары, может быть, какие-то поменьше, круглые столы. Да, не такие крупные конференции, круглые столы, но это уже как получится. Тем более, что вот вчера, помните, на пленарном заседании Козлова Наталья Константиновна, она уже предлагала свое участие в проведении семинара по мотивам. То есть это самая сложная проблема у нас в фольклористике. Вот, нет единого понимания, что такое мотив. И вот я не знаю, сможем ли мы выработать вот какой-то единый подход, но двигаться к нему надо. Поэтому путем вот таких обсуждений на семинарах, на круглых столах, мне кажется, мы придем к какому-то согласию, во всяком случае. Потому конечно, научное сообщество всегда. Да. Обсуждаем вместе. Да, пожалуйста. Да. Ага, конечно. Еще раз огромное спасибо за возможность участия, слышать, видеть всех вас. Нас, калмыков, действительно так занесло далеко в Европу. Но вот благодаря онлайн-формату мы имеем возможность и побывать у вас в далекой, но, в общем-то, для меня родной Сибири. Скажем так, вот очень хорошее предложение вы внесли. Обсуждение каких-то текущих наших вопросов, да, исходя из того материала, которым мы владеем на данный момент, очень много вопросов возникает. И вот можно буквально 2 момента я хотела, то, что сегодня в контексте обсуждения, да, мы все имеем опыт фиксации эпического материала. Это же сейчас в наших условиях эпос в живом исполнении – это такая редкость, это феноменально, в общем-то, такая возможность у нас. И в этой связи можно было бы нам всем поделиться нашими наблюдениями. Первое.
Вот в 19 году я была в Западной Монголии, делала записи, да, и вот сказитель из Дуту Самона рассказал мне, как он однажды у себя дома, вот я с Натальей Львов Никитовна говорила, и, в общем-то, да, это очень важно, что мы их записываем в домашних условиях привычных, когда вот в привычных условиях они имеют возможность исполнять эпос в рамках традиции, не нарушая запреты, соблюдая все правила. И вот в этой связи этот сказитель из Дут Самона, Дамрин Дорч, исполнял эпос с закрытыми глазами, вот исполнял эпос. И потом он как-то очнулся от того, что кто-то прикоснулся к нему, вот это, к плечу его. А когда он открыл глаза, оказалось, что он в совершенно кромешной темноте исполнял. Оказывается, выключили свет, и никто не сдвинулся с места, все слушатели сидели, и вот он сидел с закрытыми глазами. А до сих пор они соблюдают обычай плотно закрывать двери, дымовое отверстие. И вот в этом состоянии вот дают ему возможность переместиться в этот мир эпический. Для него реально, конечно, для нас и реально. И вот интересно, а вот сейчас, вот вы тоже записываете все, вот насколько они, не только сказители, но и те, которые слушают, пытаются или соблюдают эти традиции, нарушают ли, что это происходит, когда они нарушают. И вот мы записывали наших калмыцких сказителей там, да, это было тоже в студийных условиях, очень много было людей, и тоже вот почти что все 25 минут у него были тоже закрытые глаза. Вот таким образом они вот пытаются как-то вот так, ну, в рамках традиции исполнять. Закрытые глаза тоже позволяют ему переместиться. Это первый вот такой, да, вот было бы очень, хотелось бы, чтобы вы поделились такими наблюдениями. И второе, вот в условиях пандемии мы знаем, что в далеком прошлом, да и не в далеком прошлом, все-таки на прагматику эпоса, вот на магические функции, свойства эпоса, ведь очень большое внимание уделяли этому моменту. Действительно приглашали сказители, когда случались эпидемии, засуха, болезни и так далее, несчастные случаи. И вот в условиях пандемии, интересно, вообще где-нибудь, кто-нибудь в регионе нашем, да или где-нибудь за пределами, там, где эпос в живом исполнении все-таки еще есть ли вот такая тенденция, хоть какой-то интерес к сказителям именно с прагматической такой, значит, практической установкой пригласить, или вообще на улице где-то вот так вот, значит, чтобы изгнать, извините меня, болезни, вот это, которые сейчас вот все находимся как бы под гнетом этой инфекции, вируса, вернее. Вот такие наблюдения. Я знаю, что я спрашивала, когда анкетировала своих, значит, да, этих сказителей, задавала вопрос, вот когда им хочется, вот когда никто не просит, да, вот вам самим хочется вот как бы исполнить эпос, они говорят, да, а в каких случаях? А когда чувствуем недомогание. Вот. Потом вот приходилось общаться с людьми, которые болели, скажем, там, да, или же вот действительно, когда помогало это, ставили вот сейчас на электронных носителях много такого материала, и тоже с большим интересом, и чувствовали какое-то облегчение вот после этого. Вот такими наблюдениями тоже, это, мне кажется, сейчас так актуально. Евдокия Ильинична, просьба к вам сформулировать ваши мысли, вот какое-то такое вот четкое предложение, рекомендацию. А вот относительно того, что вот приглашают ли сказители для исцеления, это, скорее всего, чаще и больше обращается к шаманам. Здесь у нас же шаманская практика же большая, она устойчивая у всех народов сибирских. Поэтому здесь есть некоторое разделение вот функций. Сказитель – это сказитель. Но вот по моему наблюдению, хороший сказитель, он может быть и шаманом. А вот шаман не может быть сказителем. Да, шаман не может быть сказителем. Поэтому уже вот такие нюансы. Да. Николаевна, мне, знаете, вот как бы не хотелось бы эту тему выделять, а мне кажется, вот в рамках вот семинара, вот может быть, действительно перечень таких семинаров тематику, на год. Тематику, просто в тематику какую-то, да. Разработать тематику этих семинаров, и вот как бы одна из таких тем, проблем, которые могли бы... Но это уже будет зависеть от участников от круглого стола или семинара, какую тему задать, какая вот очередная проблема, которая или вопрос, который надо бы нам всем решать, вот обсуждать. Сначала, конечно, обсуждать, а потом там уже принимать какое-то решение. Ну, я действительно тоже присоединяюсь к этим, Евгения Николаевна. Ну, спасибо вам за
такое умелое руководство нашими мыслями, предложениями. Да, предложениями. Большое спасибо. И, конечно, докладчикам огромное спасибо, что вы поделились своими знаниями, своими идеями, какими-то своими результатами, наблюдениями. Большое спасибо вам всем. Да, знаете, вот это прямо отдушина, когда вот собираемся вот специалисты, и вот у нас секция по соведению, и все вот так дружно, у кого это абсолютно его тема, или кто-то соприкасается с этой темой, все равно фольклористам приходится обращаться к разным жанрам. Это, знаете, вот, ну и поскольку героический эпос – это вершина творчества, то волей-неволей нам приходится с этим работать и обращаться к нему прямо в обязательном порядке. Поэтому все те, которые вот здесь обсуждаем, мы все это имеет отношение к героическому эпосу. Вот так я считаю. Пожалуйста, еще какие будут предложения и ваше мнение. Мне очень дорого ваше отношение к происходящему. Я вот несколько слов к словам Евдокии Лемтиновной. Мы на одном русле немного мыслим. Может быть, она не послушала мой доклад как раз вот по аудиовизуальной фольклористике. Продвижение нам необходимо, потому что мы привыкли относиться к эпосу как к жанру, филологическому, этнографическому, антропологическим наблюдениям. Но на самом деле 21-е тысячелетие требует сейчас именно возвращения, воспроизводства, что ли, реконструкции вот, прагматической, энергоинформационного влияния сказительства вообще. Конечно, в Сибири шаманский мотив, шаманские основы сказительства, они воочию. У нас уральская зона другая, особая. И в этом плане что-либо говорить о шаманах и Бахсе нет надобности, но они раньше, их и Лепехин писал, что они сказители и были и провидцами, и шаманами, и словесниками. В этой связи вот Евдокия Элинжинова спросила, проводится ли что-то. Вот в этом плане проводится нашим уважаемым Талантом Алибакчиевым прагматическое воздействие сказителя вообще на людей, исцеляющее воздействие. Просто люди приходят и слушают. Могут неделю слушать, может другую. И они уже практикуют, по-моему, около 7 лет. У нас в Уральской зоне, еще раз повторяю, другая зона. По моей инициативе, я позволю себе сказать, в 2011 году начали проводить Урал-Батыр Байрама. Вот там с мала до велика читают, просто произносят эпос Урал-Батыр. И тоже переживают большое вдохновление, большое подъем духа, сил физиологических, так и духовных. Но это проходит как бы в рамках праздника своего рода. Но мы дойдем до того, что будут люди, которые будут читать больше текста, будут исполнять. И то есть это своего рода в 21-м тысячелетии вернется традиция не такая, как была раньше, но она вернется еще со своими функциями. И поэтому по поводу аудиовизуальной фольклористики, как с научной точки зрения, так и социальной, социопсихологической, нам следует хорошенько подумать. И на самом деле, возможно, провести нужно круглый стол, потому что сейчас нужна активация вот этой силы. Именно когда народ обессилел, как немножко появилось чувство страха, нагнетает чувство тревоги, мы не только как ученые действовать должны, но и как ученые практики, как подвижники, духовные подвижники, мне кажется. Розалия Свандьяровна. Я действительно внимательно послушала все доклады, и ваш доклад, конечно. И да, понятно, социальная функция эпоса и магические свойства эпоса, это все изучается, понятно. А я просто имела в виду вот пандемия, вот это глобальный характер, это вируса, который, да, и вот в этой связи, если у кого-то уже опыт, допустим, да, вот я вот это имела в виду, наблюдали ли вы, заметили вы, услышали ли вы вот об этом, вот как раз-таки вот уже 2 года мы в этом состоянии находимся. Я пока просто из-за этикета не буду об этом говорить, есть такие наблюдения. Имела в виду конкретный случай вот сейчас. Вот, да, поняла. Евдокия Элинжиновна, вот мы пытались, в первый год пандемии, конечно, это было исключено абсолютно,
абсолютно, потому что мы сидели в абсолютной изоляции. А вот в это лето попытались съездить в экспедиции, но пришлось принимать не крупные, не многочисленные участие в экспедиции, а ездили по одному, по два человека. Дело в том, что сейчас в деревнях пожилые люди очень боятся принимать людей. И вот когда они слышат, что из города едут, и причем из большого города едут, у них такое ощущение, что мы везем с собой заразу. Поэтому это просто очень тяжело в этом плане сейчас. Вот немножечко, может быть, когда успокоится, когда вот это коронавирус станет как грипп, он и будет, наверное, так это сопровождать нас теперь всю жизнь. Вот тогда, может быть, народ попривыкнет, уже будем более-менее спокойнее относиться. Ну а там посмотрим, какая будет потребность. Дело в том, что еще в 2011 году, когда была экспедиция в Хабаровский край приамурским народом, у нанайцев, вообще вот то, что мы записывали в 1986 году фольклор, и то, что в 2011 году увидели, полное угасание фольклорных произведений. Ситуация совершенно кардинально изменилась. И более того, там пожилые люди, с кем разговаривали, ну, просто вот отдельные личности, они слезно умоляли, чтобы мы нашли шаманов своих, говорят, неважно каких, бурятских, хакасских или алтайских, отправьте к нам, потому что у нас своих шаманов уже нет, отправьте, пожалуйста, к нам для того, чтобы мы совсем не вымерли. Представляете, вот как это идет? Потому что вот действительно на Дальнем Востоке вот ассимиляция идет просто, это, знаете, уже катастрофическая ситуация. Теперь уже даже говорить не приходится о том, что сохраняется там язык. А если язык погибнет, то все утратится. И традиционная культура, и фольклор, и все что угодно. Нет языка, и уже трудно говорить о том, что народ что-то сохранил свое. Вот. Есть еще желающие? Что-то там Гульнур Равиловна встрепенулась. Гульнур Равиловна, вы хотите что-то сказать? Добрый день, Евгения Николаевна. Добрый день. Я сегодня, к сожалению, в институте была, поэтому вот только в конце подключилась. Там дел накопилось по РНД, там какие-то согласия, и надолго задержалась. Жалко, но по Ютубу я постараюсь посмотреть. Очень хотелось попасть сюда. Но вот по поводу приглашения шамана, Тамара Садалова мне тоже писала. Ну, приглашайте, говорит. Вообще во всех регионах, мне кажется, люди ищут именно в фольклоре, именно в народных средствах вот, избавления от этой болезни. Я слышала. Но лично у нас больше на религию, мне кажется, полагается, что Розалия Сандер не сказала, молитвы читают. Ну а так какие-то обряды особо я не слышала, что проводили. Спасибо. Надеюсь, завтра еще встретимся. Да, завтра встретимся. Хорошо. Ну что, если нет других предложений, то давайте на этом завершим, а завтра встречаемся и работаем в том же ритме, как мы задали с самого первого дня. Спасибо вам большое всем за участие, за интересные доклады, за обсуждение. Всего доброго. До свидания.